История начинается с того, что мы видим, как полуголый мужчина в маске только что победил монстра. Жуткая девочка, которая, вероятно, выпила слишком много энергетических напитков, наблюдает за происходящим неподалеку и празднует победу над темным лордом. Парень, похожий на Лучидора, с гордостью наблюдает, как чудовище исчезает и солнце появляется из-за облаков. Его зовут Сунраку, и странная девушка в очередной раз восхваляет воина. Она говорит, что это было долгое и трудное путешествие, и Сунраку не мог не согласиться с ней. Затем Сунраку неожиданно взлетает в небо и восклицает, что Ферии пора отправиться с темным лордом. Затем он делает ей огромное одолжение, переставляя ее отвратительное лицо ногой и говоря ей, что она настоящая угроза в этом мире. Мы видим, что Сунраку на самом деле участвовал в игре. Он с гордостью заявляет, что наконец-то победил, а также сумел отомстить за все, через что ему пришлось пройти из-за горгульи. В этом мире игры, основанные на дисплеях, считаются ретро, а игры с полным погружением в виртуальную реальность стали нормой. За небольшим количеством значимых работ скрывается огромное количество релизов, дизайн игр которых не соответствует их усовершенствованным графическим технологиям. Эти игры известны как мусорные игры. Хотя большинство людей справедливо презирают мусорные игры, есть те, кто с радостью ищет их, и таких людей называют фриками. Наш главный герой по имени Рокуро – один из этих уродов, и он заявляет, что слухи были правдой, а игра, в которую он только что играл, была гигантской кучей мусора. Рокуро сравнивает ощущения, которые он испытывает, побеждая в мусорной игре, с тем, что чувствует заключенный, отбывающий тюремный срок. Затем этот псих задается вопросом, какую мусорную игру он попробует в следующий раз, и мы узнаем, что он известен как охотник за мусорной игрой. Когда он спускается вниз, мы узнаем, что его мама тоже немного странная, так как Рокуро говорит ей, что одна из ее бабочек улетела. В школе какая-то случайная девочка преследует Рокуро и репетирует то, что она собирается ему сказать. Она решает спросить о видеоиграх и ждет подходящего момента, но какой-то другой ребенок опережает ее. Владелица магазина игровых автоматов по имени Мана надеется, что летние каникулы помогут ей расширить свой бизнес. В магазин приходит преследовательница Рокуро по имени Рэй. Мана точно знает, зачем она здесь, но говорит Рэй, что Рокуро сегодня там нет. Рэй слишком застенчива, чтобы признаться в этом, но Мана указывает на то, как должно быть приятно быть молодым и влюбленным. Мана объясняет, что Рокуро был занят, пытаясь взломать еще одну особенную мусорную игру, так что его давно там не было. Она показывает ей игру под названием Feria Chronicle Online и утверждает, что это легендарная мусорная игра. У всех союзников в игре ужасный искусственный интеллект, схемы вражеских атак не имеют никакого смысла, а в коде содержится абсурдное количество ошибок. К тому же игра чрезвычайно сложная. Серьезные навыки необходимы даже для того, чтобы победить первого босса. Так что это привело к тому, что множество игроков вышли из-под контроля, бросая свои наушники, как сумасшедшие дегенераты. Вдобавок ко всему, она также слышала, что игроки должны сражаться с финальным боссом в шортах и маске. Как раз в этот момент появляется Рокуро, который ищет какие-нибудь новые трешовые игры, которые могли бы выйти. Он направляется к прилавку, и мы узнаем, что Рэй абсолютная трусиха, поскольку она мгновенно исчезает. Мане потрясен, увидев его там, а Рокуро с гордостью объявляет, что он победил Feria Chronicle Online. Рэй наблюдает за происходящим из-за угла, как настоящий сталкер, и слышит, как Рокуро объясняет, что игра была впечатляющей кучей мусора. Хуже всего в ней была главная героиня Ферия. Она была причиной почти всех проблем, с которыми он сталкивался во время путешествия. Из-за нее любая ситуация становилась еще хуже, и из-за нее гибли жители деревни и члены группы. Она также никогда не страдала от каких-либо последствий, так как всегда находила способ обвинить во всем последнего босса. Даже несмотря на то, что босс ничего не сделал, а она все это время была проблемой. Рокуро продолжает портить игру, объясняя, что если он когда-нибудь хоть чуть-чуть подтолкнет Ферию, чтобы выразить свое раздражение, она просто расстроится. Она никуда с ним не пойдет и откажется продвигать сюжет дальше. Автосохранение не позволит ему узнать о положении дел, и потребуется 3 часа, чтобы вернуть расположение психопата. Мужчина удивлен, что он просто не сдался, что имеет смысл, поскольку он смог бы вернуться к реальной жизни, но он объясняет, что вот как они тебя достают. За 3 минуты между победой над финальным боссом и началом титров ты можешь выбить сопли из сумасшедшей девчонки, не опасаясь возмездия. Рокуро указывает на иронию судьбы, поскольку чем больше фея раздражает тебя, тем решительнее ты становишься, чтобы преодолеть весь этот мусор и испытать 3 из них. Минуты блаженства. Этот парень явно слишком серьезно относится к мусорным играм, поскольку он утверждает, что когда этот момент блаженства наконец наступает, это как будто все его разочарования исчезают сами собой. В тот момент ему показалось, что он понял, зачем он был послан на эту землю. По какой-то причине Рэй улыбается как придурок, когда слышит это, а Рокуро объясняет, что игра трэш была слишком хороша. Теперь он не может придумать, чем бы ее дополнить. Мане пришла в голову абсурдная идея хотя бы раз не играть в мусорную игру. Она объясняет, что переживание жизненных невзгод может помочь оценить взлеты, но верно и обратное. Затем Мана знакомит его с игрой Stronger Low Frontier,
полностью захватывающей виртуальной игрой с участием более 30 миллионов игроков. Она продолжает убеждать его и по какой-то причине незаметно подмигивает Рэй. Она объясняет, что может быть забавно время от времени пробовать вещи, рассчитанные на массовую аудиторию, и Рокуро, похоже, серьезно над этим задумывается. Вернувшись домой, мы обнаружили, что преданность Рокуро своему игровому опыту достигает опасно высокого уровня ботаника, когда он изучает историю игры. Он обнаружил, что Shangri-La Frontier, она же Elf, появилась на рынке менее года назад и установила мировой рекорд Гиннесса по одновременному входу игроков в систему. Суть в том, что флот колонии, прибывший из космоса, вымер, но не раньше, чем после него возникло новое общество. Тысячи лет спустя компьютеры живут своей жизнью примерно на средневековом техническом уровне. Это вызывает у него интерес, поскольку позволяет без особых усилий включать элементы научной фантастики. Рокуро, похоже, начинает убеждаться, поскольку в отличие от Феррия, которая настолько плоха, что ненавистники отчаянно ищут новые возможности, эта игра настолько любима, что его немногочисленные ненавистники полностью заглушены десятками тысяч фанатов. Рокуро отложил свое геймерское топливо и решил попробовать игру. Затем мы немного узнаем о компании, которая создала игру под названием Utopia Entertainment Software. Она была основана гениальным программистом Такайо Цукури, разработавшим игровую систему с полным погружением в виртуальную реальность. Это лидер в области разработки программного обеспечения, аппаратного обеспечения и предоставления интернет-услуг. Рокуро надевает гарнитуру виртуальной реальности и задается вопросом, сколько времени прошло с тех пор, как он играл во что-то, что не было мусором. Игра начинается с создания персонажа, и Рокуро поражен тем, как много вариантов существует для занятий. Он выбирает наемника Twinblade из-за его гибкости, а затем переходит к Origin. Он прочитал, что странники медленно строят оборону, но получают бонусы к удаче. Удача влияет на критический шанс и скорость выпадения предметов, поэтому он решил воспользоваться этим. Все становится по-настоящему захватывающим, когда он узнает, сколько существует вариантов настройки персонажа, поскольку это позволяет ему даже менять расу и тип телосложения. Он издает несколько действительно странных звуков, когда становится слишком возбужденным и напоминает себе успокоиться. Рокуро понимает, что он был настолько отравлен мусорными играми, что теперь его просто выводят из себя глупые мелочи. Казалось бы, забыв о том, что он только что сказал, Рокуро взволнованно заявляет, что пришло время серьезно заняться дизайном персонажей в первый раз за целую вечность. Затем мы с удивлением видим, что его законченный дизайн персонажа выглядит немного странно, но это, по крайней мере, избавляет нас от необходимости смотреть на его уродливую внешность. Лицо. Его не следует путать с полуголым Фури, так как на самом деле у него есть очень веская причина для этого. Мы узнаем, что его стиль игры заключается в игнорировании брони в пользу получения самого лучшего оружия из возможных. Это оружие, конечно, дорогое, но Valve, что удивительно, вам предоставляется возможность продать свое начальное снаряжение во время создания персонажа. И вы можете получить неплохую прибыль. Рокуро, к счастью, хотел скрыть свое лицо, и единственным вариантом была маска глупой птицы. У него не было выбора, так как ему было бы довольно неловко играть полуголым, если бы все могли видеть его лицо. Рокуро относится к тому типу игроков, которые используют одно и то же имя в каждой игре, поэтому он вводит имя Санраку. Он ложится на кровать и, наконец, вступает в игру. Рокуро пропускает пролог, потому что кому на самом деле не все равно, и отправляется в мир игры уровня бога, чтобы найти себе подобных. Все это улетучивается, и Рокуро сразу же впечатляется, потому что перемещение по миру очень похоже на реальную жизнь. Он проверяет все, катаясь верхом и лазая по окрестностям, и отмечает, насколько лучше все ощущается по сравнению с игрой, в которой присутствует отвратительная девочка. Рокуро восхищается тем, насколько велик мир, и достает карту. Он удивляется, почему он не начал с обучающего городка для начинающих, как в большинстве игр, и не понимает, что те, кто выбирает Вандерер в качестве места своего происхождения, начинают со случайной точки в зоне для начинающих. Он решает отправиться в стартовый город, но в очередной раз восхищается тем, как хорошо чувствуется управление. Он проверяет свою статистику и признает, что его низкая защита вызвана тем, что он наполовину обнажен, но надеется, что его высокий показатель везения компенсирует это. Именно в этот момент он удивляется, что на него нападают, как только он сталкивается с гоблином. Рокуро отказывается быть полуголым трусом и решает, что пришло время посмотреть, из чего сделан боевой движок игры. Храбрый маленький гоблин вступает в бой, но, вероятно, сожалеет обо всех своих жизненных решениях, поскольку Рокуро использует мощную атаку, чтобы разрубить его пополам. Рокуро впечатляет сам себя, но признает, что тот гоблин был всего лишь второстепенным врагом во вступлении. Это действительно повышает его уровень, и он видит, что его топором можно пользоваться двумя руками. Что-то движется в кустах неподалеку, и Рокуро думает о том, что в игре можно многому научиться, например, слабостям монстров, закономерностям и выпадению предметов. Он утверждает, что независимо от того, идет ли речь о мусорной игре или игре уровня бога, у каждого возникает то же чувство, что и у него сейчас. Это восторг от погружения с головой в новый мир. Это то, чего нельзя найти в реальной жизни. Его враг наконец-то выходит из кустов и едва не нападает на Рокуро.
Атака была чрезвычайно мощной, и он признает, что если бы она попала в него, то свалила бы его с ног. Устрашающий кролик совершает еще одну атаку, но на этот раз Рокуро блокирует ее и наносит ответный удар, нанося критический удар. Бакс Банни, страдающий бешенством, настроен слишком решительно и продолжает атаковать. Рокуро разочарован тем, что может предложить эта игра, и мы видим, что он проткнул кролика насквозь. Он объясняет, что кролик просто продолжал целиться ему в шею, так что было слишком просто придумать, как ему противостоять. Он рад видеть, что его уровень повысился еще больше, но разочарован тем, что меч кролика не стал добычей. Как раз в этот момент на экране его статистики появляется сообщение о том, что он выполнил определенные условия и выучил счетчик вспышек умений. Очевидно, он может разблокировать навыки, выполнив определенные действия, так что Рокуро уделяет минутку, чтобы оценить, насколько хорошо разработана игра. Он понимает, что поскольку собственные навыки игрока дополняют его уклонение и парирование, он может довольно хорошо сражаться с врагами даже более высокого уровня. Это вызывает у него желание попробовать множество различных стилей боя. Однако на этом его восхищение не заканчивается, поскольку Рокуро понимает, что он играл все это время, не столкнувшись ни с одной ошибкой. Затем мы просматриваем все предыдущие ошибки, с которыми ему приходилось сталкиваться, такие как ошибка хитбокса, ошибка отсечения и печально известная ошибка невидимости. Он выразил свое волнение, поскольку не был уверен, сможет ли он наслаждаться игрой без ошибок после стольких лет, но теперь уверен, что сможет. С этим можно действительно хорошо провести время. Рокуро отправляется на поиски еще одного кролика, зараженного бешенством, но останавливается на мгновение, чтобы полностью уничтожить огра. Он снова повышает уровень и решает, что ему, вероятно, следует распределить свои очки характеристик. Он хотел бы, чтобы кролик Варпал появлялся чаще, но понимает, что это должно быть редкий враг. Ему все же удалось убить 50 из них и получить свои симпатичные двойные мечи. Он также освоил несколько новых навыков, но утверждает, что стоит использовать только один из них. Рокуро решает двигаться дальше, так как он не собирается получать больше уровней с монстрами низшего уровня. Он забрел слишком далеко от начального города, но видит, что находится недалеко от другого города, удачно названного Секандвиль. Он направляется туда, но видит, что мост загораживает змея с хвостиками. Рокуро рад, что наконец-то ему предстоит настоящее испытание и готовится сразиться со стильной змеей. Не позволяй плохому дизайну волос одурачить тебя. Этот зверь на самом деле очень силен, так как это местный босс, с которым должен сразиться ваш отряд. Рокуро на мгновение задумывается обо всех атаках, которые обычно использует змея в играх. Он утверждает, что с аватаром, который действительно двигается так, как он хочет, ему не нужна защита, чтобы победить босса, и он бросается вперед. Он требует, чтобы игра дала ему что-то захватывающее, и мы видим, что Рокуро получает от этого немалое удовольствие. На выезде из соседнего города несколько человек с изумлением смотрят на что-то. У них отвисает челюсть, и мы видим, что это кто-то в гигантских доспехах. Это и есть стартовый город Фирстия. Горожане видят, что у этого человека экипировка высокого уровня и герб клана, ориентированного на достижения. Кучка невежественных людей задается вопросом, что здесь делает такой человек, и по голосу мы можем сказать, что это девочка. Она проверяет имена всех людей, стоящих перед ней, и напоминает себе, что Рикурл дает всем своим персонажам одинаковые имена. Но его там нет, что странно, поскольку все начинающие игроки приходят в Фиорстия. Вернувшись в реальную жизнь, мы видим, что преследователь Рикурл не знает границ, так как именно она искала его в игре. Вернувшись к нашему герою с голубиным лицом, он начинает свою атаку на змею с такими завораживающими волосами, как будто они были украдены у ангела. Рокуро решает понаблюдать за ее движениями и уклоняется от нескольких ее атак. Гениальный геймер решил, что это все еще босс для новичков. Его движения легко читаются, и у него не будет никаких движений для мгновенного убийства. Стеклянная пушка понимает, что он может победить эту штуку, не получив ни одного удара, так как даже одно попадание все равно убьет его. Рикурал мастерски уклоняется от следующей атаки, но его оружие разбивается вдребезги. Он знал, что его прочность снижается, но не мог поверить, что оно сломалось с первого удара. Он увидел, что у принцессы хвостиков прочная чешуя, и решил, что пришло время опробовать его лезвие Свитблад. Рокуро перешел в атаку, пошутив, что собирается приготовить змеиное филе, но был удивлен каким-то фиолетовым веществом, извергаемым хвостатым питоном. Его первой мыслью было, что это может быть какашка, но дисплей показывает, что это яд, и он получит урон каждые 10 секунд. Пернатый понимает, что он, возможно, недооценил змею и ее красивую развивающуюся шевелюру. Наш бог трэш-игр говорит змее, что он превзошел трэш-игры с механикой, которая намного дешевле этой, и небольшого разбрасывания какашек будет недостаточно, чтобы свалить его с ног. Рокуро думает о том, что яд наносит ему 1 урон каждые 10 секунд, а это значит, что у него осталось около 4 минут. Так что ему понадобится надежный способ нанести критические удары, если он хочет победить. Наш Бердман использует свой птичий мозг, чтобы определить, что критические моменты в этой игре не срабатывают случайным образом. Похоже, они срабатывают, когда атака совершается идеальным образом или когда враг попадает в свое слабое место. Однако змея не просто модная, ее тело
покрыта сверхпрочной чешуей, поэтому он приходит к выводу, что ее слабым местом должна быть голова. Змея, очень заботящаяся о своей стильной прическе, блокирует его атаку, заставляя рекрута понять, что атака на ее голову не приведет к успеху. Будь проще. Вместо этого он решает найти свое слабое место и использует движение винтовой прокол, чтобы пронзить ее тело. Он продолжает атаковать проделанную им дыру. И этот геймер, абсолютный бог, утверждает, что защитные свойства поврежденного участка изменяются, позволяя критическим атакам сработать именно там. Змей пронзительно кричит от боли, а его прекрасные волосы развиваются на ветру, как в рекламе шампуня. Рекрил убегает, так как его время на исходе, но он понятия не имеет, сколько здоровья у этой змеи, и не уверен, что у него получится. Его оттеснили назад, и Рекрил теперь понимает, что победа в онлайн-играх с мусором сделала его довольно самоуверенным. Когда он впервые вступил в эту массовую игру для казуалов, этот самоуверенный павлин думал, что сможет легко обходиться без ударов. И ему не придется использовать предметы для восстановления. Он просто вел себя высокомерно, и змея поглотила его. Ракро еще не закончил и использует свой молниеносный встречный ход. Ракро берет верх, хватаясь за прядь своих волос, которая настолько красива, что может соперничать с хвостом единорога. Один последний прокалывающий винт в его морде приводит к тому, что его голова взрывается, и мы прощаемся с парикмахерской любящей змей. Рекрут не может быть счастливее, когда он повышает свой уровень после победы над старой гадюкой. Его добыча достаточно хороша, чтобы за нее можно было получить хорошую цену, но он замечает, что его здоровье все еще падает. У него нет времени распределять свои очки и атрибуции, и он просто тратит все это на выносливость и ловкость. Птичка собирается лететь обратно в город, чтобы купить противоядие, но понимает, что не знает, где находятся магазины, и уверен, что не успеет вовремя. Он даже не может зарегистрировать свою точку возрождения, так как еще не знает, где находятся концы. Но у него нет другого выбора, кроме как бежать так быстро, как только может, словно он пустился в погоню за диким гусем. В данный момент мы видим, что парень по имени Ямамото в восторге от того, что после целых 3 месяцев попыток ему наконец удалось уговорить девушку, в которую он влюблен, начать играть с ним в Эльф. Ее зовут Майя. Этот Ромео взял на себя роль ветерана, дающего советы, и не упустит этого шанса. К сожалению, его интимную встречу прерывает наш разъяренный псих, и Майя думает, что это чудовище. Ямамото указывает, что у него есть имя, так что это должно быть игрок. Эта сумасшедшая девчонка думает, что ей все равно следует убить его, но Ямамото указывает, что, убивая других игроков, перед твоим именем появляется череп. Психопат-убийца обдумывает это, но решает не делать этого, и они задаются вопросом, не попала ли птица в ядовитую какашку. Ямамото говорит ему, где находится гостиница, но объясняет, что точка возрождения появится только после того, как он ляжет спать. В конце концов, секретарша на ресепшене говорит слишком спокойно, указывая на все удобства, которые они могут предложить, поэтому обезумевший герой бросается к ней. Ракуро наконец добирается до своей кровати, чтобы зарегистрировать точку возрождения, но яд не был вылечен, и он умирает. Ракуро возвращается в реальность, где он разочарован своей смертью, но рад, что не потерял никаких предметов. Он решает, что должен поблагодарить парня, который помог ему, но пока просто оценивает, насколько потрясающей является игра Эльф. Наш бог мусорных игр в конце концов прибывает в Секундию в поисках предметов первой необходимости, таких как карты и предметы для восстановления. Птица думает, что ему следует купить мощное основное оружие, которое поможет ему достичь своей цели – попасть в топ игроков. Но вскоре понимает, что извращенцы пялятся на него за то, что он полуголый, и он принимает правильное решение, отправляясь за одеждой 1 числа. Он просто надевает самую дешевую одежду, которую только может купить, чтобы люди не смотрели на него странно. Но потом странным образом решает, что его птичья голова выглядит менее странно, чем маска. В оружейном магазине Рекуро не понравилось то, что он может предложить, и парень из оружейного магазина заметил, что кинжалы кролика Ра на самом деле очень редки. Однако Ракро приходит в восторг, когда мужчина объясняет, что он может сделать ему оружие, но ему нужно будет достать материалы. Наш маленький голубь не теряет времени даром, и Инсли отправляется в район, где много руды. Однако его перья встрепенулись, так как он просто заканчивает добычу камня после того, как камень. Он расстроен, потому что он размахивал киркой по меньшей мере 30 минут. Но у него есть только 2 куска руды из 6, которые ему нужны. Как будто ему не о чем беспокоиться из-за всей этой грязи и тяжелой кирки, появляется надоедливая лягушка и делает то, что делают лягушки. Эта бедная лягушка связалась не с той птицей. Эта маленькая лягушка плавает в грязи так, будто она участвует в Олимпийских играх, и ее невинное маленькое сердечко готово занять 1 место. Рекуро думал, что они могли бы сосуществовать, поскольку это не так опасно, но решил, что лягушка явно хочет, чтобы ее превратили в материал. Его атака отбросила невинную маленькую лягушку назад, и он пошел добивать ее. Он знает, что лягушка устойчива к ударам ножом, так как его костюм сделан из ее кожи, и решил, что может использовать только дубинку и колющие удары. Его топор идеально подходит для этого, но его перья снова встают дыбом, когда он понимает, что болотная грязь замедляет движение игрока значительно. Бедный маленький лягушонок погибает от руки нашего героя с клювастым лицом, но это было так легко для него, что он не смог этого сделать. Это даже не развеселило его. Рекуро заметил, что в последнее время появилось больше новых игроков из-за летних каникул, и решил, что он должен опередить всех в гонке за материал.
материалами. После этого Рикуро удивляет владельца магазина всей своей рудой. Ему говорят, что одна из фигур действительно особенная, и в ней сделаны 2 лезвия от этого. Через некоторое время они готовы, и он узнает, что это оружие уровня бога. Этот очень полезный кузнец утверждает, что делать то, что называется поднятием оружия, очень важно. Поднятие оружия, как оказалось, означает просто модернизацию, но этот термин используется кузнецами, которые относятся к своей работе слишком серьезно и думают об оружии, которое они делают, как о своих детях. Все, о чем Рёкл может думать, это о том, что кузнец – это НПК, но его речь и манеры просто потрясающие. НПК говорит ему не покидать город и носить доспехи, которые у него есть, пока темно, так как ночные животные опасны. Он и не подозревает, что наш безумный друг птица готов принять вызов. И планирует использовать этих опасных ночных животных, чтобы взломать свое новое оружие и пройти еще несколько уровней. Вернувшись на мост, мы видим, что змея восстала из пепла, как феникс, и ее волосы сияют ярче 1000 солнц. К сожалению, это связано с мощной атакой Рэй, которая продолжает поиски Акуро. Этот детектив-сталкер обыскал весь район для новичков в поисках Акуро, но пришел к выводу, что он, должно быть, победил змею, не заезжая в город, и сейчас находится в Секандейле. Она задается вопросом, действительно ли новичок смог бы совершить такое, но она уверена, что если кто-то и смог бы, то это был бы Рикуро. В другом месте наше любящее сражение птичка сражается с големом из Властелина колец и повторяет все, чему научился. Во-первых, появление монстров меняется в зависимости от того, день сейчас или ночь. Большинство ночных монстров настолько агрессивны и опасны, как и сказал продавец оружия. Это помогло им продвинуться в повышении уровня и освоить некоторые новые навыки. Однако этот маленький зверь кажется им слишком сильным. Его движения и атаки находятся на совершенно ином уровне, чем у лесных гоблинов. У него много здоровья, и он использует обмороки в своем стиле боя, как будто он делал это всю свою жизнь, как будто он сражается за кольцо Фродо. Именно в этот момент маленький гоблин издает безумно звучащий боевой клич и созывает всех своих маленьких приятелей-гоблинов. Как будто сражаться с одним было недостаточно. Теперь ему предстоит сразиться с несколькими, и он решает, что ему придется бежать со всех ног, просто чтобы иметь шанс убежать. Однако именно в этот момент Рикуро выходит из этого состояния и напоминает себе, что он слишком наслаждается жизнью, чтобы просто сбежать. Рикуро может и птица, но он не цыпленок и принимает вызов. Когда он побеждает надоедливых маленьких гоблинов, Рикуро думает о том, как ему было весело все это время, и говорит себе, что игры уровня бога – это довольно круто. Однако эта игра может предложить гораздо больше. Именно в этот момент, когда появляется гигантский свирепый монстр, Ракуро сталкивается с настоящей границей Шангри-Ла. Ракуро не может поверить своим глазам, когда узнает, что это уникальное чудовище, и он готовится к битве всей своей жизни. В другом месте мы можем заглянуть в комнату Рэй, когда она в игре. Этот сумасшедший сталкер ищет Ракуро и расспрашивает Ямамото, который утверждает, что видел птичье лицо. Кровожадный псих, в которого он влюблен, хочет покончить с Рэй, потому что она, очевидно, считает всех вокруг чудовищами. Но Ямамото напоминает ей, чтобы она не убивала других игроков. Ямамото объясняет, что большая птица отправилась в Секандейл после того, как питон облил ее лицо ядом. Это явно был он, поскольку ни один другой игрок не настолько безумен, чтобы носить птичью голову полуголым, но Ямамото указывает, что он мог бы уже сменить свое снаряжение. Рэй не верит, что Рокуро смог победить хищного питона, не посетив первый город. Рэй оставляет 2 стукачам прощальный подарок под названием «Координатный телепортатор» и улетает. Оказывается, они даже не были знакомы с Рэй, но Ямамото может сказать по эмблеме на ее накидке, что она из клана, ориентированного на определенного уникального монстра, такого как Ган, рыцарь-убийца. Уникальные монстры – это особый класс монстров, у которых есть как индивидуальное имя, так и титул. Большинство монстров, когда их побеждают или захватывают в плен, реагируют как новые особи по истечении определенного периода времени. Но что касается уникальных монстров, то во всем мире их всего по одному. Ходят слухи, что в эльф их 7, но критерий появления большинства из них неизвестны. Для каждого из этих уникальных монстров, называемых колоссами, многие топовые игроки сформировали кланы, нацеленные на их уничтожение. Эти колоссы очень редки, но настоящая проблема в том, насколько они аномально сильны. Прошел уже целый год с момента запуска игры, но даже при более чем 30 миллионах игроков ни одному человеку не удалось победить ни одного уникального монстра. Возвращаясь к Ракуро, мы видим, что он столкнулся с одним из этих невероятно сильных колоссов. Он узнает, что это уникальный монстр, похожий на рыцаря-убийцу Гантхи. Ракуро думает о том, что маленькие гоблины, с которыми он сражался ранее, были довольно крепкими, но этот уникальный монстр уничтожил их всего одной атакой. Все, что он может делать, это смотреть на свирепого зверя, поскольку он уверен, что попадание всего в одну из его атак положит конец его жизни. Гигантскому волку недостаточно просто стоять на месте, и он начинает атаку. Рокуро на мгновение спасает себя блоком, но его попытка контратаковать проваливается. Всего через несколько секунд Рокуро уже ощущает последствия тяжелой битвы, но все же решает подразнить зверя, сказав, что таким уникальным монстрам, как он, не так уж много от них нужно. Но в глубине души наш глаз Кэнон понимает, насколько близок он был к тому, чтобы увидеть конечный результат. Он рад, что провел всю ночь за работой,
ведь если бы он не выучил Perfect Parry, то сейчас был бы призраком виртуальной реальности. Perfect Parry позволяет ему избежать физической атаки противника, если выполнять ее точно по времени. Зверь продолжает свою безжалостную атаку, и Рекрул снова едва успевает уклониться от нее. Он знает, что ему нужно выложиться по полной, чтобы дать себе шанс на победу, и сам идет в атаку. Рикура переключается на свои вертушки Ворпл, которые он получил от бешеного кролика, и комбинирует их со способностью передвижения, чтобы нанести критический удар. Зверь почти не пострадал и продолжает бомбардировать Рикуру атаками. Бой на мгновение приостанавливается, как раз когда ночной истребитель исчезает. Он появляется снова, чтобы нанести еще несколько ударов, но затем снова исчезает, когда Луну закрывают облака. Он снова подкрадывается к нему, но Рекрул показывает, что он может справиться с ним сам. Монстр, кажется, телепортируется, атакуя Рекрула сзади. Но Рикура демонстрирует свое мастерство геймера, когда он идеально использует свой парри, чтобы едва спасти свою стеклянную пушку от того, что меня взорвали. Чудовище снова появляется перед Рикуро, но ему явно весело, так как он издает смешок. Драка продолжается, а чудовище продолжает исчезать и появляться снова. Рикуро удается нанести еще один удар, но он восклицает, что его шкура даже прочнее, чем чешуя хвостатого питона. Рикуро выл на эту тварь больше 5 минут, не получив ни единого удара, но уникальный монстр просто не по зубам. Рикуро нанес сотни критических ударов, но он даже не уверен, наносит ли он какой-либо урон. Его вертолеты Ворпл, которые изначально были в идеальном состоянии, уже разваливаются на части. Рокуро уверен, что если он не найдет более мягкое место для удара, то его оружие развалится на части. Он признает, что этот зверь находится далеко за пределами того, с чем он способен бороться на данном этапе, но именно так ему и нравится. И именно это делает Shangri-La Frontier игрой божественного уровня. Наш энергичный главный герой проводит время как нельзя лучше, так как он описывает ощущение покалывания в позвоночнике, которое заставляет его чувствовать себя как в огне. Когда он наносит еще несколько критических ударов, он заявляет, что больше наслаждаться игрой невозможно. Он геймер, который прошел через бесчисленное количество мусорных игр, наполненных багами и мусорным балансом. Поскольку он знает, что у этого зверя нет жучков в хитбоксе, как в других играх, у него нет шансов сдаться сейчас. Ракура наносит еще одну мощную атаку, но на этот раз она тоже мало что дает. Его отбрасывает за пределы досягаемости зверя, но он издает громкий рев, который парализует Ракура. Луна снова скрывается, позволяя зверю исчезнуть, и Ракура спустя несколько секунд потрясен, увидев, что у него нет ног. Ракура понятия не имеет, что только что произошло, но признает, что сталкиваться с реальностью действительно больно. Когда он лежит там, признавая свое поражение, он указывает на эту суровую реальность. Он не собирается внезапно осваивать новый потрясающий навык или спасаться от столкновения с каким-то таинственным игроком высокого уровня. Ничего подобного в кино не произойдет. Он понимает, что это не совсем так, потому что каким-то образом после такого удара у него все еще остается 1 очко здоровья. И это должно быть чудом. Он хвалит уникального монстра за то, что он абсурдно силен, но указывает, что эта абсурдность была намеренно закодирована в нем. Зверь именно такой сильный, каким хотели его видеть создатели. Это означает, что его можно победить абсурдом. Именно в этот самый момент Ракура принял свое решение. Его больше не волнует ни финальный босс игры, ни даже сюжет. Возможно, это произойдет не сейчас, но когда-нибудь он поклянется, что победит уникального монстра. Ракура обращается непосредственно к Ликаону, рыцарю-истребителю, и просит его позаботиться о том, чтобы никто другой не победил его раньше него. Свирепый монстр прикончил его, и мы видим, что против Марка было применено проклятие под названием Ли. Несколько мгновений спустя Рикро возвращается в Секондейл и узнает, что это проклятие не позволяет прикрепить снаряжение к части тела, пораженной проклятием. Быстрая проверка его тела показывает, что он почти полностью покрыт меткой пистолета Лейка, а это означает, что он не может прикрепить снаряжение к своему торсу и ноги. Ракура на мгновение дает выход своему разочарованию, осуждая исчезающего волка за то, что тот сделал это с ним. Оказывается, это и есть то самое проклятие, которое продолжает действовать, хотя его еще много. Монстры более низкого уровня, чем пораженный персонаж, будут убегать. На разговоры с неигровыми персонажами будет влиять наличие метки, подобные оружейной, а пораженная часть тела получит устойчивость к магическим эффектам. Единственный способ снять проклятие – это молиться святому или победить того, кто его наложил. Из-за всех этих плохих новостей Рекроу решил подышать свежим воздухом, прежде чем покончить с собой. Вот тут он издает громкий крик и восклицает, что именно такое разрушенное проклятие случается в мусорных играх. Пока люди гадают, что делает полуголый чудак, Рикурал успокаивается. Затем он напоминает себе о 3 принципах, которые он усвоил из всех трэш-игр. Терпеливый ум, несокрушимый дух и хладнокровное суждение. Быстрая проверка его статистики на самом деле показывает, что игроки набирают много опыта, просто сражаясь с уникальным монстром. Это означает, что он немного
немного повысил свой уровень, улучшил свои навыки и получил много очков в сет для распределения. После того, как он распределил свои очки, он быстро осознал, что сделал себе стеклянную пушку, которая умрет от одного попадания. У него не было выбора, так как он не может использовать даже 2 из 4 прорезей в своей броне. Тратить очки на живучесть – все равно, что мочиться в океан, и то же самое касается его здоровья. Не только это, но и его лучший показатель удачи – 65 баллов. Он думает, что вероятно именно поэтому он смог продержаться какое-то время, имея всего лишь 1 HP. Он молится о том, чтобы ему хоть в чем-то повезло, и надеется, что это нормально, обратиться к удаче за помощью. Как раз в этот момент ему на голову падает очень нарядный кролик. Он выглядит немного иначе, чем тот кролик, которого он видел раньше, и ему интересно, позволяет ли эта игра монстрам появляться в городах. Маленький пушистый шарик взлетает, и Ракель бросается за ним. Он убежден, что судя по тому, как он одет, он получит редкий предмет, если поймает его. Как раз в тот момент, когда кажется, что он вот-вот поймает маленького человечка, открывается дверь, и Дрик, уходя, одаривает нашего главного героя самодовольным взглядом. Ракра читает сообщение на двери, в котором говорится, что это уникальный сценарий «Приглашение от Рабитаза». Ракра помнит, что читал об этом на сайте Game Guide и объясняет, что в Valve есть захватывающая основная история об исследовании мира. Но также есть огромное количество побочных эффектов. Задания. Один из них называется «Уникальные сценарии», то есть загадочные сценарии, время разблокировки, местоположение, содержимое и флаги которых неизвестны широкой публике. Так что экипировка, навыки и заклинания, которые вы можете приобрести в этих уникальных сценариях, должны быть высшего класса. Ракура открывает дверь и думает о том, что нет ничего необычного в том, что клан отчаянно ищет эти уникальные сценарии. Он издает смешок, потому что встреча с одним из них на ранней стадии прохождения – это потрясающе. Он решает, что это должно быть результат того, что он потратил свои очки характеристик на удачу и обещает не упустить этот шанс. Однако вскоре после того, как он входит в дверь, мы видим, что требование к уровню составляет 80, а возвращается только 28 уровень. Оказавшись внутри, он потрясен, обнаружив, что это мир полный кроликов и их любимой морковки. Он боится, что, возможно, забрел в логово монстра, и его приветствует маленький придурок, который дразнил его, заставляя прийти. Этот кролик очень хотел встретиться с Рикуро и объясняет, что вся Рабитуза только и говорит о нем. Это потому, что, несмотря на свою огромную личную слабость, Рикуро хватило смелости в одиночку сразиться с рыцарем-убийцей. И потому, что у него были навыки продолжать наносить идеальные смертельные удары, не делая ни единого шага. Одиночный удар. Для них Року – воплощение души кролика Варпала. Року в восторге от энтузиазма малыша, и кролик говорит, что хочет быть таким же, как Рокуро. Наш скромный герой быстро замечает, что он едва ли оставил царапину на уникальном монстре, но кролик объясняет, что это только потому, что он такой мощный. Он называет его рыцарем-императором и объясняет, что это колосс, способный проглатывать виверн как полдник. Тот факт, что Рикурос даже сейчас разговаривает с ним, говорит о том, что Рикурос находится под защитой божества. Что еще более удивительно для комка шерсти в костюме, так это то, что отметины, покрывающие тело Рикуро, доказывают, что рыцарь-император рассматривает его не просто как добычу, а как собрата. Рикуро не может не задаться вопросом, не случилось ли что-то с мозгом кролика, и вспоминает, что одной из особенностей метки было то, что она влияла на разговоры с неигровыми персонажами. Кролик объясняет, что его босс-кролик хотел бы встретиться с ним. Но наш скептически настроенный птицелов задается вопросом, не является ли это каким-то из ловушки мести за все жизни кролика, которые он оборвал. Кролик просто проигнорировал его вопрос и представился как Эмиль. Эмиль в конце концов ответил и заверил Рикрула, что его босс намного выше таких мелочей, как месть. Во дворце Рабатуза наш новый друг объясняет, что хотя многие люди регулярно посещают Рабатузу, Року будет первым, кто войдет во дворец. Это довольно шокирует, но Року приходит в восторг, так как это должно означать, что это уникальный сценарий, о котором знает только он. Року объясняет, что он очень волновался после того, как его пометила эта уникальная собака, но, похоже, удача уже повернулась к нему лицом. Эмиль отвел его к боссу своего отца, и Рику был потрясен присутствием этого парня. Он узнал в Рикуро парня, которого избил, и помочился на него уникальный монстр, которого он называет щенком. Он объяснил, что люди так быстро теряют свою душу хищника, что он решил, что все они безнадежны. Однако теперь он понял, что один из них подает надежды и шокирует Рикуро, когда он просит уделить ему немного времени. Этот гигантский кролик представляется как кроличий босс Рабитаза по имени Висач. Вернувшись в игровой магазин, Мана застает Рэя, экстраординарного сталкера, на охоте за своей не такой уж тайной пассией Рокуро. Рэй пытается отрицать это, но владелец игрового магазина не глуп и объясняет, что сейчас летние каникулы, так что он, вероятно, находится в более строгой правовой зоне. Рэй признает, что она не смогла найти свою жертву в игре, потому что он полностью пропустил первый обучающий город. Мана смеется, потому что прокладывать свой собственный курс
Это классическая рекурсия и типичный ход фанатика трэш-игр. Она объясняет, что рекурсия будет делать то, чего не будут делать обычные игроки, и сталкиваться со всевозможными возмутительными уникальными сценариями. Мана поощряет маленького сталкера активизировать свою игру в преследование, но удивляет ее, когда она просит Рэя признаться ему в своих чувствах. В следующей сцене мы встречаем Руми Хитоми, когда она собирается начать свою сюжетную линию, но она уходит, и мы больше ее не видим. Тем временем Рокуро читает об условиях запуска уникального сценария «Тур по Рабатузе». Он узнает, что если вы победите монстра более высокого уровня, чем вы, вооружившись оружием Варпала, в любом городе появится специальный кролик-Варпал, который пригласит вас в Рабатузу. Как только ты прибудешь на место, если победишь Легонского питона, монстра, терроризирующего их город, ты выучишь словесное заклинание зачарования. Начальная часть была правильной, но Рекуро объясняет, что остальная часть его уникального сценария, произошедшего накануне, была совсем другой. Он определенно не боролся с питонами. Вместо этого он был похож на пугающего босса якудзы, похожего на кролика. Этакий милый ужас, которого можно было бы ожидать, если бы мафия начала вербовать людей в детских зоопарках. Оглядываясь назад, можно увидеть, что вице-президент Хэтч похвалил Раку за его борьбу со щенком. Он восхищается варпальской душой Рекуро, но Рекуро не может не испытывать страха и задается вопросом, что же такое варпальская душа. Затем кролик якудза делает ему предложение, от которого он не может отказаться, Рекуро сначала немного растерялся, но потом понял, что это должно быть тренировочный квест, и тренировка по уникальному сценарию может дать потрясающие бонусы. Он быстро принимает предложение, но чуть не получает по морде, когда звонит Висаччо Аники, так как это его очень разозлило. Рокуро объясняет, что это была просто маленькая шутка, но гигантский Бакс Банни на стероидах не произносит ни слова. К счастью для Рекуро, у Висаччо есть чувство юмора, так как он не нападает на него, а вместо этого громко смеется. Он признает Рекуро своим подчиненным и просит называть его «ваш». Эта привилегия дается только тем, у кого есть потенциал, и Рекуро соглашается, думая о том, как он рад, что кролик Цукуза не заставил его плавать с рыбками. Ваш говорит более чем взволнованному Эмилю, что он оставит Рекуро в его руках, что, конечно же, очень нравится маленькому странному кролику, и он обещает очень усердно работать. Эмилю не терпится взять Сунраку-сана на экскурсию по дворцу, но Рику объясняет, что ему нужен перерыв после долгая игровая сессия. Но в глубине души он думает о том, что ему также хочется побольше узнать об уникальных сценариях и монстрах. Рекуро рад слышать, что он может зарегистрировать там свою точку возрождения, и Эмо предлагает позаботиться об этом. Ваш вспоминает, что забыл одну вещь, и надевает на Рокуро ошейник души Варпала. Рокуро потрясен, обнаружив, что при повышении уровня ошейник увеличивает количество очков характеристик в 2,5 раза, но опыта получает только половину. Он тут же пытается снять его, но Вэш объясняет, что это бесполезно. Он не позволит Рокуро снять его, так как для того, чтобы слабый стал сильным, необходимы чрезвычайные трудности. Затем он напоминает Рокуро, чтобы тот никогда не забывал о душе Варпала. Маленький глупый кролик говорит ему, что это платье ему идет, но Рокуро просто не может поверить, что на него наложили еще одно ограничение. Возвращаясь к настоящему, Рекрил признает, что даже если у него есть его опыт, получить в 2,5 раза больше очков характеристик – это довольно большое достижение. Положительная сторона. Это может быть даже не работающий чит-код. Похоже, никто на форуме не знает ни о Висаче, ни об Эмили, не говоря уже об ошейнике Warpal Soul. Никто даже не нашел уникального сценария, в котором вы попадаете во дворец Ребитузы. Вакруо становится очень взволнованным, когда понимает, как удивительно, что он нашел уникальный сценарий, о котором знает только он. К сожалению, у него назначена встреча с кем-то по имени Кацо, и он загружает игру, в которую не заходил целую вечность. Она называется Basiork Online Passion, или как некоторые ее называют Биорб. Это файтинг, в который новобранец однажды глубоко погрузился, и естественно это означает, что это мусорная игра. Количество игроков в ней составляет менее 100 в день, что заставляет многих задаваться вопросом, почему сервер все еще работает. Это означает, что большинство из тех, кто продолжает играть в игру, знают друг друга. Все они принадлежат к одному типу энтузиастов мусорных игр. Ракуро встречается с Кацу и спрашивает о правилах боя. Бой начинается с того, что Кацу показывает Луфи без соломенной шляпы и напоминает Ракуро, что все возможно. Кацу показывает ему свой новый прием, который он разработал, пока Рекур был сосредоточен на Фолио Онлайн, и который он называет атакой щупальцами НСФ. Раку удивлен, увидев, что у Тату появился новый глюк, и удивляется, как такой сумасшедший, как он, стал профессиональным игроком. Кацу шокирован, так как он использует задержку, но Рику все еще каким-то образом удается блокировать его атаку. Кацу называет Рикуру настоящим безумцем за то, что у него такая быстрая реакция, а Рикура отмечает, что его быстрый удар кулаком – это идеальный стиль боя. Он объясняет, что пока у него есть 12 фреймов, он может даже противостоять мгновенным атакам босса, оставаясь невредимым. Эти двое продолжают ссориться, и это выглядит так, будто они состоят из одного целого, и люди вокруг начинают обращать на это внимание. Несмотря на то, что Биорб
считается мусорной игрой, их борьба прекрасно демонстрирует, почему Биорб так популярен в своей нише. И она заключается в том, что любая ошибка устраняется. Их удары из пистолета Гатлинга продолжаются, и Рикуру празднует победу, когда ломает один из кулаков Кацу. К сожалению, для него это плохо кончается, так как этот кулак заканчивает бой. Рикуру не может поверить, что текстуры кулака после изображения были частью хитбокса, и он объявил проигравшего. Тем не менее, Рикуру благодарит Кацу, так как он только недавно начал сражаться с НПК и нуждался в хорошем ПВП. Кацу надеялся, что Рику неудачно пошутил, когда узнал, что он играет в Эльф, но Рику не стыдится признаться, что на самом деле ему это очень нравится. Его маленький друг все еще ничего не понимает, поэтому Рику объясняет, что в Эльф есть безумно сильные монстры, называемые 7 колоссами. Они настолько редки, что всей базе игроков удалось узнать имена только 4 из них. С самого начала игры никто ни разу не победил ни одного из них. Рикура рассказывает, что он сражался с одним из этих чудовищ, и это его измотало. Это убедило Кацу, и он решил, что, возможно, ему стоит попробовать Эльф. Рассказ Рикура об этом заинтересовал его, и он признает, что никто из его друзей в Иорл все равно не играет в Биорб. Это еще не все, так как определенный человек также играет для нас левой, и Кацу отправил этому человеку сообщение, чтобы сообщить им, что Рокура тоже играет в нее. Рокура понятия не имеет, кто этот человек, но мы видим, что это какая-то девушка с фиолетовыми волосами. Эта цыпочка дралась с кучей парней, когда получила сообщение, и утверждает, что она всегда думала, что у Рокура было какое-то состояние, при котором он умрет, если когда-нибудь перестанет играть в мусорные игры. Она расправляется со всеми своими противниками, и мы видим, что у нее есть значок «Убить игрока» за то, что она расправилась со всеми этими реальными игроками. Она кажется рада, что Ракель играет в Эльф, и решает, что ей придется очень мягко провести его через это. Ракель возвращается в Секондейл и думает о том, как удобно Эмилю пользоваться вратами телепортации. Он чувствует себя довольно хорошо и задается вопросом, не является ли причиной того, что его аватар Эльф так легко перемещается, то, что он играет в Биорб. Эмма задается вопросом, почему Рику захотел уйти так скоро, ведь в Рабидзе так много всего нужно сделать. Рикура объясняет, что хотя он действительно хочет исследовать Рабидзе, добраться до Третьего Рима до того, как туда начнут стекаться толпы людей, гораздо важнее. С начала летних каникул количество игроков резко возросло. На форумах сообщается, что первый ИА Стартаун битком набит новыми игроками. Сигондия не сильно отстанет, а это значит, что на объектах будут заторы из-за бревен и драки из-за монстров и мест добычи полезных ископаемых. Кроме того, Третий Рима довольно большой город, так что если он собирается выложиться по полной в уникальном сценарии Рабитаза, то он хотел бы это сделать из большого города, где достаточно места для передышки. Эмиль полностью согласен с этим, но Ракос был шокирован, услышав, что Эмиль, как это ни забавно, ничего не понял. Эмиль по-прежнему более чем рад помочь, а Рикро потрясен, узнав, что он может добавлять НПК в свой отряд. Эмиль объясняет, что Рику не сможет добраться до Рабатуза или дворца без него, но Рику подумал, что маленький свободный НПК просто будет сопровождать его. Рику принимает приглашение Эмиля на вечеринку и обнаруживает, что у маленького кролика характеристики выше, чем у него. Он не слишком беспокоится по этому поводу, так как уверен, что быстро обгонит Эмиля. Рико совершенно уверен, что метка пистолета Лейка является спусковым крючком для этого уникального сценария и задается вопросом, не является ли Эмиль способом игры компенсировать это. Эти двое готовятся отправиться в путь, но их останавливают две девочки, которые думают, что говорящий маленький кролик очарователен. Они хотят знать, можно ли им тоже завести его в качестве домашнего питомца, но они шокированы, узнав, что Рикуро полуголый извращенец с птицами. Рикуро понимает, что он был настолько отвлечен, что не подумал о том, что электронная почта — это НПК, связанный с невиданным ранее уникальным сценарием. Поскольку сейчас все это принадлежит только ему, он хотел бы сохранить это в секрете, по крайней мере до тех пор, пока не сможет прояснить ситуацию. Маленький глупый кролик представляется и пытается поговорить об этом с дамами. Однако Ракель останавливает его и кричит, что это был всего лишь его акт чревовещания, когда он убегает. К несчастью для него, одна из любопытных девочек сфотографировала их и решила, что им придется спросить на форумах, где можно достать одного из говорящих кроликов. Эти двое уходят подальше от толпы и признаются, что он не тот спортсмен высокого уровня, каким выглядит, так как не очень хорошо приспособлен для беготни. Эмиль с нетерпением ждет их следующего задания, и Ракура объясняет, что он хочет кое-что подтвердить. Он хочет проверить часть своего проклятия, которое гласит, что монстры более низкого уровня, чем пораженный персонаж, будут убегать. К счастью для них, появляется монстр более низкого уровня, который нападает на них и убегает, как только видит проклятие. Это идеально, так как Рикурл гонится за ним, как какой-то гибрид птицы и гепарда. Наш гениальный геймер не просто преследует его бездумно, у него есть план, как загнать его в препятствие. Точно рассчитав время, Рикуро бросает свое оружие, как только оно меняет направление. Когда оно остановлено, Рикуро атакует его с максимально возможной скоростью. Рикуро отмечает, что он получил бонус к атаке за счет инерции, закона физики, который считается само собой разумеющимся в реальном мире. И очень немногие игры на самом деле пытаются воспроизвести его. Он восхищен тем, как эта игра максимально приближенно моделирует реальность, и Эмиль, как всегда, приходит праздновать с огромной энергией. Он восхищается боевыми навыками Рикуро, поскольку с трудом мог определить, кто из них был монстром. Теперь, когда тест Рикуро завершен, он решил, что нужно делать дальше. Наш план состоит в том, чтобы проигнорировать все проверки и направиться
отправиться прямиком к начальнику участка. Эмиль восхищается простотой плана, и они вдвоем отправляются в путь, воодушевленные тем, что их ждет в будущем. К сожалению, буквально через несколько секунд мы видим, что новобранец крайне расстроен. Они добрались до места, где должен быть босс, но насколько хватает глаз, там только болото. Маленький кролик просто беспокоится о своей милой одежде, а Ракель думает о том, что Эмма сказал ему по дороге туда. Эмиль объяснил, что местный босс – монстр по имени Грязекопатель. Он выскакивает из-под земли, чтобы атаковать, поэтому очень важно найти способ удержать его на месте. Рику понимает, что ему придется сражаться с этим землекопом на болоте, а это значит, что у него могут быть большие неприятности. Как раз в этот момент Эмиль чувствует зверя, и Рику заставляет Эмиля забраться к нему на плечо. Передвигаться по болоту невероятно трудно, поэтому им едва удается отойти в сторону, как появляется гигантский монстр. Мы узнаем, что характерной чертой Шангри-Ла Фронтирс является то, что болотистая местность создает условия для пеших прогулок. Это означает, что одна нога всегда остается в болоте, пока другая не достигнет дна. Этот свирепый зверь явно очень силен, так как рекомендуемый размер отряда для борьбы с ним 4 человека. Рокуро понимает, что возможно совершил огромную ошибку, поскольку это худший поединок из возможных. Свирепый зверь странным образом способен нырять в мелководное болото, что возможно только благодаря логике игры, и Эмиль впадает в панику, опасаясь, что с них заживо сдерут кожу. Однако Рокуро ловко использует свой скользящий прием, чтобы едва избежать смерти. Он признает, что ключом к этой битве является понимание того, как использовать навыки, которые развелись после битвы с Ликагоном. Его усовершенствованный прием «Совершенный Перри» — это счетчик отражения, который позволяет ему мгновенно контратаковать после того, как он идеально рассчитал время своего Перри. Эмиль впечатлен, но Рокуро недоволен, так как он в значительной степени просто уклоняется от урона. Оба навыка, которые он только что использовал, были переделаны 10 раз, и у него нет другого способа избежать урона за это время. Зверь не дает ему передышки, но, к счастью, его маленький друг-кролик вступает в схватку с впечатляющей атакой. Эмиль объясняет, что это было просто волшебство, и Рикуро понимает, что он был так сосредоточен на том, чтобы играть в одиночку, что на этот раз совершенно забыл, что у него есть партнер. Рикуро знает, что он не может упустить эту возможность, поэтому он использует способность, которая дает временный бонус к силе атаки и ловкости. К сожалению, попытки быстро передвигаться по болоту отнимают много времени. Зверь выздоравливает, но это дает вороне возможность использовать эволюцию его атаки «Винтовой прокол», которая называется «Спиральный край». Еще одна способность ставит их в более выгодное положение, и Меркроу балансирует, что возможно только благодаря его опыту в мусорных играх с ужасным платформером. Его маленький друг-кролик готовит атаку, а там свирепый зверь собирается его съесть. Он пытается это сделать, но прошло уже 10 секунд, и он использует счетчик отражения, чтобы избежать нападения. Эмиль продолжает мощную атаку, и мы видим, насколько Рокуро похож на стеклянную пушку, поскольку небольшой урон от падения отнимает большую часть его здоровья. Рокуро хвалит своего пушистого товарища по команде, но она просто беспокоится о своих милых ниточках. Рокуро уверен, что зверю должно быть очень больно, но он шокирован, когда его нигде нет. В этот момент земля начинает трястись, и Рокуро чувствует, как его ноги затягивает вниз. Они понимают, что китообразная акула готовится вырваться из-под земли для нападения, и Раку, даже не колеблясь, спасает своего маленького друга. Раку удивлен, что его подбросило в воздух, поскольку это не было мгновенной атакой на убийство, и на самом деле он едва успел это сделать. Никаких повреждений. Мы узнали, что Грязекопатель наиболее примечателен своим особым набором движений, который активируется после того, как его здоровье достигнет определенного порога. Удерживая игрока на месте с помощью вибрирующего болота, он случайным образом подбрасывает одного из них носом в воздух. Если игрок бросит вызов ему в одиночку, он не только будет поражать его этой атакой каждый раз, пока он остается в болоте, но и сбреет его с ног. Все их здоровье восстанавливается за счет урона при падении, отсюда и прозвище «Убийца-одиночка». Рокуро понимает это и ненавидит человека, который это придумал, так как навыки игрока даже не имеют значения. Он подумывает о том, чтобы Эмиль ударил его сбоку, но знает, что мы просто взорвем его. Рокуро готовится к своей неизбежной смерти, объясняет, что он так и не смог привыкнуть к смертельным падениям в играх виртуальной реальности. К счастью для него, наша маленькая меховая героиня не из трусливых, и у нее непревзойденный дух хищника. Она использует волшебный свиток, чтобы телепортировать Рикуро, но вместо того, чтобы добраться до безопасного места, она случайно поднимает его обратно в воздух. Мы узнали, что существует атакующий навык под названием «Падение метеорита», который использует энергию, направленную вниз. Рокуро получил огромный импульс от своего первоначального свободного падения и накопил много энергии. Случайная телепортация ему фактически поставила его чуть выше зверя и позволила Рокуро получить еще больше энергии. Таким образом, падение, которое могло бы привести к смерти игрока, теперь является рискованной атакой. Это не настоящее падение метеорита, а ошибочное падение метеорита. Существо мгновенно разлетается вдребезги, и Рику не может поверить, что он действительно выжил. Он даже не может переварить все, что только что произошло, поэтому он просто хвалит Эмиль за ее хваткость. Раку признает, насколько тяжелым был бой, сравнивая его с тем, когда он сражался с Ликагоном, но на этот раз они остались в живых. После этого Эмиль был потрясен
он, увидев, как птицеголовый запихивает ему в горло пучок целебных трав. А Рокуро указывает, что это единственный способ, которым что-либо может попасть ему в рот. Из-за его гигантского клюва. Рокуро может думать только о том, что Эма оказался намного сильнее, чем он ожидал. В итоге она понесла его на руках, так что он чувствует себя очень неловко из-за того, что был таким дерзким раньше. Эмиль может думать только о том, что Рокуро останется в Рабитузе на полный рабочий день, как только они доберутся до большого города. Единственная проблема в том, что Эмиль, если его увидит, привлечет много внимания, как в прошлый раз, и на них могут даже напасть. Им нужно придумать, как ее спрятать, поэтому наш маленький пушистый комочек решает, что ей нужно использовать то, чего у нее давно не было. Она показывает свой таинственный браслет Варпал, тайное сокровище кроликов Варпал. Маленькая крольчиха просит своего человеческого двойника сохранить это в тайне и удивительным образом превращается в человека. Рокуру теряет дар речи и расстраивается, когда начинает понимать, что так называемая флагманская японская игра уровня бога начинает походить на какую-то гаремную игру с девочкой-кроликом. Трансформация довольно утомительна для крольчихи, так что в ее нынешнем состоянии она может удерживать ее только 4 или 5 минут за раз. Ее трансформация отлично подойдет, чтобы скрыть ее, но это может привлечь другое внимание, когда люди увидят бедную девочку, волочащую за собой полуголый человек-птица. Они наконец добираются до Третьей Римы, где Эмиль отмечает, что Рокуро, похоже, не впечатлен. Клювастик с гордостью отмечает, что за свою жизнь он повидал немало мест, и она поражена тем, насколько хорошо он путешествовал. Эма преображается, но Рикур доказал свою правоту в том, что он привлекает к себе внимание, когда несколько охранников останавливают их, чтобы спросить, почему он полуголый. Им также очень любопытно, что его тело покрыто шрамами, но Эма встает на защиту Рику. Она утверждает, что у Рику есть прошлое, которое принесет огромную печаль всем, кто услышит об этом. Эма рассказывает историю своего опасного путешествия самым драматичным образом из возможных. В этой истории рассказывается о проклятии, которое Рокуро наложил на свое тело, и о его путешествии, чтобы избавиться от него. Имо становится еще более напряженной, когда она объясняет, что это только первая глава в его истории. Во второй главе он превратится в супервоина. Эта цыпочка слишком агрессивна для охранников, и они просто впускают их внутрь. Из всей толпы, собравшейся посмотреть на выступление Эмиля, Рокуро замечает, что кто-то смотрит на него. И это сильно отличается от обычного осуждающего взгляда, который он обычно получает за то, что у него полуголое птичье личико. Прежде чем они успевают въехать в город, девочка срочно останавливает Рикура, так как узнает его. Рокуро понятия не имеет, кто эта безумная девочка, но мы видим, что произошло после того, как те девочки из Секондейла сфотографировали их. Девочки разместили фотографию на форуме и спросили, знает ли кто-нибудь, как подружиться с очаровательным кроликом. Сообщение быстро распространилось, так как люди были шокированы, услышав, что монстр может говорить, и почти в равной степени шокированы, увидев полуголого человека-птицу. Девочка с посеребренными волосами была шокирована больше, чем кто-либо другой. Она была уверена, что игра позволяет игрокам приручать только собак и кошек, и решила, что птица должно быть жульничает. Поскольку люди усомнились в этичности размещения чьей-либо фотографии без их согласия, девочка с серебристыми волосами приступает к своей миссии по поиску человека-голубя. Другие люди обращали больше внимания на Рокуро на фотографии. Многие не видели таких шрамов, как у него, тем более, что ничего подобного нет в создателе персонажей. Кто-то на форумах помнит, что это проклятие также служит доказательством того, что игрок был признан рыцарем-императором. Об этом известно только потому, что какой-то НПК упомянул об этом. Игроки ошеломлены, осознав, что это означает, что Рокуро, которого они знают как Санраку, его игровое имя, столкнулся с Ликаоном. Некоторые игроки знают, что Ликаон — это случайная встреча, поэтому новичок может столкнуться с ним, но никто не может понять, как это произошло. Этот парень, Санраку, сумел добиться признания от нее. Игрок по имени Оцелот пишет на форумах, что он может спавнить и убить какого-нибудь Раку, пока тот не скажет ему, как это сделать. Другие игроки думают о том, насколько опасен этот парень Оцелот, поскольку он является уважаемым лидером Шуракаи, клана, печально известного тем, что в нем полно убийц игроков. Арселот положил глаз на Санраку, поэтому другие игроки задаются вопросом, все ли будет в порядке с человеком-птицей. Люди обсуждают на форумах, что если игрок убивает слишком много и тебя убивает игрок или НПК, то все твои вещи теряются, включая сохраненные. Кроме того, награда выплачивается из собственных денег игрока-убийцы, так что это довольно жестокая система. Одна рыжеволосая леди особенно заинтригована Санраку и оставляет сообщение на форуме в надежде, что он его прочтет. Она советует ему обратиться к любому игроку с эмблемой волка и мечом, так как она хотела бы встретиться и поговорить с ним. Она выражает сожаление по поводу того, что так много информации о нем просочилось, но объясняет, что ее клан Сайгер может помочь защитить его. Другие игроки могут видеть, что несколько кланов проявляют интерес к ныне знаменитому сыну Раку и указывают на то, что к нему относятся как к боссу мероприятия. Сумасшедшая девочка с серебристыми волосами – первая, кто его нашел, и она просто хочет знать, как приручить кролика Варпала. Несмотря на то, что новости о нем быстро распространились, Рокуро впервые слышит об этом. Он понимает, что это должно быть из Секондейла, но он ни за что не расскажет об уникальном сценарии с кроликом Варпалом. Как раз в этот момент их разговор прерывается неожиданным нападением. Нападавший говорит, что нехорошо держать все в секрете и что все должны разделить это веселье. Эта девушка шокирует Рокуро, когда называет его рыцарем революции Сунраку Куном. Рокуро, кажется, знает ее, так как он утверждает, что великий рыцарь Карандаша наконец
наконец-то показал свое лицо. Этой девушке не нравится, как он разговаривает с такой самопровозглашенной красавицей, как она сама, и она объясняет ему, что в этой игре она не рыцарь карандаша. Она шокирующе снимает свою маску и говорит ему, чтобы он называл ее Артур Карандаш исчез. Рокуро ошеломлен, увидев, что она не только 99 уровня, но и имеет значок черепа как убийца игроков. Рокуро называет этого человека своим другом в мусорном геймерстве. В ретроспективном кадре видно, как несколько парней грабят магазин в игре под названием Unite Rounds. Эти дураки думали, что им ничего не грозит, но наш мальчик Рокуро нашел их и ограбил грабителей. Игроки ласково назвали эту мусорную игру постапокалиптическим симулятором мародерства. Изначально игра предназначалась для имитации королевства, находящегося на грани краха, где игроки берут на себя роль рыцарей, защищающих его от нападающих монстров. Это совместная игра в виртуальной реальности. Однако из-за действительно мусорного игрового дизайна, который ставил во главу угла верность концепции, процент выпадений был неоправданно низким. Лишь немногие игроки осмелились бы играть в эту игру правильно. Даже задание для новичка требовало 12 часов прочесывания открытых полей. В глазах игрока это оставляло ему только один выход – украсть то, что ему нужно. Геймеры не были готовы часами рыться в траве в поисках низкоуровневых предметов, когда они могли просто совершить набег на магазин НПК или украсть их у игрока, который это сделал. В конечном итоге это оказалось выигрышным ходом в раундах Unite. В среде, где повсюду царило возмущение, и каждый человек, которого ты видел, был врагом, появилась одинокая фигура, подпитываемая насилием, чтобы взять королевство под свой контроль. И этим человеком был великий рыцарь карандаша. Однажды Року грабил трупы, и Кацу попытался обратить его внимание на то, что игра должна была быть посвящена защите королевства от монстров. Однако Року объяснил, что на самом деле цель игры не в том, чтобы победить большого плохого рыцаря карандаша. Рыцарь карандаш совсем не похож на финального босса, встроенного в сюжет игры. Она намеренно оскорбляла игроков, которых не допускала в свои ряды, и подстрекала своих жертв, чтобы они не отказались от игры. В то время игра Unite Rounds была полностью во власти одного игрока, известного как Императрица Антиутопии. Рикуро и Кацу планируют убить ее, и она потрясена, увидев их и поняв, что армия повстанцев была использована в качестве отвлекающего маневра. Наши ребята очень уверены, что зашли так далеко, и говорят ей, что ей следовало установить несколько более эффективных ловушек. Те, что она расставила, были настолько просты, что они сломали их с первой попытки. Это их первая встреча, но императрица впечатлена и планирует запомнить их имена. Рыцарь карандаша очень раздражена ухмылкой Ракро, и она задается вопросом, действительно ли они смогут победить ее и стать рыцарем-революционером. Возвращаясь к настоящему, Ракро думает о том, как в 2 раундах они сражались друг с другом в ничью, а в конце оба погибли. Однако в этой игре между ними огромная разница в уровне. Пентагон мгновенно инициирует драку и сообщает Рикуро, что она взяла пенальти и проделала весь путь от фикции до игрока, убившего его. Так что ему не должно быть стыдно, если ему хочется плакать от того, насколько он польщен. Пентагон не только умеет говорить гадости, но и является опасным бойцом, поскольку Рокуро должен блокировать кинжалы, которые, по его прогнозам, ядовиты. Она знает, что Року только что победил землекопа и предполагает, что он примерно 30 уровня, поэтому она хвалит его за впечатляющие навыки уклонения. Однако Року отдает должное игре уровня год за то, что все его движения получаются приятными и плавными. Сумасшедшая девочка с серебристыми волосами была шокирована, наблюдая за боем, когда поняла, что Карандаш Гон является вторым командиром клана убийц одного игрока, как Шуракай. Она известна как убийца гигантов. Пён Килган объясняет, что она получила это прозвище из-за того, что постоянно устраивала засады на игроков более высокого уровня. К сожалению, разработчики испортили ее безжалостную стратегию, так что в последнее время ей стало намного труднее. Рикул быстро указывает на то, что в прошлой игре она была гигантом, и они оба от души смеются над иронией судьбы. Однако момент беззаботности длится недолго, поскольку Пенсилон продолжает атаковать и называет нашего героя с птичьей головой птичьим мозгом. Эмиль что-то понимает во время просмотра, но ничего не говорит и просто бесится на заднем плане. Пока Пенсилон продолжает свою безжалостную атаку, она показывает, что нашла его не только по личным причинам. Лидер ее клана Ашура Кай просит ее передать сообщение. Лидер предупреждает Рикуро, чтобы он обнародовал информацию об уникальном сценарии, иначе у него будет мишень на спине, пока он этого не сделает. Нашему мальчику не нравится, когда ему угрожают. Он думает, что ее лидер выглядит как болван, и Карандаш Гон с ним согласен. Рокуро делает все возможное, чтобы дать отпор, но он знает, что у них слишком большая разница в уровнях и экипировке. Однако он кое-что понял. Рокуро отмечает, что, похоже, Карандаш Гон изо всех сил старается держать его подальше от ворот. Он также уверен, что она рассчитала время своей первой атаки, чтобы помешать ему войти в город. Он пришел к выводу, что игроку-убийце должно быть трудно делать свое дело в густонаселенном городе, и она призналась, что безусловно предпочла бы избежать этого. На самом деле все эти разговоры не имеют для нее никакого значения, поскольку она уверена, что он все равно не доберется до ворот живым. Именно тогда мы видим, из-за чего ему так волнуется все это время, когда снова появляется ее заячий хвостик, и она больше не может сдерживаться. Скоро она снова превратится в хищного кролика, но у нее нет возможности рассказать об этом Рикуро так, чтобы никто не узнал. Хаос нарастает, когда сумасшедшая девочка с серебристыми волосами решает спросить компаньона Рикуро о том, как завести домашнего питомца, вербального кролика. Она удивлена, увидев, что Эмиль носит аксессуары
аксессуары для кроликов, но еще больше шокирована, когда Эмиль превращается в того самого кролика, которого она отчаянно искала как маньяк. Рикура замечает это и указывает на то, что сейчас самый неподходящий момент для того, чтобы это произошло. Пёнкилган отказывается, чтобы его игнорировали, но он шокирован, когда Рику использует свой встречный прием при спуске по веревке. Он в ярости бьет ее в ответ, так как знает, что она сдерживалась, и призывает на свою сторону электронную почту. Наш мальчик поймал своего маленького компаньона-кролика, и седовласая жалеет, что не может хотя бы сделать селфи с маленьким меховым комочком. Рокура объясняет, что он подумает об этом, если ему удастся осуществить свой план, и делает безумный рывок к воротам. Пентагон уверен, что у Рокуру нет шансов победить ее в беге пешком, но он шокирован, когда седовласая останавливает ее. Седовласая объясняет, что ей наплевать на птичье личико, но карандаш подвергнет милого маленького кролика опасности, и тогда она убьет Пинчелгона одним ударом. Сердцебиение. Рокура не мог быть счастливее, потому что именно на это он и надеялся. Он понял, что девочка по имени Аномалия была одержима его пушистой спутницей, и он знал, что ради нее она подвергнет себя опасности. Он хвалит Эмму за то, что она отличный талисман, ведь теперь все, что ему нужно сделать, это попасть в город. Эмма сделает для него телепортационные врата в Роботузу, и никто не сможет отследить его там. Однако план Рокура сталкивается с огромной проблемой, поскольку Пентагон объясняет, что она никогда не говорила, что пришла туда одна. Рокуру встречает группа крутых игроков из клана Пентагона. Им всем претит мысль о том, что им придется провоцировать игрока более низкого уровня, но они должны делать это так, как будто Пентагон сам убьет игрока, если они этого не сделают. Пентагон понимает, что Аномалия — хранительница зоопарка F, клана документальных монстров, который не интересуется другими игроками. И она благодарит Рокура за предоставленную ей возможность. Рокура даже не слушает ее, так как у него дел по горло, чтобы группа его не прикончила. Аномалия показывает, что она не просто какая-то сумасшедшая любительница животных и применяет мощное заклинание. К сожалению, Пинкелон поглощает атаку и направляет ее обратно в Аномалию. Пинкелон очень впечатлена всеми статусными дебафами, которые получила Аномалия, а Аномалия шокирована, потому что Пинкелон смогла отразить все проклятия в своей атаке. Пентагон показывает удивительный предмет, который позволил ей это сделать – кармическую соломенную куклу. Пентагон знает, что без нее у нее были бы большие неприятности, и уничтожает эту вещь. При уничтожении предмета все проклятия, наложенные на игрока, возвращаются к его заклинателю. Поэтому хладнокровный Пентагон заверяет Амалию, что она останется здесь и будет наблюдать, как она умирает от собственного яда. Рикура делает все возможное, чтобы остаться в живых против противников, которые превосходят его численностью, находятся на более высоком уровне и оснащены намного лучше, чем он. Он анализирует их, чтобы определить, что его лучшая цель – придурок, который использует медленно движущийся длинный меч. Поскольку Рикурлу даже не нужны навыки, чтобы увернуться его атаке. Реальная проблема заключается в том, как он сможет нанести урон игрокам высокого уровня, облаченным в доспехи высшего уровня. Все выглядит довольно плохо, но, к счастью, кто-то прибыл, чтобы полностью уничтожить одного из нападающих одним ударом. Каждый из нападавших был потрясен, осознав, что это была беспрецедентная огневая мощь знаменитого мастера атаки. Рокура понятия не имеет, кто этот человек, но не может поверить, что появился еще один человек с таким опасно звучащим прозвищем. Однако мы знаем, что этот гигантский рыцарь в доспехах на самом деле является преследователем Рокуру Рэем, и она рада, что наконец-то нашла зеницу ока. Воспоминание показывает, как расстроилась Рэй после того, как не смогла найти Рикуру, как бы усердно она ни искала. И она подумала о том, как Мона сказал ей признаться ему в своих чувствах. Она подумала о том, что Раку всегда играл в такие необычные и сложные игры. Ей всегда было слишком сложно в них играть, поэтому она никак не могла найти игру, в которую могла бы поиграть с ним. Однако с появлением Эльф все изменилось. Раку наконец-то начал играть в нее, поэтому она отказалась упустить свой шанс. Когда она вернулась в игру, то обнаружила, что ее ждет сообщение. Это был другой член ее гильдии, Сайгер, которая также является ее сестрой. В сообщении говорилось о местонахождении Ракель и содержалась просьба к Рэй связаться с ним. Это был первый реальный шанс для Рэй найти его, поэтому она, не теряя времени, поспешила к нему. В сообщении также говорилось, что несколько кланов уже договорились вступить с ним в контакт, и среди них была опасность, исходящая от Шрикаи. Рэй увидела его в самом разгаре битвы и поняла, что это прекрасная возможность, которой у нее больше никогда не будет. Если бы она смогла спасти его от пикаресов, у нее был бы естественный повод поговорить с ним. Это подтолкнуло ее больше всего на свете, потому что она очень сильно влюблена в него и знала, что однажды это может привести к их разговору в реальной жизни. Именно тогда она сделала свое взрывное заявление, и Пентагон сразу понял, что ситуация накаляется. Пентагон с самого начала знал, что пикаре из ее клана придется нелегко против Рикура. Однако бой с ним Велф кое-что прояснил для нее еще больше. Навыки, которые он приобрел, играя в ужасные игры во всех жанрах, более ценны, чем уникальные предметы и статистика высокого уровня. И это огромное преимущество в Шейнгри-Ла Фронтир. Она также слышала, что Ката тоже играет в Слэв,
так что с Рекро у нее есть какой-то секретный проект. Выглядит более правдоподобно. Пентагон шокирован, когда понимает, что человек, который присоединился к борьбе, это Сигер Зеро. Каким-то образом Ракро первый заманил смотрителя зоопарка, а теперь и мастера атаки. Пентагон невероятно рад, что пришел, но аномалия еще не закончила, так как она указывает, что поразила Пентагон 5 заклинаниями. Она объясняет, что кукла, которую использовал Пентагон, лучше всего отражает 5 дебафов, и ей интересно, есть ли у Пентагона контратака для ее следующей атаки. Если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, что Рэй преследует ее так жестоко, что она врезается в столб. Он всегда улыбался и наслаждался жизнью, вот почему она начала думать о нем. Она начала искать его и в конце концов овладела навыками чулочного дела элитного уровня. Она несколько раз пыталась заговорить с ним, но всегда была слишком застенчивой. Вернемся к настоящему. Рэй не упустит такой возможности, поэтому она приходит на помощь Рокуро. Рокуро сразу же начинает подозревать этого гигантского рыцаря и предполагает, что они, как и все остальные, охотятся за уникальным сценарием. Он знает, что ему нужно придумать выход, и, к счастью для него, похоже, что аномалия готовится что-то предпринять. Финальная атака аномалии требует мастерства и однозначного количества здоровья. Эта цыпочка просто еще одна сумасшедшая в этом аниме, поскольку она объясняет, что ее следующая атака – это смертельное проклятие, которое уничтожает ее противника и ее саму. Пион Килган уже использовала свою куклу и не имеет возможности снять заклинание, так что они оба уничтожены. Атака вызывает мощное извержение света, шокирующее всех, но это шанс Ракуро. Он говорит своему пушистому маленькому другу подготовить для них врата и извиняется перед рыцарем за то, что использовал его голову в качестве стартовой площадки. Птица Лицей бежит так быстро, как только может, и вражеская группа хочет помешать ему добраться до города, так как он полон охотников за головами. К несчастью для них, Рэй слишком силен и отбрасывает их назад. Рокурл все еще не доверяет гигантскому рыцарю, но обещает запомнить его имя Сайгер Зеро. Члены клана Сюрикой в ярости, но Рэй совершенно сбита с толку. Она не может поверить, что Рокуро действительно разговаривал с ней, и его извинения снова и снова прокручиваются у нее в голове. Парень Сюрикой видит в этом возможность заработать немного славы и попытаться напасть на мастера атаки. К несчастью для них, она в ярости, потому что из-за них она больше не могла разговаривать с Ракель. Члены группы Сюрикой готовятся сбежать, но Рэй не позволяет им этого сделать, так как у нее все еще много злости, которую она может выместить на них. Затем мы видим, что Ракуро и Эмиль наконец-то вернулись в гостиницу внутри Рабитузы. У Эмиль закончилась магия из-за того, что она использовала свою трансформацию ранее, но, к счастью, наш мальчик был подготовлен и заранее купил восстанавливающие магию предметы. Именно в этот момент Рикуро получает то, что он называет письмо обиженного неудачника от Pencil Gun. Она не верит, что мастер атаки появился из ниоткуда, чтобы спасти его, и она указывает, что ее смерть была ее собственной виной, так что на самом деле она ему не проиграла. Карандашница все еще хочет поговорить с Рокуро, поэтому она просит его позвонить Кацо, чтобы они втроем могли встретиться в игре Unite Rounds. Немного странно, что она не хочет просто поговорить в Эльф, поэтому он относится к ней с подозрением. Как раз в этот момент Кацо отправляет ему электронное письмо после того, как он получил сообщение от Pencil Gun. Кацо разделяет скептицизм Ракуро, но они оба также очень заинтригованы тем, что она может сказать. Они решили не отступать, но сейчас у Рикуро есть более серьезные поводы для беспокойства. Имо допивает свое восхитительное зелье, и Рику с энтузиазмом объясняет, что он готов воплотить в жизнь этот уникальный сценарий. Рикуро задается вопросом, что имел в виду автобус с кроликами мафии, когда заставлял его понюхать табак. Поэтому Имо решает просто показать ему это, отвезя Рокуро на арену, где они проводят свои самые серьезные боевые тренировки. Они подъезжают к Колизею Варпал, и Рокуро восхищается тем, насколько он огромен. Эмиль рассказывает, что босс ее отца хочет, чтобы Рокуро сразился там с 10 монстрами. Рокуро в восторге от этого вида тренировок, и Эмиль объясняет, что он будет строго ограничен в использовании оружия варпалов. Нашего мальчика это вполне устраивает, и он готовится повышать уровень, пока не сможет стереть самодовольную ухмылку с лица Пентагона. Рёкл хорошенько подтягивается, прежде чем вытащить свои клинки смерти и выпустить первого монстра. Наш главный герой довольно реалистичен, так как он не ожидает, что с первой попытки ему удастся убить 10 монстров подряд. Он планирует использовать метод проб и ошибок, чтобы изучить их тактику атаки и медленно, но верно одержать победу. Он просто шокирован своим первым противником, так как это свора гончих, которые всегда появляются группами по 5 и более человек. Их средний уровень 65, так что Рокуро задается вопросом, не произошла ли какая-то ошибка. Его безжалостный маленький друг-кролик объясняет, что ошибки нет, и именно так работает первый противник. Рокуро знает, что у него дел не в проворот, и его удар мгновенно уничтожает. Вернувшись в реальный мир, Рэй радуется тому факту, что Рокуро поговорил с ней, и мысленно прокручивает этот момент. Однако маленькой преследовательнице этого недостаточно, поскольку она напоминает себе, что нужно набраться смелости и отправить ему запрос в друзья при следующей встрече. Она задает
задается вопросом, согласится ли он, и представляет, как ее мальчик говорит «да». Рэй воображает, что после этого они станут друзьями в реальной жизни, и от этого ее переполняет радость. Проблема в том, что она искала его в Третьем Риме после того, как покончила с головорезами, но не смогла найти, поэтому ей интересно, что он мог делать. Затем мы видим, что он делает, когда смотрит на гончих. Совершенно очевидно, что эти гончие воспринимают его просто как пищу, и Немо указывает, что это уже 7-я попытка Рикуро. К счастью, на арене не применяется наказание за смерть. Однако не только огромное количество этих тварей и их высокий уровень причиняют огромную боль нашему герою с клювастым лицом, но и их полностью синхронизированные атаки. Рокуро делает все возможное с 7-й попытки и понимает, что их координация – результат того, что командир отдает приказы. Он сражался с ними достаточно много раз, так что начал понимать это. Один из этих монстров выл с безопасного расстояния и никогда по-настоящему не дрался. Вооруженный этим знанием, наш мальчик использует свою спиральную атаку на их лидера. Этот монстр просто убегает, в то время как остальные бросаются его защищать. У них нарушается координация движений, так что он понимает, что был прав. Зная это, все, что нужно сделать Ракро, это игнорировать остальных и сосредоточиться на командире, прежде чем он сможет выкрикивать приказы. Он выслеживает вожака стаи, и Эмма радуется за него, когда он устраняет его. Теперь, когда их хозяин ушел, ему действительно больше нечего бояться, поэтому он уничтожает несогласованную группу. Рокуро прошел первый уровень обучения, а Эмма празднует своего героя с птичьим лицом. Рокуро надеется, что в следующем раунде не будет еще одной группы монстров, и Эмма заверяет его, что следующий раунд определенно будет с одним противником. Он действительно надеется, что это так, но он шокирован, когда видит, что следующего противника зовут Щупальца-паразита. Это отвратительное существо, всего лишь плюшевый мишка со змеями, вылезающими у него из спины, так что это заставляет Рикуру думать, что это практически другая группа. Рикуру использовал стратегию «бей и убегай» против щупалец чудовища. Как только все щупальца были отрублены, медведь перестал двигаться, и он победил. Ему потребовалось всего 4 попытки. Его третьим противником был по-настоящему крепкий гоблин, но это было легче, чем 2 предыдущих. На этот раз ему потребовалось всего 2 попытки. Его четвертым противником был какой-то дикий кабан, но у нашего мальчика есть некоторый игровой опыт Родео, и он использовал его, чтобы победить его с первой попытки. Хотя его 5-й противник был крутым. Это была какая-то сумасшедшая птица, какающая кислотой, и на это у него ушло 112 попыток. Следующие несколько противников были относительно легкими, и у него ушло всего по 1 попытке на каждого. 9-м противником нашего героя был какой-то мегаголем. У него был какой-то невидимый энергетический щит, который сбивал 70% его здоровья при отражении. В конце концов он понял, что ему нужно постепенно разрушать его, и он победил его с 7-й попытки. Наш мальчик взволнован больше, чем когда-либо, поскольку у него остался только 1 противник. Но он очень расстроен, увидев, что после всех этих боев он поднялся всего на 2 ничтожный уровень. Это, конечно же, из-за ошейника души Варпала, который Вэш навязал ему, что значительно сокращает его опыт вдвое. Электронное письмо побуждает птичий мозг сделать перерыв, так как она заметила, что у Рикрелла ужасный взгляд. Однако наш мальчик так не думает и делает забавное лицо, заявляя, что вся оптимизация идет у него отлично. Рокуро требует, чтобы следующий монстр вышел вперед, и он потрясен, увидев, что Ваш пришел в гости. Ваш впечатлен тем, что Рокуро уже достиг финального уровня, и отмечает, что время для этого было выбрано как нельзя лучше. Рокуро знает, что это не было случайным совпадением, поскольку он думает о том, как победа над 9-м монстром только что привела к появлению флага события. Вэш объясняет, что в качестве последнего противника Рокуро он заставит его сразиться с монстром, которого он только что поймал. Вэшу действительно пришлось приложить немало усилий, чтобы поймать этого монстра, и он отправляет закованного в цепи зверя на арену. Вэш освобождает существо, а наш мальчик никак не может понять, что это за монстр. Он думает, что это какой-то манекен из далекого прошлого, который пытался слиться с деревом, чтобы продлить себе жизнь. Ваш внимательно наблюдает и сомневается, что Рёкл сможет победить этого монстра в его нынешнем состоянии. Из-за этого он меняет критерий ветра. Этот монстр, по-видимому, безумно силен, так что все, что нужно сделать Реку, чтобы победить, это продержаться 5 минут. Это существо лесной маг, но Реку не терпится доказать, что он может пройти уровень. Ракро уверенно справляется с этим испытанием на выносливость, но сразу же удивляется первой атаке монстра. Это сумасшедшее дерево пускает корни из ниоткуда и вынуждает Ракуро спасаться бегством. Вэш объясняет, что он большой поклонник уверенности Рикуро, но отмечает, что ему действительно придется поддержать его сейчас, если он хочет выжить. Рикуро испытывает сильный стресс, уклоняясь от всех его атак, и понимает, что это будут действительно долгие 5 минут. Из более чем 30 миллионов игроков Эльф Рокуро первый, кто сражается с этим ужасающим монстром. Рокуро узнает об этом только в далеком будущем, но мы видим, что этот древесный маг – безумец 120 уровня. Рокуро делает все возможное, чтобы избежать всех корней, но они, по-видимому, очень опасны. Бесконечно. Наш мальчик сошел с ума, пытаясь сократить отставание от монстра, хотя все, что ему нужно сделать, это выжить. Приблизиться к нему не так уж и сложно, поскольку атака Рокуро даже не поцарапала волшебника ветвей дерева. Совершенно очевидно, что физические атаки на него не подействуют, и теперь Рохрам также должен уклоняться от цепей этой твари.
Птичий бренд понимает, что ему нужно просто уклоняться на пути к победе, а электронное письмо сообщает, что 1 минута уже прошла. Осталось еще 4 минуты, так что Вэшу не терпится увидеть хищную душу Рокуро. Рокуро продолжает уворачиваться, но ему становится все труднее, и он понимает, что его противник настоящий зверь. От атак корневыми копьями, от которых почти невозможно увернуться, так как они не передаются по телеграфу. И цепями, которые выглядят так, будто уничтожают все, с чем соприкасаются. Как будто эти твари не страшны сами по себе. Они также преследуют их повсюду, как будто он притягивает их магнитом. Этого почти достаточно, чтобы заставить его совсем отказаться от попыток уклоняться, и Немо начинает все больше беспокоиться за него. Несмотря на все это, есть еще кое-что похуже. Этот древесный монстр продолжает время от времени уклоняться от магических атак. Некоторые из них электрические, а некоторые огненные шары. Чем больше проходит времени, тем больше этот деревянный Гарри Поттер смешивает свои виды магии. На этот раз он использует атаку ледяным заклинанием, и Руу с трудом удается пережить все это, так как атаки, кажется, становятся все более плотными. Количество цепей и корней увеличивается, и магические атаки начинают охватывать все большую территорию. Магическая ветвь дерева приобретает угрожающий вид, и рекуррентность определяет, что если плотность атак будет продолжать увеличиваться, он умрет задолго до того, как достигнет 5 минут. Как раз в этот момент из земли вырывается фиолетовый туман, и это просто еще одно заклинание из арсенала дерева, о котором Рикуро должен беспокоиться. Борьба начинает казаться бесполезной, так как эта штука может нейтрализовать физические атаки и постоянно добавляет свои собственные. Рикуро начинает думать, что у него было бы больше шансов против Ликаона, который оставил ему шрамы, и он действительно начинает терять надежду. Он так устает, что едва может нормально мыслить. Рику готов сдаться, вернуться домой, поесть чего-нибудь, пока он обдумывает стратегию, и попробовать еще раз позже. На самом деле за проигрыш не полагается никакого штрафа, так что ему уже все равно. Именно в этот момент Рикул приходит в себя и напоминает себе, что он не слабак. Он испытал такое же чувство безнадежности, когда столкнулся с землекопом, когда сдался и был вынужден положиться на Эмиля. Рикул издает боевой клич, потому что он полон сил и не позволяет себе срезать углы. Он думает, что, играя в такое количество мусорных игр за всю свою жизнь, он чуть не превратил свой мозг в мусор, но теперь с этим покончено. Эмиль и Ваш чувствуют, что что-то изменилось, и Рикуро делает еще один рывок. Он заявляет, что перегружен мусорным гаммиумом, и ему нужно уравновесить это с помощью божественного гаммиума. Рикро бежит по маршруту, чтобы еще раз приблизиться к дереву, и обещает себе, что не сдастся. Ваш впечатлен тем, что ему удалось прорваться сквозь волны атак и выйти на дистанцию ближнего боя, но говорит, что в этом действительно нет смысла, поскольку Рикро может наносить только базовые удары. Рикро шокирует всех, когда выбивает посох монстра у него из рук. Рикро серьезно устал, так что он готов просто разбить живое дерево и сразу лечь спать. Он понял, что несмотря на то, что монстр может нейтрализовать физический урон, сама атака все равно проходит. Рокруо не позволяет ветке дерева вернуть свой посох, и он задается вопросом, что произойдет с деревом, если ему придется сражаться без него. Ясно, что оно больше не может творить свои заклинания, но у него все еще есть корни и цепи. За все годы игры Ракель усвоила одну вещь. В постапокалиптическом мире можно выжить, занимаясь грабежом. Он использует навыки захвата, которым научился во время раундов Unite, и хватает посох. Ваш и Эмейл оба впечатлены, но на таймере осталось еще 2 минуты, и именно сейчас Ваш хочет посмотреть, на что действительно способен Рикуро. Дерево сходит с ума, и Рикуро понимает, что потеря посоха должна привести его в состояние бешенства. Атаки становятся все более интенсивными, так что Рику хотел бы получить какое-нибудь предупреждение. Маленькое электронное письмо продолжает подбадривать нашего храброго героя и сообщает ему, что ему нужно продержаться всего 1 минуту. Именно для этого и была создана мобильность Рику, так что он ни за что не проиграет, подобравшись так близко. Однако одно из изменений в конце концов захватывает его, и как он и ожидал, оно наносит несколько дебафов. Он не сможет увернуться, а волшебник деревьев приближается к нему. Раку посылает посох прямо в небо, заставляя дерево вместо этого броситься за ним. Дерево в конце концов забирает его, но Раку не может поверить, что монстр действительно забрал его. Раку издевается над тупым монстром, потому что оно победило бы, если бы продолжало атаковать, но теперь время вышло. Он называет его деревянной головой, но шокирован, когда монстр просто решает продолжить атаку. Ракро спасает свою жизнь, указывая на то, что бой должен быть окончен. К счастью, Эш вмешивается, так как 5 минут истекли, и полностью выводит монстра из игры. Рокуро победитель, и Вэш действительно впечатлен его душой Варпала. Рокуро не может поверить, что Вэш только что уничтожил его, и удивляется, как он смог нанести ему физический удар. Вэш объясняет, что он может нейтрализовать физические атаки только тогда, когда у него есть посох, а без посоха это просто анимированное дерево. Эмиль приезжает отпраздновать это событие, и Макрон очень рад услышать, что теперь он получит свою награду за выполнение задания. Ваш
Эш объявляет его почетным кроликом, но Рикуро думал, что за победу можно получить редкий предмет или что-то в этом роде. Ваш снимает ошейник Варпала с шеи Рикурла, официально завершая уникальный сценарий, и маленькие кролики уходят. Удивительно, но в качестве бонуса есть уникальный сценарий под названием «Эпопея Варпала». Однако Ракель просто расстроена тем, что не получила ни одной реальной добычи и выходит из игры. Уже довольно поздно, так что Ракель решает просто немного поспать. На следующее утро Ракуро читает, что рекомендуемый уровень для бонусного уникального сценария 80, но у него всего 31 уровень. За квестом стоят знания, но он отказался от чтения всего этого, когда ему было ошеломлен. Есть целые кланы, которые занимаются изучением всех знаний в игре, так что ему было бы очень сложно сделать это в одиночку. Рикуро решил отдохнуть от всего этого уникального сценарного материала. Вместо этого он осмотрит город и отправится в соседний район. Имо заканчивает поливать свои растения и тоже готова двигаться дальше. Рокуро понимает, что если он выйдет на улицу в таком виде, то на него наверняка снова нападут фанаты ПК и охотники за информацией. Сменить головной убор тоже будет недостаточно, так как его хорошие оценки по Лейка привлекут внимание. Эмиль оказался таким же полезным, как и всегда, и рекомендует ему полностью заполнить форму. Он понятия не имеет, как это сделать, но она точно знает, где это сделать. Они отправились навестить маленького кролика по имени Пит, который на самом деле является младшим братом Эма. Он покупает товары и продает их в Рабитаза. Он продает и в других местах, но для этого ему приходится превращаться в человека, так что он делает это нечасто. Маленький кролик называет его птицеловом, так что Ракуро доказывает, что он человек, снимая маску. Эмиль шокирована тем, что он на мгновение снял маску, так как она была уверена, что у него была какая-то глубокая темная причина постоянно носить ее. Эмиль спрашивает о редкой вещи, которую только что нашла Пич, и он отправляется искать ее в своем инвентаре. После этого мы видим, что этот предмет похож на какую-то простыню, а Рикуро выглядит так, будто на нем костюм призрака на Хэллоуин. Они идут за картой местности вокруг Третьего Рима, и Рикуро начинает странно на них смотреть. Несколько мгновений спустя Рикуро больше не может сдерживаться и заявляет, как сильно он ненавидит эту штуку, похожую на костюм из простыни. Рикуро успокаивается, когда понимает, что по крайней мере он получил все, что ему было нужно. Рикуро отмечает, что Эмиль очень быстро расходует магическую силу, когда находится в человеческом обличии, когда она выпивает очередное зелье. Им нужно двигаться в следующий район, и у них есть 3 пути, которыми они могут воспользоваться. Один из них — кальдера Фелфати, место, где вода собралась в кратере давно потухшего вулкана и образовала озеро. Второй — призматический лесной грот, лабиринт пещер, заросших растительной жизнью. Последний маршрут – железные руины божества. Это руины эпохи божества, которые получили свое название из-за множества парящих железных досок. Рикуро осознает серьезность этого решения и советует Эмилю успокоиться, когда она рекомендует отправиться в кальдеру Фелфати. Рикуро решает пройти через призматический лес и объясняет свое блестящее решение. Он заявляет, что они должны избегать руин божества любой ценой, потому что он считает, что это ловушка. Пока Рокуро занят восхвалением собственной гениальности, Эмиль замечает человека, который, как она помнит, наблюдал за ними. Этот человек в доспехах выглядит как жуткий преследователь, и Макро потрясена, увидев, кто это. В другом месте мы находим где-то припаркованный корабль и встречаем лидера клана Сюрикаев по имени Оцелот. Он разочарован в своем клане за то, что тот подвел его и опозорил их клан. Они извинились и возложили вину за свою неудачу на прибытие мастера атаки. Однако Оцелот не хочет слышать никаких оправданий. На кону секрет уникального сценария, так что им следовало ожидать появления лучших игроков. Пентагон является частью этого клана и бесстрашно говорит Арселоту, что ему следовало просто сделать это самому. Он говорит, что был занят, и объясняет, что кролик, за которым они охотятся, определенно является ключом к куче секретных вещей. Арселот хочет получить ответы, поэтому он говорит группе вытащить их из Рикуро любыми необходимыми средствами. Пёнкилган считает, что вместо этого им следует охотиться на уникальных монстров, но Арселот напоминает ей, что эти монстры созданы не для того, чтобы их можно было победить. На данный момент они единственные, кто знает условия появления уникального монстра. Игроки получают опыт, просто встретившись со зверем, так что если они правильно все спланируют, они смогут использовать его, чтобы стать намного сильнее. Все согласны не преследовать монстра, но Пёнкилган считает, что все они бесполезны. Арселот пытается помешать ей уйти, но у нее есть важные дела. А Ширикаи всегда вызывали всеобщую ненависть, поэтому они решили процветать на ненависти. Однако в последнем патче убивать игроков стало намного рискованнее, так что клан изменился. Пёнкилган не может поверить, что она рискует своей шеей ради одного маленького НПК и заявляет, что это огромная ставка на ее победу или поражение. Она готова пожертвовать всем, чтобы похоронить уникального монстра, одного из 7 колоссов,
по имени Погодник, страж гробницы. Вернувшись к нашему птицеголовому герою, Ракур забеспокоился, что Сайгер Зеро пришел отомстить за то, что наступил на него. Сайгер Зеро направляется к ним, но Раку в ужасе и говорит ему, что пора бежать. Неподалеку члены Шуракай ищут Ракура. Рокуру бежит рядом с ними, но они просто думают, что он какой-то сумасшедший чувак, одетый в простыню. К сожалению, имена игроков висят у них над головой, поэтому ребята замечают, что это игровое имя Ракура – Сон Раку. Их не смутит его костюм призрака, и они не погонятся за ним. Он устроил настоящую сцену, но у него нет особого выбора, так как рыцарь следует за ним. Ракура говорит Зема, что пора отправляться в следующий район, и проводники Ашуракаи определили, что птичий мозг направится к железным руинам. Они связались с другими членами группы и приготовили засаду у выходных ворот. Электронное письмо напоминает Ракура, что он сказал, что они отправятся в грот призматического леса, и он объясняет, что идет в неправильном направлении, чтобы обмануть всех. Он знает, что они будут ждать его у ворот, но он планирует оторваться от них в переулке. Его план сработает, когда они потеряют Рикро из виду и решат просто подождать у ворот в направлении железных руин. Наш гениальный протагонист отлично маскируется, используя простыню, и учит Эму нескольким приемам обмана. В конце концов они добираются до места назначения, но остолбеневают, когда позади них появляется Сайгер Зеро. Рикура все еще думает, что гигантский рыцарь – это парень, и опасается худшего. Он испытывает некоторое облегчение, когда Сайгер Зеро просто отправляет ему запрос в друзья. Сайгер Зеро бормочет, что хочет с ним подружиться, но ее голос настолько тих, что Рокуру не слышит ни единого слова. Рокура начинает сомневаться, девочка ли она, но начинает относиться к этому скептически. Он думает, что она, возможно, пытается усыпить его бдительность, но понимает, что он уже был бы мертв, если бы мастер атаки захотел этого. У Рикура серьезные проблемы с доверием, и он задается вопросом, не пытается ли она подружиться с ним, чтобы он рассказал о сценарии. Он пришел к выводу, что рыцарь-великан должно быть что-то замышляет, поскольку она смогла разгадать его маскировку и определить, куда он направляется. Ракура уверен в себе, так как он геймер, который раньше проходил через все виды ПВП. Он готов ко всему, поэтому он планирует сыграть ей на руку, и он уверен, что все еще может победить ее. Ракура принимает приглашение в друзья, и мечта маленького сталкера наконец-то сбылась. Затем мы видим, что то, что она нашла его, было полной удачей, но она не могла быть счастливее. Она говорит Рикура, что может помочь ему пройти игру, но кто-то серьезно подорвал доверие Рикура раньше. Он воспринимает ее простое предложение как доказательство того, что она пытается сделать его своим должником, чтобы потребовать от него информацию. Рикура отклоняет ее предложение, говоря, что не хочет, чтобы его заносило, поэтому она приносит извинения и искренне желает ему удачи. Рикура извиняется за то, что раньше использовал ее гигантскую голову в качестве табурета, но она говорит, что все в порядке, и он может делать это в любое время. Они прощаются, и Рикура думает, что странно, что она так быстро отступила. Эмиль считает, что рыцарь выглядит довольно сильным, а Рикура считает, что Сайгер Зеро, вероятно, примерно в 4 или 5 раз сильнее его. Эмиль говорит, что у Рикура более сильная душа Варпала, но наш человек-птица до сих пор понятия не имеет, что такое душа Варпала. Рэй просто смотрит, как он уходит, и Рикура решает просто оставить эту встречу позади. Рэй понимает, что девушка, с которой он был, является НПК, но ей становится все равно, когда она вспоминает, что Ракель наконец-то приняла ее просьбу о добавлении в друзья. Мальчики Ашуракай понимают, что их обманули, и решают направиться в призматический лес. Они замечают ужасающего мастера атаки, который просто стоит там, и вместо этого решают убежать. В лесу наш дуэт наконец-то может расслабиться, так что ему снова превращается в кролика, а наш герой в птицу. Туннель покрыт светящимся мхом, и Рикура объясняет, что он видел множество вещей, когда выходил из туннелей в других играх. Пушки нацелены на него в виде красивых падающих звезд. Однако этот удивительный лес превосходит все остальное. Это прекрасное место, и лес является домом для очень уникальных существ. К ним относятся рабочие пчелы Империи и некоторые насекомые, которые одновременно служат хранилищем. Жуки уничтожают друг друга направо и налево, и Макро приходит в восторг, потому что ничто не сравнится с проникновением в новую область. У Ракро немного не хватает денег на покупку предметов, поэтому он решает уничтожить одного из жуков-хранилищ в надежде найти ценный предмет. Однако он с треском проваливается и отмечает, что насекомое довольно легкое на крыльях, несмотря на свое гигантское брюшко. Оно все равно слишком медленное для такой птицы, как он, и Рикрул уничтожает его. К счастью, он был прав. Пока он не повредит желудку, он может использовать его как лакомство. Эмиль не может сдержать своего волнения, и Рику решает, что им следует продолжать собирать как можно больше выпадающих предметов. Рикура замечает их следующую добычу, и Немо с удивлением обнаруживает, что в какой-то момент он купил метательный нож. Рукопашный бой – его единственный вариант ведения боя, но он получил серьезную травму, когда на него накакала какашка
поддержка на арене. Метательный нож – это расходный материал, но это отличный способ атаковать на расстоянии. Ракура использует нож, чтобы атаковать цветок, но он с самого начала знал, что это замаскированный богомол. Он требует, чтобы цветок превратился для него в петлю и уничтожает его. Эмма подбадривает своего героя, а Рику объясняет, что богомолов довольно легко победить без их маскировочных трюков с засадами. Рикура проверяет свой инвентарь и обнаруживает, что у него уже есть куча добычи, но есть одно существо, которое он еще не победил. Как раз в этот момент земля сотрясается, когда появляется это существо. Это гигантский жук, и его длина составляет по меньшей мере 5 метров. Он пьет древесный сок на территории Empire B, но пчелы его не едят. Пчелы нападают на одинокого жука, а Макрос — это лабиринт, потому что они четко выполняют приказы своей королевы. Наш мальчик начинает разыгрывать драку и указывает на то, что жук висит там. Следующим будет Эмиль, которая сделает несколько цветовых комментариев, но она не слишком хороша в импровизации. Ожесточенная битва продолжается, и жук использует свой рог для атаки, пробираясь к пчелиному гнезду. Эмиль наконец-то готов вмешаться с комментариями, но просто говорит, что жук большой. Наш мальчик начинает с более подробных комментариев и указывает на то, что пчелы создали несколько слабых мест в броне жука. Пчелиная матка как раз собирается отдать приказ своей армии закончить битву, но жук неожиданно направляется прямо к королеве. Жук только и ждал, чтобы попасть в зону досягаемости королевы, и не одержал победы. Без вожака остальные звери разбегаются, а жук возвращается к своей трапезе. Ракроу восхищается жуком-воином, но этот жук безумен, и он отправляется за ними следом. Они спасаются бегством, а Рикроу пытается объяснить, что он просто хотел собрать добычу, которую уронили пчелы. Эмма указывает на то, что жук должно быть подумал, что им нужен его сок, и Рикроу приходит в голову идея. Он бросает в богомола желудочный мешок, отчего тот лопается, и жук вместо этого бросается за ним. Теперь ситуация изменилась, так что отдача нацелена на трещины в броне жука. Благодаря своей удаче он наносит массу критических ударов, и некогда гордый воин-жук превратился в груду пустоты. У Рику теперь полный инвентарь всякой всячины, так что он старается собрать побольше. Эмма не понравилась идея использовать труд всех пчел, но Рику объяснил, что они живут в мире, где жуки едят жуков. Ракро помнит, что боссом этого района является паук, а Эмиль объясняет, что его называют паук-клоун. Паутина теперь повсюду, так что Рак предполагает, что они, должно быть, подбираются все ближе к боссу. Ракура решает бесстрашно войти в пещеру, но мы видим, что его поджидает ужасный паук. Беглый взгляд в недавнее прошлое показывает, что другая группа и одна девочка в ужасе от того, что их лидер хочет сразиться с местным боссом так скоро. Их лидер говорит ей успокоиться, так как он уверен, что они могут победить, но в итоге этот парень просто застревает в паутине. Девочки приходят в ужас, и мы понимаем почему, ведь они только что столкнулись с ужасающим пауком-клоуном. Вернемся к настоящему. Ракель направляется к пещере. Однако ему запрещено входить, так как другие игроки в данный момент сражаются с местным боссом. Парень с розовыми волосами, которого мы видели ранее, падает и жалуется, что ему придется снова карабкаться наверх. Пинки все еще уверен, что сможет исправить эту ужасную ситуацию, но в итоге его просто расплющивает как блин. Рокос читает молитву за погибшего искателя приключений, но теперь он готов к своей очереди. Невинный маленький Эмиль шокирован тем, что он может так быстро двигаться дальше, но Рикро напоминает ей, что игроки просто возродятся в Третьей Риме. Они пробираются в пещеру и находят трупы несчастных игроков, которые были до них. Рикро демонстрирует свою безграничную уверенность, когда говорит Эмейлу держаться подальше. Он планирует победить паука-клоуна в одиночку, не умирая и не получая повреждений. Эмма думает, что наш мальчик абсолютно безумен, но он уже принял решение и вызвал местного босса. Чем выше поднимаешься, тем плотнее становится паутина. К счастью, у него появились некоторые новые навыки после повышения уровня на арене. Он пытается решить, что лучше всего использовать в этой ситуации, но ему приходится быстро переключать свое внимание, чтобы избежать падающего камня. Он использует свой новый навык, который называется «Один прыжок с лодки», и ему легко удается уклониться от него. Ему едва удается выжить, и он предупреждает нашего героя, чтобы он был осторожен с паутиной перед ним. Она боится, что он в ней застрянет, но шокирована, когда он этого не делает. Наш мальчик в некотором роде эксперт по паукам, так как он показал, что горизонтальные и радиальные линии паутины не липкие. Еще несколько камней падают вниз, но с ним все будет в порядке, если он будет обращать внимание на то, куда ступает. Его осторожность в сочетании с навыком ускорения позволяет ему карабкаться намного быстрее, и Эмил остается уворачиваться от падающих камней, чтобы спасти свою жизнь. Рокуро наконец-то сталкивается лицом к лицу с пауком-клоуном и уклоняется от нескольких его жалких атак. Затем Рокуро использует новый навык под названием «Петлевой удар» и отрубает пауку одну из ног.
Этого явно недостаточно для победы, поэтому он использует навык «Стремительный удар», чтобы нанести гораздо больший урон. Глупый паук не может удержать равновесие и падает, а Макрос определяет, что падение с такой высоты нанесет значительный урон при падении. Паук пытается выпутаться из паутины, чтобы спастись, но наш мальчик мгновенно уничтожает его своим метательным ножом. Паук падает на землю, и Рёкл уже знает, что этого будет недостаточно, чтобы покончить с его жизнью. Взгляд на потолок показывает, что у этого паука есть коллекция тяжелых предметов, которые можно сбросить, поэтому Реклу приходит в голову идея. Паук-клоун готовится ко второму раунду, но наш мальчик уже начал бросать камни и деревья, чтобы раздавить паука. На паука падают, и Эмиль радуется, потому что действительно кажется, что ее герой победит паука невредимым. Паук начинает подниматься, и Эмиль задается вопросом, что же делает наш сумасшедший главный герой, когда он начинает спускаться. Оказывается, Ракура не удовлетворен победой таким образом, поскольку если он не может победить даже простого местного босса в лоб, то он будет недостаточно хорош, чтобы взять верх. Вниз по Ликагону Ракура обрушивается на паука, чтобы нанести критический удар, и босс зоны полностью взрывается. Затем Эмма приходит отпраздновать, когда Заркросс объявляет победителя. Он победил, как и обещал, без повреждений и смертей. Как раз в этот момент он получает сообщение от Ночи Карандаша, но он не единственный. Какая-то блондинка тоже получила это сообщение. Она очень разочарована, так как слышала много разговоров о том, что с боссами тяжело работать в одиночку, но она только что сделала это с землекопом. На самом деле этого игрока зовут Кацо, и она с нетерпением ждет чего-то, что действительно бросит ей вызов. Вернувшись в игровой магазин, Рэй взволнованно говорит Мане, что ей больше не нужно преследовать Рикрела как придурка, потому что теперь они друзья. Рэй в восторге от ее увлечения с тех пор, как смог проскочить мимо первого городка и каким-то образом привез с собой неукротимого кролика Варпала. Рэй приходит в восторг, когда думает, что в магазине появился Ракф, но это просто какой-то случайный парень. Оказывается, что Раку не появлялся в магазине уже несколько дней, и сама она предполагает, что он играет в Эльф. Раку довольно непредсказуемый парень, поэтому она предполагает, что он будет первым, кто победит уникального монстра. Рэй идет домой, но совершенно случайно застает нашего мальчика, занимающимся своими делами в другом магазине. Рэй тут же возвращается к своим привычкам и внимательно наблюдает за ним. Рокуру читает в журнале об интервью своего друга Кацу. Кацу – профессиональный геймер, но в то же время заядлый мусорщик. Рокура также прочитал, что летом в Эльф выйдет масштабное обновление, и он вспоминает, как только что встречался с Пенсилган. Если оглянуться назад на встречу в другой игре, то можно увидеть, как Пенсилган отмечает, что прошло так много времени с тех пор, как ее посещали гости. В последний раз они все видели друг друга, когда напали на ее замок и расправились с 80 игроками, охранявшими его. Ее гости очень похожи на Кацо. Два мальчика вспоминают о том, как весело было разрушать ее замок, и они действительно увлекаются, указывая на то, что Пенкилган все еще жив. По-настоящему задница болит из-за этого. Пентагон привлекает их внимание, поскольку с нее хватит, и напоминает им, что им нужно обсудить важные дела. Она переходит прямо к делу и просит их объединиться с ней, чтобы победить определенного уникального монстра, будь то страж гробницы. Два мальчика на мгновение задумываются над этим, но затем выражают, насколько они шокированы. Это уникальный монстр, точно такой же, с каким сражался Ликаон Рикро, так что Кацу действительно заинтересован в уникальности. Пентагон объясняет, насколько она серьезна, но Рикуру думал, что они просто встретились, чтобы обсудить борьбу с кланом высокого уровня или что-то в этом роде. Рокуру указывает, что их всего трое, и задается вопросом, действительно ли она думает, что они могут сделать это сами, поскольку он понятия не имеет об этом монстре-метеорологе. Карандашный пистолет объясняет, что метеоролог — это не тот парень, которого можно победить цифрами. Она пыталась это сделать с командой из 15 лучших членов Асура Кай, но у них ничего не вышло. Это разновидность монстров, которые становятся сильнее, сражаясь с большим количеством противников, но это еще не все. Пентагон отказывается рассказывать им больше, пока они не согласятся присоединиться к ней. Ее план состоит в том, чтобы атаковать через 2 недели, ночью, сразу после того, как они проведут масштабное летнее мероприятие. Рокура обдумывает это и удивляется, почему она приглашает двух игроков, которые только начали играть в игру, когда она могла бы просто пригласить пару игроков максимального уровня. Пенкилган, кажется, может читать его мысли, когда она объясняет, что их низкий уровень не имеет значения. Все, что ей нужно, это чисто игровые навыки. Именно поэтому она выбрала Кацу, который является профессиональным геймером, и Рокуру, который обладает божественными навыками игрока в дрянные игры. Рокура задается вопросом, действительно ли их навыки настолько сопоставимы, и расстраивается, когда его приятель Кацо так не думает. Пентагон просто хочет получить их ответы и готов выслушать, чего бы они хотели в качестве дополнительной награды. Рокура говорит, что он хорошо понимает ситуацию, но он может сказать, что она все еще что-то скрывает. Он пока ни на что не соглашается и говорит ей, что она должна рассказать им свой секрет. Пентагон сообщает им, в чем дело, но у нас нет возможности это услышать. В реальном мире Рику выходит из магазина, и Рэй окликает его из своего укрытия. Рику застигнут врасплох и просто вспоминает, что она была какой-то девочкой из его класса год назад. Рэй смущенно смотрит на него, а Рику отчаянно пытается вспомнить ее имя.
К счастью, он вспоминает об этом на последнем втором месте, и Рэй отмечает, какое это большое совпадение, что они встретились именно там. Наш мальчик просто покупал обычные принадлежности для геймеров, а Рэй направлялся на тренировку по дзюдо. Рэй рассказывает, как Мана сказала ей, что он играет в Эльф, и она рассказывает ему, как она тоже играет. Она хотела бы как-нибудь поиграть вместе, но Ракурл отвлекается на сообщение. Это срочное сообщение от Pencil Gun, поэтому он прощается с Рэем и убегает оттуда. Рэй просто рада, что ей удалось подобрать несколько слов, чтобы поговорить с Рокуро. Рокуро купил так много энергетических напитков, а это значит, что он, должно быть, планирует провести долгую игровую сессию, так что она надеется снова встретиться с ним в игре. Дома Рокуро загружает Эльф и задается вопросом, не следовало ли ему спросить игровое имя Рэй. В игре электронное письмо приветствует его слишком близко, и Рокуро говорит, что ему есть что ей сказать. Рокуро говорит, что через 2 недели он будет сражаться с погодой в Тумгард, и он подумывает о том, чтобы убрать Эмма с вечеринки на это время. Эмма просто сходит с ума, услышав имя Ведомен, и тут же убегает, чтобы рассказать об этом своему отцу, боссу мафии. Ракуро понятия не имеет, что все это значит, но у него нет времени выяснять, так как ему нужно встретиться с Пенсилган. Оглядываясь назад на их встречу, можно увидеть, что Ракуро просит Пенсилган взять с собой Эмиля, который был НПК. Пенсилган, конечно же, знаком с маленьким кроликом и говорит ему, что если он действительно заботится об Эмиле, то ему следует убрать ее со своей вечеринки. Затем она шокирующе рассказывает, что в Эльф, как только НПК умирает, они не возрождаются. Некоторое время спустя мы видим, что отец Эмма вызвал Ракуро, чтобы услышать его планы прямо из его уст. Он хочет знать, правда ли, что Рокуро планирует затеять драку с тем, кто известен как Огненная Смерть. Ракуро мгновенно понимает, что это внезапное событие должно быть важным. Лучшая тактика, которую он может использовать прямо сейчас, чтобы поговорить с боссом мафии, это сыграть роль в этом сценарии и его персонажах. Если он все сделает правильно, то, возможно, получит ценную информацию о метеорологе. Рикуро решил, что он должен убедить Вэша перейти на его сторону, и ключом к этому будет использование слова «душа хищника». Вэш напоминает Рикуро, что он слишком слаб, чтобы противостоять метеорологу. Рикуро драматично показывает, что он принимает этот вызов не потому, что думает, что может победить. Он объясняет, что будет выступать только в качестве поддержки, поскольку большую часть боя будет вести его товарищ по команде. Рикуро объясняет, что группа убийц использует погодника в корыстных целях. Они накапливают тонны опыта, просто сталкиваясь с ним снова и снова. Товарищ Рикуро по команде – дезертир из этой группы, и она хочет покончить с этой борьбой раз и навсегда. Рикуро объясняет, что она приняла все меры для обеспечения победы, но Ваш возражает, что не имеет значения, сколько мер они примут. Если они недостаточно сильны, то они просто отправятся на миссию саморазрушения. Смертельные миссии – это совсем не то, что нужно для обладания душой Варпала, и Вэш научил его чему-то большему. Рикуро не намерен проигрывать и объясняет, что он и его друзья просто хотят поддержать волю своего лидера к победе над метеорологом. Рикуро объясняет, что прийти ей на помощь – это на самом деле просто поддержать свою собственную словесную душу. Он говорит Вэшу, что все, что ему нужно, это 2 недели. 2 недели на то, чтобы Вэш взял Рикуро, который признает, что он неопытный дурак, и превратил его в достойного соперника против сильного противника. Кажется, Вэша это убеждает, когда он начинает говорить о чести. Он утверждает, что некий мужчина очень неловкий, и Ракель задается вопросом, не говорит ли он о метеорологе. Этот человек чересчур серьезен и никогда не знает, когда остановиться. Он потерял свою жену из-за маленькой лжи, и из-за этого на нем лежит проклятие бессмертия. Теперь он просто ходячий труп, не способный даже похоронить себя. По этой причине кто-то должен избить его и усыпить. Ваш поклялся не нападать на этого человека, но поскольку Рикур так настойчив, он не станет его останавливать. Вдобавок ко всему, на этом настаивает даже его любимая дочь. Ваштону приходится постоянно следовать за ним, поскольку он соглашается помочь ему. Рикур приходит в шок, когда они приходят в кузницу. На мгновение он радуется тому, что проделал хорошую работу, пройдя на следующий этап турнира Рабитаза. Ваш обращается к кузнецу по имени Билок, который также является одним из братьев и сестер Эммы. На данный момент у них уже 3 детей, так что Раку задается вопросом, все ли деньги, находящиеся в Рабитузе, принадлежат детям вашего. Раку представлен, и Билик говорит, что он выглядит точно так же, как человек по имени Зло. Ваш бросает взгляд на оружие Ракура Варпала и рад видеть, что Ракура хорошо воспринял его оружие. Ваш заявляет, что он будет подниматься по оружию, но Байлак шокирован, услышав это. Она не может поверить, что Ваш сам будет держать молот в руках, но Ваш объясняет, что он должен это сделать. Если Рокуро собирается сразиться с огненной смертью, он не может просто сидеть и ничего не предпринимать. Байлок приходит в крайнее возбуждение и отправляется открывать кузницу. Ваш спрашивает Ракуро, есть ли у него какие-нибудь хорошие материалы, которые он получил после трудной битвы, поэтому Ракуро просматривает свой инвентарь. В
конце концов он что-то находит и дарит вашему панцирь четырехугольного жука. Он действительно долго выдерживал натиск пчел Империи, так что это должен быть хороший материал. Ваш соглашается и переводит себя в порядок. Байлок объясняет, что Рикро должен считать себя счастливчиком, поскольку их босс уже несколько лет не держал в руках молоток. Последний раз это было еще до того, как он стал королем кроликов. И Мо показывает, что Ваш на самом деле искусный кузнец, и он тоже необычный кузнец. Его опыт в ковке позволяет ему называть себя мастером-ремесленником, а его ноу-хау в области подделки Age of Divinity делает его древним мастером. Как мастер и в том, и в другом, он божественный мастер, высший кузнец, второй после всех остальных. Эмиль приходит в восторг, когда ее отец готов приступить к работе. Ваш бьет молотком по оружию Ракру, и Рак с удивлением видит, как появляются магические круги. Они появляются при каждом ударе и затем впитываются в оружие. Чушь собачья рассказывает, что восхождение включает в себя чтение воспоминаний и опыта, которые оружие получает в бою, и превращение их в то, чем они должны быть. Другими словами, это техника, которая возвращает оружию его истинную форму. Оружие, в названии которого есть слово «варпал», запоминает сражения с сильными противниками. Ваш забирает их воспоминания о сражениях в руках Рикро и о силе врага Шанга, вложенной в материал, который он дал вашему. Затем он смешивает эти два элемента вместе, чтобы изменить форму оружия. Байок отмечает, что Рикуро сражался с Ликаоном на равных, поэтому ей не терпится увидеть, какое оружие получится в результате. Ваш начинает петь, и нужно сказать Рикуро, чтобы он успокоился, так как это очень важный момент. Маленькие кролики в восторге от того, что видят мастера за работой, а Ваш просто продолжает причитать над оружием. Через некоторое время Ваш наконец объявляет, что измельчители Варпала обрели свою истинную форму и название. Теперь это оружие — лунный клинок, растущий, и лунный клинок, убывающий. Из одного клинка получаются два меча, и только когда они соединены вместе, они покажут свою истинную ценность. Рокуро, конечно же, в восторге от этого удивительного подвига и сразу же отправляется проверять их статистику. Что касается воскового оружия, то при использовании в бою с противником более высокого уровня оно уменьшает здоровье владельца при нанесении критического удара. Однако оно также увеличивает урон при следующей атаке. Что касается убывающего клинка, то он восстанавливает здоровье при тех же условиях. Из этого становится ясно, что лезвия действительно дополняют друг друга. Затем Рокуро читает, что термоядерный датчик будет заполнен после нанесения нескольких критических ударов. Рокуро не может поверить, насколько это круто, ведь это означает, что лезвия соприкасаются друг с другом. Рокуро хочет попробовать их прямо сейчас, но, к сожалению, обнаруживает, что у него недостаточно характеристик, чтобы экипировать их. Рокуро успокаивается от разочарования, когда понимает, что это простая математическая задача. Требуемые характеристики равны 150, а сейчас у него 57. Игроки получают по 5 очков за уровень. Рокуро впадает в настоящую депрессию, когда понимает, что это означает, что ему нужно достичь 50 уровня, прежде чем он сможет их использовать. Остальные пытаются утешить его, но это бесполезно, так как он хотел использовать свое новое замечательное оружие прямо сейчас. В третьей серии Рику опаздывает на встречу с Пинкелгоном и Кацо. Они в ярости, потому что он не просто немного опоздал, а они ждали его уже 3 часа. Рику объясняет, что он был занят уникальным сценарием и продолжал работать над ним, потому что появился синоптик. Карандаш Гон согласен снять с него ответственность за опоздание, если он раскроет всю полученную информацию. Казо не может в это поверить, и Мура отмечает, насколько смело Казо выбрал блондинку в качестве своего аватара. Казо заявляет, что ему не нужны советы по дизайну персонажа от парня, который выглядит как птица, и называет его печально известным преступником. Пентагон намеренно выбрал место для встречи с низкой посещаемостью, потому что на Ро очень много людей приходят за ним. Затем Ро рассказывает им обо всем, что он узнал о метеорологе, охраннике гробницы. Кацо задается вопросом, не имеют ли они дело с каким-то немертвым монстром, а Карандаш Гон вспоминает, что движения метеоролога действительно казались немного неуклюжими. Она предположила, что он был киборгом, но быть не мертвым имеет больше смысла. Пёнкилган странным образом заявляет, что ей нужно кое о чем позаботиться, и просит их встретиться позже той же ночью. Она также советует им тем временем набраться опыта в железных руинах и дает им удочку и карту. Ребята понятия не имеют, как эти предметы должны помочь, но Карандашон показывает, что все это обретет смысл, когда они доберутся туда. Карандашон собирается уходить, но замечает странного маленького кролика на спине Рикуро. Она заметила что-то странное, когда вошел второй Рикуро, и задается вопросом, действительно ли он думал, что маскировка сработала. Рикуро делает свою лучшую актерскую работу, притворяясь, что не понимает, о чем она говорит, и просто объясняет, что он просто следит за последними тенденциями моды. Пентагон потрясен, увидев, что ему удалось одурачить по крайней мере одного человека, в то время как Кацу задается вопросом, что же это за модный тренд. Пентагон решает закрыть этот вопрос и просто уходит. Эти двое парней взволнованно готовятся приступить к работе,
но Рикуро нужно немного подождать, чтобы найти самый безопасный маршрут. Катсу был очень возбужден, но теперь он разочарован, так как теперь ему тоже приходится красться, так как он с Рикуро. Эмиль расстраивается, когда говорит Рикуро, что у нее сильно болит ухо, и она хотела бы немного подвинуться. Ката наконец понимает, что что-то не так, и пугается, когда видит, что оборудование Рикуро разговаривает. Джик поднят так, что Рикурл отпускает Эма на свободу, и он заявляет, что просто пытался понять, сколько времени потребуется Катсу, чтобы это заметить. Катсу понимает, что это НПК из уникального сценария. Присмотревшись повнимательнее, он пожалел, что у него нет такого персонажа, но Рокуро сказал ему взять свой собственный. Ребята наконец-то добрались до входа в руины, и Рокуро объяснил, что хочет достичь 50 уровня как можно скорее. Катсу рассказал, что это его первый раз на вечеринке, и на самом деле это первый раз, когда Рокуро развлекается с другим игроком. Они добрались до входа в железные руины Дивинити, и оба пришли в восторг, так как атмосфера здесь явно отличается от остальной части игры. Мы ненадолго заглянем в прошлое, поскольку наша группа проводит небольшое стратегическое совещание. Пентагон объясняет, что в начале битвы метеоролог активирует навык. Это устанавливает максимальный уровень всех персонажей в округе, кроме него, на 50 уровень. Мальчики шокированы, так как метеоролог – безумец 200 уровня. Вот почему их уровни на самом деле не имеют значения против него и игрока, главное – это умение. Ребята все еще новички в игре, так что им по крайней мере нужно подтянуться до 50 уровня. Возвращаясь к настоящему, эти двое парней входят в железные руины Дивинити. Они ищут скрытую зону, идеально подходящую для шлифовки, о которой им рассказал Пентагон, но на ее поиск уходит больше времени, чем ожидалось. Это похоже на совершенно другую игру по сравнению с «За пределами руин», и черные панели скользят повсюду. Рокуро, который всегда играл в мусорные игры, отмечает, что они, вероятно, могли бы сделать что-то действительно крутое, если бы отключили платформы. Катсу хорошо знает своего друга и говорит ему, что ему нужно избавиться от всего мусора, накопившегося в его мозгу. Это место напоминает Катсу научно-фантастическую игру уровня бога, но Рикул просто хочет знать, на каком уровне он находится. Катсу говорит, что у него 25 уровень, а Раку насмехается над ним за то, что ему все еще за 20. У Раку 31 уровень, так что Катсу быстро замечает, что они не так уж далеки друг от друга. Эмиль непреднамеренно поджаривает Катсу, когда она объясняет, что Раку просто беспокоится о том, насколько он слаб. Именно в этот момент Эмиль предупреждает мальчиков, чтобы они были осторожны, так как какая-то большая штука, называемая гигантским куполом подавления, почти раздавит их. Это явно враг, но Катсу уверенно говорит Рикуру, чтобы он отсиделся. Эмиль задается вопросом, действительно ли это нормально, но Рикуро уверен в способностях своего друга. Катсу готовится к бою и объясняет, что независимо от того, насколько низок ваш уровень, Эльф по-прежнему дает игрокам шанс только благодаря мастерству. Он уничтожает дрона всего одним ударом и давит на своих товарищей по команде. Ката объясняет, что красное свечение на его руках – это заклинание, которое дает бонусы для повышения жизненной силы. Появляется все больше врагов, и он продолжает объяснять, что выбрал монаха, использующего кулак духа. Он не может использовать оружие, но взамен он может давать себе бафы и крушить предметы кулаками. Что касается его телосложения, то он вложил большую часть своих характеристик в HP в живучести. Кацо заканчивает уничтожать врагов и может определить, какое телосложение у Рикуро, просто зная его. Као догадывается, что Рикуро – это стеклянная пушка, которая фокусируется на силе и ловкости. Он отчасти прав, но Рикуро поправляет его, поскольку он боец, ориентированный на удачу и ловкость. Маленькое электронное письмо поправляет его еще больше и объясняет, что у Рикуро есть душа воина, но до сих пор никто не знает, что это такое. Они продолжают свое долгое путешествие, следуя точным указаниям на карте, которую им дал карандаш. Она заставляет их двигаться в нескольких направлениях и проходить через множество комнат. Все они поражены человеком, который составил карту, так как это, должно быть, потребовало большого терпения. Последняя инструкция – прыгнуть в яму, но они останавливаются, думая, не является ли это какой-то шуткой, чтобы заставить их самих покончить с жизнью. Ката не хочет, чтобы стеклянная пушка Рикуро мгновенно погибла, спускаясь туда, поэтому он берет инициативу на себя. Ему говорит, что Ката – храбрая девушка, но Рикуро пытается объяснить, что Ката на самом деле парень. Ката говорит им спуститься, но при этом называет Рикуро неудачником. Рикуро приходит в ярость и прыгает вниз, готовый отомстить. Однако он быстро забывает об оскорблении, когда видит, что они добрались до скрытого места. Согласно инструкциям Пентагона, они смогут выловить в озере чудовище под названием «Озерный змей образа жизни». Кэтса задается вопросом, действительно ли они смогут поймать что-нибудь на свои маленькие удочки, но они решают попробовать. Два друга очень любят соревноваться и решили посоревноваться, кто сможет поймать больше. Отец Рокуро часто брал его с собой на рыбалку, так что он знает все советы и хитрости. Рокуро быстро ловит рыбу, но Ката отмечает, что скорее всего это связано с его везением.
Рокуру удается поймать только лосося, но все шокированы, когда Ката вытаскивает свою гигантскую змею. Озерный змей Лайфстайл – могущественный зверь, поэтому Рокура решил, что пришло время представить свое новое оружие. Ката напоминает Рокура, что у него слишком низкий уровень, чтобы вооружаться лунными клинками, но Сникер Рокуру говорит, что у него было больше оружия. Это называется двойные клинки Империи Б. Змея начинает атаковать, и Нима объясняет Кацу, что она попросила свою сестру сделать эти клинки для Рикуро. Оглядываясь назад, можно увидеть, как маленькая зайка заканчивает работу над лезвиями, сделанными из материала, который Рокуро привез ей из Империи Пчелиной Королевы. Байлок расстраивается, когда Рокуро почти забывает ее имя, поэтому он понимает, что ему, возможно, придется контролировать уровень привязанности к другим кроликам, кроме Эмилии и Вэша. Рикуро впадает в панику, когда у него начинаются травмирующие воспоминания из трешовой игры симулятора знакомств. В этом симуляторе знакомств ему нужно было уравновесить уровни привязанности к куче разных девушек. Если бы он допустил хоть малейшую ошибку, его ждал бы плохой конец, когда все девушки переехали бы в Италию, чтобы работать подмастерьями в пиццерии. Его персонаж по имени Санраку Пиклфиш раздавил бы своих подростков камнем для пиццы. Рокуро быстро выходит из депрессии и поздравляет Байлока с изготовлением его новых лезвий. Она рассказывает, что его правый клинок обладает особым свойством. Затем мы наблюдаем, как он использует его против змеи. Ребята делают все, что в их силах, но им приходится нелегко. Их уровень слишком низок, чтобы нанести существу больше, чем царапину. Рикуро объясняет, что некоторые виды оружия, умения, заклинания и атаки монстров обладают свойством коррозии. Если нанести достаточный урон определенной части аватара, это нанесет видимый урон и создаст там слабое место. Байлок объяснил, что его оружие в правой руке не подвержено коррозии обычным способом. Оно поражает ту часть тела, на которую нападает Рикуро, и со временем разъедает ее, больше напоминая разъедающий яд. Свойство разъедать накапливается и постепенно проникает внутрь. Если он продолжает красть все больше разъедающего яда при повторных ударах, это пробивает сопротивление противника к дебафу и заставляет разъедающий яд проявляться быстрее. Рикуру наконец-то удается создать слабое место, поэтому Ката сосредотачивает все свои силы, чтобы атаковать его. Им наконец-то удается ранить существо, и я хочу присоединиться к борьбе. Змея быстро нацеливается на нее, и Рёкл не успевает добраться до нее вовремя, но вместо нее прыгает Кацо, чтобы принять удар на себя. К счастью, Кацо выживает, потому что он построил себя как танк. Кацо оглушает змею так, что они все объединяют свои силы, чтобы атаковать чудовище, и в конце концов выигрывают битву. Бой определенно того стоил, так как он дал много опыта, и мальчики уже начинают повышать свой уровень. Куга поднялся на 4 уровня и открывает множество навыков. Он задается вопросом, сможет ли он связать эти навыки, но Рокуро предполагает, что он перепутал эльф с другой игрой. Рокуро даже не знает, что такое объединение навыков, но Кацу уверен, что это должно быть возможно, поскольку эльф – игра, в которой главное навыки. Кацу объясняет, что он должен был научиться этому на первом курсе, но Рикиор пропустит этот стартовый город. Затем Кацу объясняет, что навыки с разным уровнем владения могут быть объединены в центре под названием Skill Garden. Это позволяет ему создавать новые комбинированные навыки. Рокуро теперь понимает, почему некоторые из его навыков меняли название, поскольку это просто означало, что теперь их можно связать. В саду умений можно сделать гораздо больше, так что Рокуро приходит в бешенство, не зная ничего из этого. Затем Кацу упомянул о подработках и гильдиях, что еще больше выводит его из себя, так как он пропустил так много всего из-за того, что просто пропустил один маленький городок. Рикуро решает, что из-за депрессии он ничего не добьется, и решает продолжать работать. Через некоторое время ребята объединяются с Пенсилган. Она довольна их прогрессом, так как Кацу сейчас 40-го уровня, а Макрос 42-го. Это большой прогресс за такой короткий промежуток времени, так что они идут с опережением графика. Кацу пытается объяснить, как мало Рокуро знает о разных вещах, но Раку его совсем не слушает. Кацу был очень впечатлен силой Эма, и Рокуро рассказывает, что его драгоценный маленький друг-кролик уже достиг 56-го уровня. В целом у них все еще очень мало времени, поэтому Пенсилган пришлось использовать дорогостоящий инструмент – палатка, которая одновременно служит точкой спасения. Затем Пенкилган показывает, что им пора пойти навстречу с кем-нибудь, и этот час ночи – единственное время, когда они могут это сделать. Этот человек – уникальный НПК по имени Сицуна, и им нужно поговорить с ней, чтобы сразиться с Уэзермонтом. В другом месте ночью мы видим эту Сицуну, которая поет у дерева. Затем Рокуро и его друзья пробираются через призматический лес. Карандашный пистолет объясняет, что им нужно найти темное пятно среди всего этого люминесцентного мха. Когда они находят это место, она нажимает на него и открывается потайной ход. Рокуро расстроен из-за того, что он прошел через лес, не найдя этого места, но Пенсилган объясняет, что найти эти скрытые во времени участки – большая удача.
Она даже случайно наткнулась на это место. Рикура смотрит свысока на тех, кому повезло меньше, чем ему, но Кацу не одобряет его глупое выражение лица. Пентагон приказывает им прекратить свое маленькое комедийное представление, поскольку они достигли места назначения. Это место наполнено прекрасными цветами, но команда считает, что это довольно жутковато. Неподалеку слышится пение, и Ката обращает их внимание на поющую девочку. Эта девочка прозрачна, так что наш герой с птичьими мозгами задается вопросом, не является ли это ошибкой в этой игре божественного уровня. Ката жалеет своего друга, любителя мусорных игр, так как его разум всегда предполагает ошибки, а не сюжетные причины. Пёнкилган приветствует этого НПК по имени Сацуна, и Рикура обращает внимание на то, что ее одежда, похоже, не принадлежит миру фантазий. Он задается вопросом, не принадлежит ли она к эпохе античности, божеству сеттинга. Если это так, то у нее может быть ключ к уникальному сценарию, который он раскрыл. Рикура решает представиться, представив себя человеком со 100 навыками, но Пентагон прерывает его и представляет своих друзей как марионетку номер 1 и марионетку номер 2. Они ее козырь в рукаве, чтобы наконец-то успокоить Уэзермонта. Имо и Кацу назвали свои имена, но Рикур хочет еще раз представиться. Пёнкилган признает, что ее новая команда сейчас выглядит не очень хорошо, но она планирует потренировать их перед боем. Затем эта призрачная леди говорит несколько удивительных вещей, поскольку она никогда не встречала кого-то, у кого было бы присутствие сути, которое использовалось дважды, когда речь шла о Ракура. Вдобавок ко всему, его также сопровождает ребенок Золушки. Ракура понятия не имеет, о чем она говорит, но Цуна просто говорит, что он напоминает ей кого-то, кого она знала давным-давно. Она благодарит его за то, что он оживил некоторые давно утраченные воспоминания, но ее локон все еще полностью растрепан. Однако пришло время перейти к делу, поэтому появляется экран, предлагающий начать новый уникальный сценарий. Ребята соглашаются, и Сацуна рассказывает, что метеоролог был ее самой большой любовью. У них возникло небольшое недоразумение, и она скончалась. С тех пор всю свою жизнь метеоролог только и делал, что охранял ее могилу. Сацуна понятия не имеет, сколько времени прошло с тех пор, но следующее, что она осознала, это то, что она была похожа на привидение. Сацуна не испытывает обиды из-за того, как закончилась ее жизнь, но она верит, что все, что заканчивается, должно остаться в прошлом. Это не должно ограничивать чье-то настоящее или будущее. Ей невыносимо осознавать, что Уэзермон по-прежнему привязана к ее прошлому. Уэзермон использовала созданное ею заклинание, чтобы создать барьер вокруг своей могилы, и проделала еще несколько сложных действий, чтобы никто не смог добраться до ее местонахождения. Однако в ночь новолуния, когда луна теряет весь свой свет, в барьере образуется трещина. Кацо говорит об этом довольно прямо и решает, что все, что им нужно сделать, это перепрыгнуть через эту трещину и сразиться с метеорологом. Сацуна рассказал им все и просто хочет, чтобы они наконец смогли его успокоить. Пентагон говорит ей, что они совсем не похожи на неудачников, которые пытались это сделать раньше, и заверяет ее, что они положат конец всем этим страданиям. Ракур и Кацу ошеломлены, так как этот карандашный гон совсем не похож на тот, который они знали. Карандашный гон, которого они знали, однажды затащил короля НПК за свою карету, чтобы заманить своих врагов. Она также является карандашным гоном, который привязал принцессу НПК к люстре, чтобы заставить игроков попытаться спасти ее. Тот факт, что она сейчас мило беседует с НПК, кажется им невероятным. Они насмешливо интересуются, не развилась ли у нее какая-то душа, но Пентагон заставляет их расплачиваться за то, что они смеются над ней. Пентагон хотел бы, чтобы она могла ударить их несколько раз, но у них нет времени, так как они должны готовиться к бою с Уэзермонтом. Пентагон говорит, что иногда ей нравится играть честно. Что-то в Сецуне и ее истории привлекает ее внимание. Пентагону кажется почти стыдно, когда она признается в этом, но Рикрол считает, что это совершенно нормально. По его мнению, серьезно относиться к игре – это здорово, потому что все становится веселее, когда человек относится к этому серьезно. Кацу полностью согласен с этим и отмечает, что это в значительной степени его работа, поскольку он профессиональный геймер. Рикура всегда ищет способ поиздеваться над своим другом, поэтому он указывает, что Кацу профессиональный геймер, но он до сих пор не нашел ни одной уникальной вещи для себя и эльф. Парни начинают драться и останавливаются только тогда, когда Пентагон смеется над ними за то, что они напоминают ей, что они такие же глупые, как и она. Затем Пентагон становится серьезным и напоминает им, что они столкнулись с монстром, который вынуждает игроков опускаться до 50 уровня. Это нечто беспрецедентное в истории сражений с боссами, но она уверена, что они смогут победить его. Они все согласились серьезно отнестись к своей миссии и взяться за руки. Некоторое время спустя Ракура просыпается и объясняет, что он очень усердно работал с тех пор, как встретил Сицуну. Каждый день он засиживался допоздна. Ему наконец-то удалось достичь 51 уровня, а Кацу находится на 46-м. Теперь ему нужно поработать над своими навыками, и Немо сказал ему, что там был сад навыков, где можно было связать навыки и крольчатину. Рикра помнит, как Пентагон сказал им, что этот бой будет полностью зависеть от их навыков, поэтому он полон решимости улучшить их.
Затем Рокуро встречает его мать Айка, которая рада, что он соблюдал их соглашение во время летних каникул. Рокуро отмечает, что на самом деле у него не было выбора, так как он больше не хотел, чтобы она физически выводила его из игры. Младшая сестра Рокуро Руми очень расстроена из-за того, что их мать держит своих домашних жуков на кухне, и замечает, что Року рассматривает одну из моделей в магазине. Ее журнал. Эту модель зовут Тоа, и по словам Руми, она величайшая модель, которая когда-либо существовала. Это имя Тоа как-то связано с именем Сацуна, и мы узнаем, что Пён Килган на самом деле Тоа. Руми объясняет, что она сама подрабатывала моделью на полставки, но ей придется попросить своего отца, чтобы он сделал ей больше рекламы. Так случилось, что их отец вернулся домой и показал гигантскую рыбу, которую он поймал. Его зовут Шонджи, и его дети разочарованы тем, что какое-то время им снова придется есть рыбу на каждый прием пищи. В их семье существует соглашение, что-то вроде правила. По воскресеньям за завтраком и ужином они должны есть и разговаривать всей семьей. Это правило было необходимо, потому что, если бы его не существовало, они бы все погрузились в свои увлечения и никогда не увидели друг друга. Шонджи нужно почистить рыбу как можно скорее, но сосед по комнате в отчаянии просит его сделать это на кухне. Рикуро уверен, что это может показаться странным внешнему миру, но он думает, что его семья только что нашла способ заставить все работать на себя. Рикуро решает, что пришло время вернуться в Эльф, так как до битвы с Витермон осталось всего 2 недели. Это определенно будет трудный бой, особенно после информации, которую ему дал Пенсилган. Витермон – постоянный источник одиночных атак, мгновенных смертельных ходов и атак по площади. Однако эта информация помогла ему понять, где будет идеальное место для тренировок. Это просто мусорная игра, в которой постоянные сбои приводят к тому, что все атаки выполняются с сумасшедшей скоростью. Игра называется Bassiork Online Passion. Рикуро входит в эту игру, также известную как Биорб, и указывает на то, что здесь всегда так пустынно. Там даже никого нет, поэтому Рикуро решает, что он просто сразится с финальным боссом в сюжетном режиме. Как раз в этот момент он сталкивается со случайным игроком по имени Стрекоза. Этот парень действительно рвется в бой и объясняет, что он все еще новичок в игре. Он еще даже не победил финального босса и был бы рад, если бы ее кудряшка дала ему несколько советов. Эта игра довольно старая, так что Ракуро не может поверить, что этот ребенок новичок, и даже называет его вымирающим видом. Ракуро признает, что этот бой не будет лучшим для его тренировок, но он не может упустить возможность сразиться с таким редким экземпляром. Это, конечно, мусорная игра, так что они согласны с тем, что глюки могут быть использованы в их бою. Рикро проанализировал этого парня и определил, что у него отличное телосложение. Этот тип создает множество проблем, но Рикро предполагает, что он не будет знать, как ими пользоваться. Битва начинается, но Ракро мгновенно приходит в шок, когда Стрекоза бросается в атаку. Ракро напоминает себе, что этот парень новичок, поэтому он, вероятно, не будет использовать типичные стратегии. Ракуро удивляется еще больше, когда этот парень отводит кулак назад прямо перед тем, как нанести удар. Это техника, которая позволяет игроку создать ошибку, которая вытягивает руку как резиновую. Если удар попадает в цель, он наносит комбинацию из 2 ударов с удвоенным уроном. Его зовут Пайл Банка, и Стрекоза потрясена, увидев, что промахнулась. Рикуро объясняет, что он использовал прием йо-йо, который мгновенно удаляет текстуру аватара игрока и его хитбокс. Рикуро признает, что этот парень может использовать некоторые базовые баги, но он объясняет, что в этой игре есть нечто большее. В Биорб полно багов, которые игроки обнаружили в ходе проб и исследований, и он планирует показать этому парню полную демонстрацию. Бой Ракуро против Dragonfly привлекает толпу, и все они задаются вопросом, действительно ли Dragonfly новый игрок. В это трудно поверить, потому что этот парень сражается со знаменитым Рикуро, и он полон решимости выиграть хотя бы один раунд. Рикуро просто лупит парня, как будто он Луфи, своим ударом гатлинга, и Стрекоза проигрывает еще один раунд. Рикуро показывает, что его потрясающий стиль кулачного боя с быстрым захватом практически непобедим, но Стрекоза делает еще одну попытку. Это будет лучший бой из 3, и они оба снова соглашаются на тотальную битву, полную ошибок. Рикуро разочарован тем, что этот тупой ребенок снова использует тот же самый подход. Но на этот раз Стрекоза шокирует его уверткой. Рикуро впечатлен тем, что этот чувак научился определять время сбоя йо-йо при атаках противника, и ребенок рад, что учится у него. Рикуро думает, что это здорово и все такое, но он должен был тренироваться, готовясь к бою с Уэзерменом, и он хотел бы, чтобы это было так. Сражаясь с более сильным противником, Стрекоза видит, что он отвлекся, и использует эту возможность, чтобы шокировать Ракуро мощной атакой. Раку действительно впечатлил тот момент, когда парень смог приблизиться, отведя свою поврежденную ногу, и использовать инерцию
комбинацию для атаки. Ракура уже хорошо знаком с этой атакой, и она называется летящий удар. Он объясняет, что использование атаки стрекозой показывает, как мало он знает об этой игре. Flying Smash – это мощный прием, но он оставляет пользователю очень долгое время на восстановление. Затем Ракура демонстрирует прием, который ему следовало бы использовать, под названием бункер для свай. Это настоящая атака кулаками, и Ракура отталкивает стрекозу назад. Поскольку побег определенно невозможен, стрекоза решает просто атаковать прямо в лицо первому, но Ракура просто планирует парировать это быстрым выпадом. Стрекоза использует какой-то глюк, но никто из других игроков не может сказать, что он делает. Аватар этого ребенка действительно дергается, и Рикура потрясен, увидев, что этот ребенок вызвал сразу 2 летающих удара. Рикура никогда раньше такого не видел, но он почти уверен, что его быстрый розыгрыш все еще может противостоять этому. Тем не менее, он решает позволить удару поразить его, и все потрясены, когда стрекоза наконец побеждает. Зрители все еще не могут понять, что они увидели, но стрекоза все равно празднует свое достижение. Все ботаники, которые свято верят в эту игру о рождении, собираются вместе и обсуждают ход, который только что использовала стрекоза. У обоих кулаков каким-то образом были хитбоксы, и это позволяло стрекозе накапливать контрольные ходы. Они сравнивают это с другими известными атаками с глюками, но это не соответствует ни одному из них. Они пришли к выводу, что если команда тестировщиков сможет воспроизвести атаку Dragonfly, то это сделает ее официальной. Но на данный момент Ракура неожиданно поздравляет Dragonfly с тем, что она неофициально обнаружила новый хитрый ход. У Dragonfly просто нет слов, но для команды ботаников это очень важно, и они удостаивают Dragonfly чести назвать этот хитрый ход. Dragonfly ломает голову, придумывая название, но Рикура говорит ему не торопиться, тем более, что у них впереди еще несколько раундов, чтобы поиграть. Рикура решает, что в обмен на то, что Dragonfly покажет ему новый ход, он сам покажет ему еще один. Это довольно странный баг, который можно активировать только в начале раунда. Второй раунд начинается вскоре после этого, и Рикура шокирующе использует прием, который называется двойник. Он делит Рикура на 2 части, и Рикура рассказывает, что он долго не мог подобрать название для этого, когда обнаружил этот прием. Он объясняет, что делает эту игру такой особенной именно потому, что как только ты думаешь, что все понял, всегда появляется что-то новое, чему можно научиться. Именно поэтому, независимо от того, сколько людей покидают игру, он всегда время от времени заглядывает к нам. Ракура атакует своим двойником, пока стрекоза контратакует, но мы быстро обнаруживаем, что стрекоза только что проиграла 2 раунда подряд. Он считает несправедливым, что клон Рикура удерживал его, в то время как Рикура уничтожал его, но это всего лишь часть игры. Рикура признает, что атака действительно становится немного безумной, поскольку клон в конечном итоге попадает под контроль искусственного интеллекта, если он позволяет это. Стрекоза великодушно признает свое поражение и благодарит Рикура за то, что он уделил свое время такому новичку-неудачнику, как он. Он клянется придумать классное название для своего трюка с жуком, но давайте все будем надеяться, что он придумает что-нибудь получше, чем атака двойников. Затем Рикура рассказывает, что его друг нашел одного действительно жуткого жука. Рикура даже не уверен, сможет ли он это сделать, но стрекоза очень хочет, чтобы Рикура опробовал это на нем. Этот друг, о котором он говорит, конечно же, Кацу, и мы получаем представление о том, что он задумал. Кацу в ярости из-за того, что Рикура оставил его одного с исчезнувшим сумасшедшим карандашом, и она требует, чтобы он заткнулся и продолжал тренироваться. Вернувшись в Рабитаза, Рак рад вернуться в Эльф и готов провести за игрой весь день. Его, конечно же, сопровождает верный Эмиль, и он говорит ей, что в планах на сегодня опробовать комбинацию навыков, о которой ему рассказывал Кетцель. Рикура задается вопросом, правильно ли они идут, но Эмиль не может поверить, что этот тупица начал убегать, даже не взглянув на него, зная, где находится сад навыков. Что еще более важно, Эмиль потрясен, увидев Рикура таким энергичным, ведь накануне вечером он был крайне измотан. Птичье лицо объясняет, что переключение происходит просто, и это потому, что открытие новых вещей приводит его в восторг. Эмо указывает ему правильное направление к саду навыков и рассказывает, что в том, куда они идут в Рабитузе, выбор гораздо больше, чем в городах. Но все же это секрет, так что маленький кролик хочет, чтобы глупая птичка сохранила его в тайне. Рику более чем готов получить секретное преимущество, поэтому он согласен. Они наконец-то прибывают в этот очень раскрученный сад навыков, где их встречает еще один кролик. Ее зовут Элк, и она рада видеть Эмиля со своим другом Птицеловым. Ракура приходит к осознанию того, что он никогда не сможет избавиться от постоянных названий птиц, но на самом деле он сам навлек это на себя. Эмма рассказывает, что Элька ее старшая сестра, и они двое из группы тройняшек. Рикура видит сходство между 2 розовыми кроликами и удивляется, как у нее могло быть так много братьев и сестер. Рикура объясняет свое намерение объединить свои навыки, и Элк с благодарностью сообщает, что она очень хороша в такого рода вещах. Именно поэтому ее отец назначил ее ответственной за это, и именно поэтому она сейчас там. Ракура издевается над ней как придурок, повторяя ее манеру речи по какой-то причине, и просит ее показать ему, как сочетать его навыки. Несмотря на странное поведение птичьего мозга, Элк соглашается это сделать. Рекурсия показывает, что он быстро перепрыгивал уровни, так что его навыки действительно выросли.
смысле. Его список навыков, которые можно связать, очень длинный, и он объясняет, что многие из них тоже изменились. Элк показывает, что сочетание навыков высокого уровня в конечном итоге приводит к получению более совершенных навыков, чем сочетание тех же навыков на более низком уровне. Рокуро начинает задумываться, не стоит ли ему увеличить количество навыков до первого места, но в конечном итоге решает, что он хочет очистить свой список навыков, объединив их. Несколько мгновений спустя мы видим, что он заканчивает решать, какие комбинации навыков он хочет создать. Рикуро платит за так называемый рецепт, и Элк отправляется работать над ним. Пока она это делает, наш герой-птица решает перепроверить свои статистические данные. Сейчас у него 51 уровень, но ему пришлось встать, чтобы экипировать свои лунные клинки, так что у него не было возможности увеличить свою жизненную силу. Он больше похож на стеклянную пушку, чем когда-либо прежде, и его защита по-прежнему тонка, как бумага. Элк объявляет, что с ней покончено, и Макрон потрясен, когда видит, что она принесла. Элк объясняет, что это 6 комбинаций одновременно, так что сумма немного завышена. Однако в тот момент, когда Рокроу все это проглотит, он мгновенно освоит комбинированные навыки. Эта штука выглядит очень токсичной, и Рокроу не может поверить, что ему приходится глотать эту отвратительную жидкость. В этой штуке даже есть чертова ветка, и он думает о том, что никогда бы этого не сделал, если бы не был в игре. Тем не менее, он в игре, так что кролики говорят ему перестать быть слабаком и пыхтеть. Рокуро выливает жидкость в свой гигантский птичий клюв, а девочки восхищенно наблюдают за ним. Рокуро наконец-то допивает отвратительную жидкость и поражен результатом. Он мгновенно освоил все навыки, как она и сказала, и теперь у него есть 6 новых навыков из тех, что он связал. Плюс 9, которые он выучил или которые изменились, пока он повышал уровень. Он надеется, что хотя бы один из них окажется по-настоящему могущественным, и его маленькие друзья-кролики поздравят его. Элк отличный продавец кроликов, и его продажи быстро растут. Она рассказывает, что существуют специальные гримуары, которые игроки могут приобрести только в Робитаза. Как будто этого было недостаточно, Элк делает ему скидку за то, что он дружит с Эмилем. Эмиль понимает, что происходит, и пытается предупредить Рикрела, что ее сестра очень жадная. Элк быстро заставляет сестру замолчать, чтобы она не показывала свою жадную до денег натуру, но Рикул говорит своему маленькому другу-кролику, чтобы тот не боялся. Когда дело доходит до товаров, которые игрок может купить только в специальных местах, таких как Роботуза, он всегда готов заплатить высокую цену. Это музыка для ушей Элк, и как истинный жадный продавец, она начинает переговоры с вопроса, сколько он готов потратить. Рёкл говорит, что у него есть 80 тысяч долларов, которые он может потратить, поэтому маленький кролик-золотоискатель показывает ему, что у него есть примерно за эту цену. Рёкл, похоже, не понимает, что здесь происходит, поскольку он ошеломлен, увидев, что все это стоит по меньшей мере 30 долларов, даже с учетом скидки. Это заняло целую вечность, но Рёкл наконец задается вопросом, не пытается ли она его надуть. Элька неопытный профессионал и сразу же начинает давить на нашего мальчика, задаваясь вопросом, действительно ли он будет дураком и упустит специальное предложение впустую. Слабый птичий мозг Рикуро уступает давлению и соглашается купить пару вещей. После этого наш мальчик больше похож на брокера, чем на зрителя аниме, и он жалуется, что не может позволить себе ненужную броню, которую хотел купить. Теперь ему придется заработать еще немного денег перед боем с метеорологом. Как раз в этот момент Рикул понимает, что ему нужно встретиться со своими товарищами по команде, так что всегда полезное электронное письмо открывает ему путь. На встрече Карандаш Ган рад видеть, что в кои-то веки они пришли вовремя. Она кажется в лучшем настроении, чем обычно, и это потому, что она приняла решение относительно их битвы с Ведомен, которая состоится через 2 недели. Но есть одна проблема. Ее клан Широкай единственные, кто знает об условиях, которые необходимо выполнить, чтобы сразиться с Уэзерманом. Они используют уникальную систему монстров, которая позволяет игрокам получать опыт только за столкновение с этими уникальными монстрами, чтобы повысить свой уровень и развить свои навыки в PvP. Прежде чем Пентагон сможет раскрыть проблему, Рику уже знает об этом. В ту ночь, когда они сразятся с Уэзермоном, очень вероятно, что в конечном итоге они столкнутся с членами Ашура Кай. Као задается вопросом, почему Карандаш просто не может договориться с ними о чем-нибудь, указывая на то, что она является частью клана. Карандаш объясняет, что это невозможно, поскольку Ашура Кай активно выступали против идеи победить метеоролога. Ракура не понимает, что она решила, так что Пентагон наконец раскрывает, что она имела в виду. Ашура Кай повсеместно ненавидит за то, как они убивают игроков, и недавно появилось обновление, которое дает игрокам, убившим игрока, особый статус. Если обычный игрок убьет игрока-убийцу, он получит награду. Что еще более важно, этот игрок также получит право на любые предметы и снаряжения, которые были у P-Air. Все до единой вещи, включая те, что хранятся у них на складе. Высокоуровневые пикерс, подобные тем, что есть в Шуракае, как правило, заканчиваются довольно редкими предметами, что в принципе делает их более ценными. Эти ходячие сундуки с сокровищами. Это создало новый класс игроков,
Пкей-киллер. Ашуракаи нашли лазейки в системе, чтобы уменьшить урон, который могли нанести им эти Пкей-киллерс. Однако кто-то мог обойти все это, напав на их убежище. Ребята были шокированы, когда увидели, к чему она клонит, и поняли, на что она решилась. Пентагон является частью Асуракай, так что она точно знает, где находится их убежище, и она объясняет, что эта банда трусов только что стала занозой в ее боку. Вот этот момент. По этой причине она подумала, что им стоит пойти и раздавить Асуракай. Заглянув на 2 недели в будущее, можно увидеть, что Шангри-Ла Фронтир получит летнее обновление. Именно в этот день наши герои сразятся с метеорологом, стражем гробницы, и мы будем наблюдать за завершением обновления. В день выхода обновления некоторые люди были шокированы, обнаружив, что все предметы для воскрешения в нескольких разных городах были кем-то скуплены. Их лидер, который в настоящее время встречается с другими лидерами гильдии, наверняка разозлится на них. И мы видим, что Пенсилган несет ответственность за скупку всех предметов для воскрешения. Предметы для воскрешения. В другом месте второстепенный персонаж Ямамото объясняет второстепенной героине Майе, что была открыта новая область. Добавлен новый сценарий задания, а также внесены некоторые изменения в баланс некоторых характеристик монстров. Эта сумасшедшая девочка в восторге от обновления, но ей просто интересно, есть ли новое оружие, чтобы она могла продолжать убивать тварей, и надеяться на оружие побольше и получше. К счастью для этой психопатки, она услышала странный шум и решила уничтожить всех монстров вокруг себя. Ямамото останавливает ее, так как все это обычные люди, но она объясняет, что слышала дыхание монстра. На самом деле это дыхание было еще одного сумасшедшего, такого же, как она. Это Рэй, и она в панике, так как планирует отправить Рикуру сообщение, которое она пыталась написать уже некоторое время. Она планирует пригласить его на свою вечеринку, и день обновления – идеальное время для этого. Рэй хочет отправить его до того, как Ракура выйдет из игры, но она слишком трусиха. После еще некоторой паники Рэй наконец отправляет сообщение птице с помощью другой птицы, и она успокаивается, напоминая себе, что потратила 2 недели на написание этого письма. Прилетела еще одна птица посыльный, чтобы передать сообщение от лидера ее гильдии, которая также является ее сестрой по имени Момо. Кто-то раскрыл местонахождение убежища Шуракая, поэтому она просит Рэя присоединиться к ней. В другом месте кролик и птичка наслаждаются выпивкой, а Ракура расстраивает ее, называя своей старушкой. Настал печальный день, когда их пути должны были разойтись. Так что Эмилю есть чем порадовать птичку. Но прежде чем она успевает это сделать, Рикро сражается с одним из своих, когда прилетает птица посыльный, и он боится, что ядовитая птица-какашка прилетела отомстить. Насилие между птицами в конце концов прекращается, и Рико с удивлением видит, что внутренняя система писем игры принесла ему письмо от Сигера Зеро. Для письма, на которое Рэй потратил много времени, оно в итоге прозвучало слишком официально. Тем не менее, оно очень прямое и по существу, поскольку она просит Рикуру присоединиться к ней, чтобы они могли вместе изучить новое обновление. Ее почерк настолько формален, что Ракро подумал, что она вызывает его на дуэль. Ракро готовится отказать ей, так как сегодня он слишком занят, но прилетает еще одна птица посыльный. Эмма хочет уничтожить эту птицу, пока она не навредила Ракро, но Ракро встает на защиту одного из своих братьев-птиц. Это вторые сообщения также от Сигер Зеро, но на этот раз она сообщает, что возникло срочное дело, и она больше не может сопровождать Рикура. Рикура на самом деле испытывает облегчение и хочет купить кое-что для подготовки к предстоящей битве. Как раз в этот момент появляется Вэш и восхищается решительным взглядом Куро. Вэш подбадривает нашего мальчика и говорит ему отправить этого дурака, который пережил свое время, на последний покой. Эмиль наконец-то получает шанс вручить ему свой подарок, который изначально купил ей ее отец. Это амулет защиты. Рику настолько уверен в себе, что не думает, что он ему понадобится. Но в дополнение к его и без того мощным навыкам, это сделает все еще более потрясающим. Имо надевает ожерелье на своего спутника с птичьим лицом и заявляет, что будет ждать его скорейшего возвращения. В его доме сестра Рикура видит табличку на двери, которая гласит, что он занят важными делами и его нельзя беспокоить. Войдя в его комнату, мы видим, что этот игроман вернулся к игре после короткого перерыва. Наконец-то пришло время им приступить к осуществлению своего плана, и он начинается в убежище Шуракая. Лидер Шуракая по имени Арселот начинает терять терпение, ожидая Пенкилган, и в конце концов решает отправиться в потайной сад без нее. Однако именно в этот момент Сайгер Зеро полностью уничтожает одного из них. Все потрясены легендарным мастером атаки, и Момо заявляет, что это наконец положит конец Ашуракаю. Ашуракаи думают, что за ними пришел только один клан, но вскоре становится ясно, что на самом деле их много. Урсула не может поверить, что они объединились, чтобы уничтожить их, и ему интересно, что происходит. Сагар Зеро занята тем, что выводит парней на чистую воду, и она говорит им, что это расплата за всех игроков, над которыми они издевались. Все кланы собираются в убежище, поэтому Арселот приказывает всем членам своего клана отступить в скрытый сад. Когда Арселот
Арселот совершает побег, он задается вопросом, кто выдал местоположение их убежища. В другом месте Рёкр демонстрирует свое потрясающее новое снаряжение, которое на самом деле является просто поясом. Оно выглядит не так уж и много, но оно резко увеличивает его жизненную силу с 7 до 22 лет. Кацо отмечает, что это похоже на тонкую как бумага броню, но это просто стиль стеклянной пушки Рикро. Наш мальчик Рикуро помешан на энергетических напитках, поэтому он благодарит Кацо за рекомендацию нового бренда. Как раз в этот момент приходит Pencil Gun и сообщает, что первая часть их плана прошла настолько идеально, что это было скучно. Нулевая Сайгер выглядит взволнованной, как будто она чем-то расстроена. Рикуро использует свой птичий мозг, чтобы сложить 2 и 2, и понимает, что она должно быть расстроена из-за того, что ей пришлось отменить свои планы на вечеринку с ним. Кацу указывает, что Ашуракай захотят уничтожить Пенкилгона, если узнают, что именно она раскрыла их местоположение. Пенкилгон не волнуется, так как ей просто нужно победить их первой, и ребята присоединились к группе Пенкилгона. Когда Асуракай убегают в безопасное место, они начинают задаваться вопросом, не был ли в их группе шпион. Арсела начинает думать о том, кто мог это сделать, но они потрясены, обнаружив, что вход в потайной сад закрыт, потому что кто-то уже находится внутри. Арселот использует все знаки и понимает, что произошло. Он приходит в ярость и раскрывает, что предательницей является его сестра Пентагон. Внутри Пентагона думают, что она слышала крики обиженной плаксы-неудачницы, но решают, что это должно быть просто игра ее воображения. Наши герои только что в последний раз обсудили план, так что они готовы сражаться. Рокуро указывает, что Сатун сегодня там нет, но Пентагон объясняет, что ее нельзя увидеть без света полной луны. Они отправляются в путь, и Пентагон клянется, что не допустит, чтобы воспоминания Сицуне были плохими. Она обещает осуществить свою мечту, и они проходят через портал. Они прибывают в таинственное место, где слышен голос Сёцуне поющий. Страж гробницы Ли Мэн садится у дерева, и его способность активируется, повышая уровень каждого до 50. Конечно, наша группа была подготовлена к этому, так что Ли Мэн тоже готовится к этому. Пентагон приказал Рикуро начать разработку стратегии, поэтому он подошел прямо к грозно выглядящему самураю. Рикуро сказал этому парню, что хочет хорошенько подраться, но этот уникальный монстр не сказал ему ни единого слова и просто атаковал. Рикуро уклоняется от удара ветра и мгновенно использует навык, называемый в бою. Рикуро наносит удар ногой и заявляет, что собирается проверить возможности этого робота-самурая. Рику застигнут врасплох тем, насколько эффективен удар этой штуки снизу вверх, и он использует свои новые кинжалы, чтобы предотвратить атаку, которая не снесет ему голову. Рикуро видит его насквозь, поскольку знает, что метеоролог целится ему в голову. Товарищи Рикуро по команде наблюдают за ним, и Пентагон поражен тем, что Рикуро смог определить время атаки метеоролога с первой попытки. Оглядываясь назад, можно увидеть, что Пентагон подготовил их к удару ветра метеоролога. Это быстрый розыгрыш, который, как считается, выполняется за один кадр. Он также обладает эффектом защитного удара, так что Рикурлу нужно либо предвидеть его приближение, уклониться, либо отразить его. Просить его точно рассчитать время с первой попытки было уже слишком, но Пентагон также показал, что у Визермона есть целая куча других, еще более неприятных навыков. Затем она объясняет, что у Визермона, скорее всего, особый тип состояния. Это враг, которого игрок не может победить, уменьшив его здоровье до нуля. Вместо этого он терпит поражение при выполнении определенного условия. Они не знают, какого именно, поэтому перебирают некоторые возможности. Некоторые из них требуют, чтобы игроки продержались определенное время или пережили конкретную атаку. Другие требуют, чтобы игрок подобрал или уничтожил определенный игровой объект. Рикурл даже слышал об условии, согласно которому игроки должны рассуждать со своей целью в середине боя. Пентагон объясняет, что она уже протестировала несколько условий, но по ее мнению это может быть то, которое требует, чтобы они продержались определенное время. Пока они продолжают просто наблюдать за боем Рикурла, Пентагон пересматривает свой план. Она объясняет, что боевые условия метеоролога меняются с течением времени. Во-первых, им нужно пережить 10 минут первой фазы. Рикура отлично справляется с задачей прогнозирования погоды, а Пенсилган объясняет, что Рикра станет ключом к выживанию в первой фазе. Рикра действительно тянет веревку, так как он больше не может быть стеклянной пушкой, и ему едва удается уклоняться от атак прогнозиста. Пентагон проявляет большое доверие к нашему мальчику, поскольку у него есть навыки профессионального геймера, и она уверена, что он сможет придумать, как справиться с атаками метеоролога. Кацу тоже не лыком шит, так как он настоящий профессиональный геймер и тщательно изучает правила боя. Этот парень настолько серьезен, что разговаривает сам с собой и анализирует каждое движение, которое делает Мон. Пенкилган понимает, что она выбрала абсолютно идеальных товарищей по команде. Она заявляет, что если они будут на ее стороне, она может поставить все на кон в этой битве и достает какую-то старую школьную шкалу. Рикра толкает уникального зверя, как и обещал, и он понял, что у него действительно прочная броня.
Рикро не смог нанести удар ногой, и он отметил, что нет ни одной атаки, которая бы остановила этого парня. Однако, с другой стороны, Ракро мгновенно умер бы, если бы какая-либо из атак метеоролога попала в него. Учеба Кацуо оказывается полезной, поскольку он способен предсказать следующий удар ветра от метеоролога. Но наш мальчик Рикуру уже знает, что метеоролог – это не тот человек, которого можно победить. Метеоролог использует свой удар ветра, и все шокированы, когда он наносит Рикуру смертельный удар. Здоровье Рикуро падает до нуля, но Пентагон заставляет Кацу использовать на нем оживляющий предмет. Эта штука быстро срабатывает, и Рикуро возвращается к жизни. Взгляни на то, как прямо перед боем Пентагон подарил парням драгоценные камни Rebirth Tier. Это предметы для воскрешения, и если их использовать на игроке с ограниченными возможностями в течение 10 секунд, они восстанавливаются с полным запасом здоровья. Пентагон ездил из города в город и купил все 12 предметов, которые были выставлены на продажу. Она говорит ребятам, чтобы они пользовались ими осторожно, и сообщает, что они стоят по 4 миллиона единиц за штуку. Каждый из них получит по 4 штуки. Но у нее есть еще одна вещь. Она называется Божественный бальзам жизни и восстанавливает игрока с половиной здоровья. Каждый из них получает по 5 жизней, и Пентагон объясняет, что это максимальное количество дополнительных жизней, которые игроки могут получить в игре. Всего получается 27 воскрешений, и все это для того, чтобы бросить вызов Визермону. Они решили, что Рокуро возглавит атаку, и один из них оживит его, если он будет устранен. Тот, кто останется в живых, тем временем сразится с Уэзермонтом, и они продолжат чередоваться. Им просто нужно продержаться достаточно долго, чтобы победить, поэтому Пентагон называет свою стратегию тактикой зомби. Вернемся к настоящему. Рикрул возрождается с полным здоровьем. Метеоролог переключает свое внимание на Кацу, так что он берет управление на себя, не давая монстру скучать. Кацу интересно, чему Рикуро научился, сражаясь с ним, поэтому он объясняет, что они не могут победить его, и Кацу просто нужно сосредоточиться на уклонении. Пентагон засекает время и показывает, что Рикуро продержался 2 минуты и 50 секунд, что является рекордом для первого таймера. Она очень впечатлена и интересуется, что он думает об их противнике. Рикуро признает, что он ни за что не смог бы угнаться за Уэзерменом. Этот монстр определенно входит в Лигу Семи Колоссов вместе с Ликааноном. Пентагон напоминает ему, что она потратила много денег на этот свой план, поэтому она хочет, чтобы Рикуро сделал его стоящим. Рикуро проверяет свое оружие и потрясен, обнаружив, что его долговечность снизилась наполовину уже после 2 минут боя. К счастью, Рикуро увеличил долговечность другого оружия до предела. Это его болотные кинжалы, и он повторяет, что этот бой с метеорологом – это бой на выносливость. Рикуро снова заступается за Кацу, но его атака ничего не дает. Рикуро не ожидал, что это сработает, но он понимает, что попал в беду, когда метеоролог готовит свою следующую атаку. Это удар грома, но Рикурл использует свою способность Скапфут, чтобы избежать всех ударов молнии. Остальным тоже приходится уворачиваться, и Пентагон объясняет, что удар грома вызывает шквал молниеносных ударов. Ракро овладел способностью убегать ногой, и он может опережать атаки до тех пор, пока продолжает бежать на полной скорости. Однако метеоролог использует свой нимбус кулак, и Рику понятия не имеет, что с этим делать. Удар кулаком настолько силен, что Раку снова умирает, но Кацу оказывается рядом, чтобы снова оживить его. Кацу берет верх, но и метеоролог оказывается ему не по зубам. Пентагон оживляет его так, что Раку возвращается в игру. Метеоролог просто мгновенно убивает Раку снова, так что Пентагон оживляет его, и она что-то делает со своей маленькой шкалой. После того, как Кацу оживает во второй раз, он решает, что уклониться от атак этого парня невозможно, и им повезет, если они продержатся в течение 30 секунд. Пён Килган остается спокойной, когда она хвалит их за хорошую работу и объясняет, что у них все еще осталась половина предметов для воскрешения. Кацу, конечно, задается вопросом, что делает Пентагон, но она просто заявляет, что что-то готовит. Как раз в этот момент метеоролог неожиданно останавливается, и Пентагон объясняет, что прошло 10 минут. Настало время для второй фазы, поэтому метеоролог вызывает своего тактического помощника по имени Киран. Ракуро был поражен, когда появился магический круг, но Пентагон сказал Кацу, что время пришло. Кацу рад, что его время в качестве резервной копии воскрешения закончилось, и он готовится к битве. Исследование, проведенное перед боем, показало, что когда вы сражаетесь с Уэзермондом в течение 10 минут, он вызывает своего робота-коня. Киран наконец появляется, но Кацу ошеломлен, так как эта штука больше похожа на гигантский самосвал с ногами. Кацу уклоняется от первой атаки гигантского робота-коня и бежит, спасая свою жизнь. Вторая фаза требует, чтобы они продержались еще 10 минут, но на этот раз они не могут использовать синоптика в сочетании с Киран. Пентагон говорит Кацу, что он не может просто обороняться, так как Киран просто начнет использовать свой огромный арсенал атак. Вдобавок ко всему, если он объединится с Уэзермоном, не будет никакого способа помешать им растоптать их.
Единственный способ предотвратить это – оставаться на спине лошади достаточно долго, чтобы вызвать у нее анимацию взбрыкивания. Киран начинает запускать свои ракеты, а Катсу понятия не имеет, как взобраться на животное, так как он в ковбойском костюме. Пенсилган напоминает ему популярную игру про маунт-файтинг, но Раку никогда не слышал о мусорной игре с таким названием. Ракура напоминает, что нужно сосредоточиться на своей собственной борьбе, а Катсу объясняет, что игра про маунт-файтинг на самом деле была игрой уровня бога. Эльф – это тоже игра уровня бога, и она уделяет большое внимание созданию мира. Изучение этого вопроса обычно приводит к решению. Это заставляет Катсу понять, что поскольку Кирин – это машина, она нуждается в техническом обслуживании. Катсу использует это знание, чтобы найти лестницу для технического обслуживания, поэтому он садится на лошадь и использует хлыст, чтобы удержаться на ней. Катсу использует свои навыки, полученные в игре Mount Fighting, и делает все возможное, чтобы удержать лошадь, от чего она дико дергается. Кажется, все идет хорошо, но Пентагон обеспокоен. У них заканчиваются предметы для воскрешения, так что ей придется воспользоваться шкалой вознаграждений. Жертвуя предметы на блюдо для подношений слева, игрок может получить различные привилегии с блюда для благословений справа. Это невероятно редкий предмет, поэтому Пентагону пришлось убедить некоторых очень влиятельных людей позволить ей одолжить его. Чтобы наилучшим образом использовать весы, Пентагон продала все свои ценные предметы, которые она получила, играя в Эльф. Теперь у нее есть безумные 30 миллионов золотых, и она предлагает их весам. Взамен Пентагон выбирает перк, который дает больше очков характеристик. Ракура чувствует себя не очень хорошо, так как ему едва удается выжить, и у него заканчивается выносливость. Катсу чувствует себя еще хуже, так как лошадь швыряет его как тряпичную куклу. Золотая шкала делает свое дело, поскольку она должна поддерживать равновесие, и дает Пентагону временную возможность начислять дополнительные очки характеристик другим игрокам. Ставка составляет 1 очко за 100 золотых, так что ее сбережения дают им в общей сложности 300 очков. Пентагон начинает с того, что дает им по 50 очков каждому, и Рикуро сразу почувствует разницу. Он понимает, что за всем этим стоит Пентагон, и замечает, что она повысила его выносливость и удачу. Рикуро говорит метеорологу, что он знает, что не сможет причинить ему вреда, но у него есть другой план. Рикуро убирает свои кинжалы и использует навык, называемый в бою. У Рикуро есть опыт борьбы с противниками, которым он не может нанести урон, но у него есть секретное оружие. Есть боевой навык, который зависит не от силы, а от удачи. Этот навык называется «Рука удачи». Метеоролог пытается атаковать, но уже слишком поздно, так как удачный удар Ракурла выбивает его меч из руководства. Ракурл немного подразнивает его, а затем бросается за мечом метеоролога. Этот меч слишком велик, чтобы поместиться в инвентаре Ракуру, но по крайней мере метеоролог не сможет использовать свой быстрый рубящий удар или удар молнии. Этот удар нимбом все еще будет проблемой, но Ракура знает, что может избежать его, пока он остается позади метеоролога. Увеличение характеристик не слишком помогло Катсу, но Пентагон говорит ему, что ему просто нужно продержаться еще 4 минуты. Кирану удается запустить Катсу через всю арену, но у него появляется идея. Рикуро отвлекся на хаос и был застигнут врасплох метеорологом, который использовал атаку под названием Tidal Rush. Рикуро удалось увернуться от нее, но атака была настолько мощной, что он уверен, что это способность мгновенно убивать. Он понимает, что у метеоролога должен быть специальный набор движений на случай, если у него отнимут меч. Но Рикуро замечает, что он только что допустил ошибку. Он побежал не в ту сторону и положил карандаш прямо между собой и метеорологом. В итоге карандаш забирает агро у метеоролога, но Рику появляется на втором месте, чтобы вернуть агро. Метеоролог все же хватает его и наносит удар приливной волной. Рикуро нужно быстро вернуть к жизни, но у метеоролога снова есть меч, и он использует свой нимбус кулак. Пенкилган как раз успевает оказаться в безопасной зоне позади метеоролога, и она оживляет Рикуро как раз вовремя. Бой на мечах возобновляется, но Пенкилган объясняет, что еще одна смерть может свести на нет их шансы на успех. Рикуро считает, что будет лучше, если у метеоролога будет свой меч, так как он уже знаком с анимацией атаки мечом. Осталась всего 1 минута, и мы видим, что план Ката был безумным. Этот безумный ребенок решил привязать себя к лицу Кирана, и Пентагон не может поверить в то, что он видит. Ката думает, что он действительно может потерять здоровье из-за того, что его швыряют, но Пентагон говорит ему держаться, так как время почти истекло. Как раз в этот момент заканчивается вторая фаза, и метеоролог неожиданно падает на колени. Обычно это может показаться хорошим знаком, но Рикроу не улавливает от метеоролога флюидов «ты победил меня». Броня метеоролога начинает трескаться, и Пентагон приказывает ребятам оставаться начеку. Она объясняет, что даже когда Ашуракаи сражались в полную силу, им удалось продвинуться так далеко только 1 раз. Это означает, что вторая фаза закончилась и начинается настоящее испытание. В последний раз, когда Пентагон наблюдал за третьей фазой, метеоролог уничтожил всех сюрикаев одним своим ходом. Когда в его броне образовались трещины, метеоролог издал вой и выпустил ударную волну по всему полю. Когда она ударила в них, ни их защита, ни броня не имели значения.
все они умерли мгновенно. Рик Роу совсем не рад этому, но он может сказать, что у Пентагона есть план. У нее есть план, но Пентагон заявляет, что если это не сработает, то им нужно изворачиваться изо всех сил. Она указывает на то, что Valve ключ к победе лежит в сюжете. Пентагон всегда считал, что Уэзермон был киборгом, который модифицировал свое тело с помощью технологий. Однако Вэш дал им ключ к пониманию того, кто он на самом деле. Он упомянул, что метеоролог был живым трупом, который пережил свое время. Это означает, что на самом деле метеоролог должен быть классифицирован как немертвый монстр. Пентагон запускает в него бутылкой и показывает, что нужно для борьбы с немертвыми. Это святая вода, но она еще и особенная. Это святая вода святого, и это лучшее зелье, которое кто-либо может достать для борьбы с немертвыми. Святая вода быстро начинает действовать, и метеоролог издает свирепый вой. Пен Килган в шоке, потому что это не та анимация, в которой метеоролог использует свою полевую атаку. На самом деле это отличная новость, так как это означает, что ей удалось отменить атаку святой водой. Рикура считает странным, что она обрызгала его святой водой, но Пентагон говорит, что святая похожа на идола Valve. Кацуо задается вопросом, что происходит с погодником, но он пугается, когда лошадь начинает трансформироваться. Она превращается в какого-то робота, но Пентагон никогда раньше такого не видел. Она задается вопросом, не является ли это эксклюзивной новой формой для третьей стадии, и понимает, что они просто не могут позволить ей сочетаться с Ветермон. Коты почти готовы вернуться к бегу, спасая свою жизнь, и Рикрел указывает, что новая форма означает, что им нужен новый подход. Тело метеоролога постепенно разрушается. На первой и второй фазах им нужно было продержаться 10 минут. Однако, что касается третьей фазы, Рикро задается вопросом, нужно ли им продержаться до тех пор, пока метеоролог полностью не развалится. Рикро приказывает Пеналгону пойти помочь Кацо, и он гарантирует, что тот сможет выжить, пока метеоролог не развалится. Пеналгон соглашается, но просит его не быть слишком безрассудным. Помощь Кацо означает, что она не сможет выступать в качестве поддержки, так что одна смерть может означать конец для Ракро. Пенсилон желает ему удачи и уходит. Ракро готовится к битве, но мысленно извиняется перед Пентагоном. С тех пор, как она упомянула о том, чтобы продержаться там до истечения установленного срока, он постоянно о чем-то думает. Когда он уклоняется от атаки, Рикул задается вопросом, в чем же заключается веселье, и просто держится. Рикулу не нравится идея босса, который заставляет тебя просто убегать и прятаться на 30 минут. Он уже сыграл кучу игр, в которых сюжетная линия стоит на первом месте. Игры, которые стремятся к балансу между вымыслом и игровым процессом и терпят неудачу, регулярно помечаются как мусорная игра. Но в Shangri-La Frontier все должно быть по-другому, поскольку это игра уровня бога. Следующая атака Рикуро блокируется, но он кое-что понимает. В этой форме метеоролог действительно может получить урон. Рикуро считает, что Эльф создала компромисс между вымыслом и игровым процессом. Любой игрок, который выдержит эти первые 20 минут, получит награду, возможность дать отпор. Затем Рикуро шокирующе меняет свою маску в первый раз, а также свое оружие. Его шлем – это новая броня, изготовленная из материалов Quad-Beetle. Рикуро решает отклониться от плана и заявляет, что победит метеоролога прежде, чем тот получит шанс развалиться на части. Рикуро использует свой новый шлем, чтобы блокировать атаку метеоролога, и он объясняет, что много тренировался в паре с ним. Рикуро говорит, что в паре со шлемом его руки остаются свободными для атаки, и он наносит удар по метеорологу. Рик разочарован, так как он нанес критический удар, но метеоролог, похоже, совсем не изменился. Рикуро дал кучу денег жадному кролику на подготовку к этому бою, так что он планирует использовать то, что у него есть, чтобы ударить лицом в грязь перед Уэзерманом. Затем Рику использует навык отражения Луны, чтобы ударить Уэзермана сзади. На самом деле это был блеф, и Рику использует свой Ассасин Пирс, чтобы снова ударить Уэзермана. Затем он наносит удар дрилом Пирсом, и Уэзерман падает на колени. Мечи на спине – это величайший позор для фехтовальщика, так что Рикро извиняется, так как он планирует устроить Уэзерману целую кучу позора. Рикро смеется как сумасшедший, и Пентагон знал, что он так или иначе попадет в драку. Ката замечает, что он хохочет как сумасшедший, но Пентагон указывает, что это хороший знак. Чем больше Рикуро проигрывает, тем больше растет его мотивация и навыки игрока. Однако у них нет шансов на победу, если они не смогут сдержать Кирана. Кацу объясняет, что он нанес несколько ударов, и похоже, Киран теперь может наносить урон. Это здорово и все такое, но карандашный пистолет просто хочет, чтобы они остались живы, чтобы отвлечь агрессию Кирана от Рикуро. Она хочет, чтобы они были достаточно хороши, чтобы просто получить проходной балл, но у Кацу другие идеи. Он нападает на Кирана и объясняет, что если он хочет получить оценку, то ему нужен высший балл. К сожалению, Кацо просто погибает, и Пентагону приходится его оживлять.
Кацу переосмысливает свой план и видит, что Пентагон также дал ему нечто, называемое злой силой. Это увеличивает статистику пользователя на 15 минут и должно дать ему способности наравне с 99 уровнем. Но она не давала им этого раньше, потому что это влечет за собой серьезное наказание. Дела идут не слишком хорошо, и Пентагон уже порядком устал от этой односторонней борьбы, как и сами мальчики. Кацо хотел добиться отличного результата, так что Пентагон уверен, что он готов к пенальти. Ката даже не стал дожидаться, чтобы узнать, в чем дело, и тут же съел эту штуку со злой силой. Видение Ката меняется, и даже его голос звучит по-другому. Пентагон объясняет, что злая сила также влияет на его обоняние и вкус. Ката не думает, что наказание будет таким уж суровым, но Пентагон объясняет, что это не самое плохое. Самое плохое в том, что его уровень будет снижаться на единицу каждые 30 секунд. Кацу ошеломлен, так как это будет продолжаться в течение 15 минут, а эффект сохранится даже после боя. Когда бой закончится, ему придется начинать все сначала с 20 уровня. Кацу жалеет, что она не сказала ему раньше, но он просто не дал ей достаточно времени. Беспечный Пентагон затем использует свою шкалу, чтобы еще немного повысить свои собственные характеристики, и Кацу решает стать серьезным. Он комбинирует свои черные и малиновые атаки, чтобы создать комбинированный кулак духа. Пентагон увеличивает свои способности, и они атакуют Кирана. Кацо создает крестообразную печать левым кулаком и разбивает ее ударом правой. Когда Киран окончательно пошатнулся, Пентагон планирует наносить удары по его колену, пока оно не разлетится вдребезги. Ей удается наносить урон, но она шокирована тем, что до сих пор не может даже пробить броню Кирана. Киран стреляет ей в лицо, и она теряет руку, потому что Кацо не смог продержаться достаточно долго. Броня Кирана кажется самой толстой в районе талии, поэтому они решили, что именно там должны находиться все ее важные части. Единственный вопрос в том, как они смогут вскрыть эту штуку. Вернувшись к Рикуро, он наконец-то освоил комбинацию парирования ударов головой. Рикуро насмехается над метеорологом и продолжает смеяться как сумасшедший. Он знал, что его новые лунные клинки идеально подойдут к его навыкам. У него есть навык, который может активироваться только тогда, когда его здоровье падает ниже 3-го уровня, и он называется Climax Boost. На 5 минут он увеличивает его характеристики пропорционально разнице в уровнях между ним и противником. Обычно активировать эту способность против метеоролога было бы невозможно, так как у него изначально очень мало здоровья, а атаки метеоролога слишком мощные. Он не смог бы измерить их так, чтобы его здоровье снизилось только до 1/3. Однако, благодаря способности лунного клинка снижать и восстанавливать его здоровье с каждой атакой, Рёкл способен это сделать. Кроме того, Рёкл использует способность под названием «Голодный волк». Она действует всего 1 минуту, но в обмен на уменьшение его выносливости, она увеличивает его силу, ловкость и жизнестойкость. Эта способность довольно хороша, так как увеличение характеристик пропорционально количеству его здоровья и уровню голода. Эльф использует функцию измерения голода игрока, и она пополняется каждый раз, когда он ест. Если игрок голодает слишком долго, это влияет на скорость восстановления его выносливости. Рикуро справился с этим, как и со всем остальным, потому что он настоящий геймер и сейчас находится на идеальном уровне чувства голода. Если он сможет правильно сочетать эти навыки, Рик уверен, что сможет выиграть этот бой. Рикро видит, что приближается еще один победный удар, поэтому он готовится парировать его, но удар так и не наносится. Метеоролог едва двигается, а Алди смотрит на ожерелье, которое Эмма подарил Рикуро. Метеоролог снова и снова повторяет имя Элис и произносит фрагмент идентификационного ключа. Рикуро понимает, что это не какое-то заклинание, и метеоролог просто говорит. Рикуро думал, что он просто труп, оживленный механизмами, но теперь думает, что метеоролог может быть чем-то большим. Рикуро не может поверить, что игра дает ему сюжетные материалы в такое время, как сейчас, но метеоролог снова готов сражаться. Каждый нейрон в теле Рикуро сосредоточен на победе над этим парнем и не позволяет ничему отвлекать его. Ли Мэн никому не позволит нарушить свою клятву и использует то, что называется завоевание чистого неба. Рикуро видит, что он наконец-то становится серьезным, но наш мальчик сумасшедший и готов на все. Рикуро насмехается над ним за то, что он просто использует еще один удар ветра, но он шокирован, когда до следующей атаки не остается и второго удара. Рикуро обеспокоен тем, что Ведоман теперь проводит атаки по цепочке, практически без временной задержки между ними. Рикуро удается остановить атаку Ведоман на титул чемпиона, но за ней следует еще несколько атак. Совершенно очевидно, что Ведоман может спамить атаки, не тратя времени на переделку, так что Рикуро считает, что это похоже на нарушение игрового баланса. Ведоман делает новый ход, от которого Рикуро уклоняется, но это еще не конец. Образуются черные тучи, и Ведоман использует свою атаку «Пепельная метель». Это своего рода комбинированная атака, и Рёкл делает все возможное, чтобы избежать встречи со всеми огненными змеями. У него заканчивается выносливость и навыки
уклонения, и он понимает, что если цепная атака продолжится, то ему будет очень плохо. Рикуро не теряет уверенности в себе и заявляет, что потребуется гораздо больше усилий, чтобы победить его. У Рикуро даже есть несколько идей в запасе, но Ведомен использует метод завоевания чистого неба. Рикуро не может не понимать, насколько быстр Ведомен, поскольку он уже бежит так быстро, как только может. Именно в этот момент ноги Рикуро оказываются в ловушке, и он замечает, что атака, которую начал Ведомен, не похожа ни на одну из его предыдущих атак. Он решает принять удар в лоб и готовится отразить атаку своим шлемом. Метеоролог использует свою атаку «Чистое небо» и буквально пронзает насквозь нашего мальчика Рикуро. Рикуро даже не может понять, что произошло, но он знает, что атака, которую только что использовал метеоролог, очень опасна. Кацо готовится привести его в чувство, но Пентагон останавливает его. Ракуро еще не закончил и напоминает Ветерману о том, что он сказал ему ранее. Он повторяет, что потребуется гораздо больше усилий, чтобы победить его, и мы видим, как над ним парит драгоценный камень возрождения. Один взгляд на Эмму показывает, что она очень обеспокоена. Ракуро еще не вернулся домой, а это значит, что он, должно быть, все еще сражается. Во время боя шар падает прямо на Ракуро, возвращая его к жизни, и он заявляет, что это его лучшая техника. Он называет это самовосстановлением. Это была огромная авантюра, но Ракель сумела вовремя прийти в себя. Шлем Ракель сильно поврежден, поэтому она решила, что атака метеоролога «Чистое небо» должна привести к разрушению оборудования. Метеоролог объясняет, что он не может быть побежден, пока Рикуро не превзойдет свой предел покорения чистого неба. Рикуро начинает беспокоиться, когда метеоролог снова занимает свою позицию, и он использует удар грома, чтобы начать рассылать спам, как раньше. Метеоролог безжалостен в своей атаке, сочетая спам с несколькими ударами ветра. После того, как Рикуро едва удалось выжить, он кое-что понял. Цепочка атак и финальный ход «Чистое небо» в совокупности составляют технику завоевания человеком чистого неба. Рёкл пытается придумать, как преодолеть эту технику, и напоминает себе, что в прошлый раз потребовалось около 30 секунд, прежде чем чистое небо поразило его. Метеоролог использует свою огненную атаку, но перед ее активацией проходит некоторое время, так что она не представляет большой угрозы. То же самое касается пепельной бури, так как Рику может легко увернуться от нее, когда увидит, что она приближается. Затем Рику уклоняется от титульного броска метеоролога, и он начинает задаваться вопросом, не выбраны ли ходы, которые использует метеоролог в SkyClear Conquest случайным образом. Даже если это и так, Рикуро считает, что уклонение от них на самом деле просто игра на запоминание. Рикуро считает, что лучшая стратегия против всех мощных ударов – сохранять выносливость и постоянно держаться на расстоянии 3 метров. Ему нужно свести свои движения к минимуму, и все перестанет пугать, когда он привыкнет ко всем атакам. Однако именно в этот момент Уэзермен снова ловит Рикрела за ногу. Это означает неприятности, поэтому он запускает в воздух предмет для воскрешения. Рикул указывает, что эта часть боя является настоящей проблемой, и Синоптик использует SkyClear, чтобы убить его снова. Эта смерть ощущается иначе, чем во всех предыдущих случаях, поскольку это мгновенная смертельная атака, предназначенная для того, чтобы уничтожить игрока, не дав ему возможности высказаться. Ракуро снова оживает и определяет, что даже игрок максимального уровня с мощным щитом легко будет расколот пополам погодным монстром. Хуже всего то, что погодный монстр не дает игроку уклоняться, потому что как только его ноги укореняются, у него нет другого выбора, кроме как принять атаку «Чистое небо». Единственным решением Рикуро на данный момент было использовать свою технику самовосстановления, но он не сможет этого сделать. Это надолго. Рикуро подумывает о том, чтобы попытаться уничтожить меч метеоролога, но это нереально, учитывая то, как он должен уклоняться от цепных атак. Рикуро снова оживляет себя, но понимает, что это был его последний камень слез перерождения. Все, что у него осталось, это 5 божественных жизненных ипостасей. Вопрос о том, прояснится ли небо над человеком каждые 30 секунд, означает, что Рикуро осталось жить 3 минуты. С начала третьей фазы прошло меньше 3 минут, так что Ракуро считает, что он ни за что не доживет до 10 минут. Метеоролог в очередной раз заявляет, что Рикуро должен превзойти свой предел, чтобы победить его, и Рику переходит в атаку. Затем Рикуро напоминает себе, что 10 минут выживания – это всего лишь теория. Рикуро погибает во время очередной атаки небесной чистоты, и он решает, что решение проблемы небесной чистоты должно быть реальным условием победы над метеорологом. План Рикуро состоит в том, чтобы использовать парирование, но это будет очень сложно. Ему нужно отразить атаку точно в назначенный момент, и у него не будет другого выбора, кроме как сделать это, не двигаясь с места. Если он не рассчитает время хотя бы на 1 миллисекунду, метеоролог уничтожит свое оружие, но это единственный способ победить. Рикуро смотрит на все перезарядки своих способностей и решает, что его единственная задача прямо сейчас – решить, что ему нужно в этот последний момент. Ему нужно убедиться, что они будут в его распоряжении во время этого единственного парирования, и он посмотрит на индикатор
своего здоровья. Ему нужно точно рассчитать время, так что мы просто подождем еще немного, пока все не закончится. Возвращайся к остальным, им все еще нужно найти способ проверить жизненно важные показатели Кирана. И Кацель советует Карандашу Гону не недооценивать такого профессионального игрока, как он сам. Карандаш Гон велит ему приступить к работе и трагически заканчивает свою жизнь. Кацу, конечно, сбита с толку, и робот мешает ему оживить ее. В конце концов он это делает, и Пентагон объясняет свое безумное решение тем, что такой мастер копья, как она, не может сражаться одной рукой. Воскрешение вернуло ее к жизни с совершенно новой рукой, так что пришло время вернуться к работе. Они вдвоем работают над тем, чтобы машина оставалась неподвижной, и Кацу отмечает, что он накачал себя наркотиками, чтобы получить огромные улучшения благодаря Pencil Gun. Теперь он может использовать два хлыста и использует их, чтобы вывести робота из равновесия, как только тот поднимет ногу. Кацу объясняет, что профессиональный геймер должен знать, как движется человеческое тело, но Пентагон напоминает ему, что их противник не человек. Кацель становится еще безумнее, когда использует все имеющиеся у него кнуты и прижимает робота к земле. Добавление бронебойных усилителей к оружию ускоряет его разрушение, так что Пентагон должен заменить свое оружие. Пентагон атаковал каждую часть тела этой штуки, и все это довольно сложно. Однако одно место сильнее всех остальных. Эта часть поясница, что подтверждает, что именно здесь она должна защищать свои жизненно важные органы. Кацо поднимает монстра, и Пентагон начинает атаковать его талию. Ее оружие вот-вот сломается, а у Кацель вот-вот закончатся бафы. Настойчивость Пентагона окупается тем, что ей удается пробить броню, но в этой части тела происходит выброс энергии. Оружие Пентагона уничтожено, а все кнуты Кацеля сломаны. Разрушение поясной брони, похоже, привело в действие режим Берсерка, и Пентагон решил, что они должны атаковать его, а не просто убегать. Если они просто позволят ему бесноваться, то одна из его атак может поразить Рикуро. Ката представляет, как Рикуро будет насмехаться над ними, если это произойдет. Рикуро сказал бы, что он был занят борьбой с боссом, а они даже не смогли отвлечь его любимую лошадь. Им пора покончить с великаном, но у Карандаш Гона осталось всего 2 копья. Они вдвоем уклоняются от всех атак роботов-лошадей, и Карандаш Гон начинает читать заклинание. Она взлетает в небо и использует свою технику теневого края. Это заклинание позволяет ей запечатать цель на месте, вонзая свое оружие в ее тень. Оно действует только до тех пор, пока ее оружие не сломается, что, по ее мнению, произойдет только через 5 секунд. Пёнкилган использует это время, чтобы вытащить свой гигантский смертоносный вертел, но Кацу замечает, что хитрый робот запустил ракету как раз перед тем, как ее заблокировали. Эта ракета попадает в Пёнкилган, но Кацу ошеломлен, когда видит, что она все еще жива. Пёнкилган берет свои слова обратно о том, что обладатели копья не могут сражаться одной рукой, и она в одиночку запускает свое копье в Кирана. Она идеально попадает в цель, но это движение все или ничего, так как ее печать стирается. Теперь очередь Кацо, так что он комбинирует свои красные, синие и желтые кулаки. Он называет это своим духовным кулаком и использует его, чтобы послать дух Пентагона прямо через Кирана. Атака невероятно мощная, но побежденный Киран падает прямо на Кацу. Пентагон бросается к нему и обнаруживает, что с ним все в порядке. Эти двое одержали победу, но при этом они полностью измотаны. Пентагон отмечает, что Кацу полностью выбилась из сил, и она помнит, что Рику все еще сражается. Рику оживляет себя еще раз, но он только что использовал свой последний предмет для воскрешения. Но это нормально, ведь у него наконец-то есть все необходимое для победы. Время переделки усилителей «Голодный волк» и кульминационный момент закончилось, и термоядерный датчик его лунных клинков заполнен. Независимо от того, начнет ли человек снова свое завоевание чистого неба, у Сары есть 30 секунд до следующей атаки чистого неба. Его шлем теперь бесполезен, так что Ракура возвращается к своей знаменитой птичьей маске. Ракура начинает уклоняться от шквала способностей, как и в предыдущие разы, и в итоге остается всего 2 секунды до атаки чистого неба. Ключом к победе будут его лунные клинки, так что Ракура использует их в первый раз. Это луна-близнец, и у нее особый эффект. Чем ниже характеристики Ракура по сравнению с его врагом, тем больше силы и вероятность критических ударов Рикура. Это идеальное оружие на данный момент, поскольку оно повышает вероятность того, что его парирование сработает. В сочетании с совокупными Ангервулф, Рикура уверен, что сможет заблокировать чистое небо. Рикура готовится, но он шокирован, увидев уведомление, в котором говорится, что его Climax Boost не может быть активирован. Этот навык он может использовать только тогда, когда его HP ниже 1/3 от общего значения, так что Рикур только сейчас понимает, что он облажался. Он так усердно работает,
работал, чтобы все рассчитать идеально, но ему не удалось снизить свои HP достаточно низко. Голодный волк в одиночку не сможет сравниться со скоростью атаки метеоролога, так что он обречен. Рёкл отчаянно пытается придумать решение, но его оглушает удар кинжала в метеоролога. Это пришло из Пентагона, который, как мы сейчас видим, находится с Сицуной. Кажется, они привлекли внимание синоптиков, но они были шокированы, когда Рикра нанес себе удар ножом. Рикра объясняет, что главное обновление Эльф, которое вышло только сегодня, изменило условия активации статуса терпеть на основе удачи. Если показатель удачи игрока превышает 50, а его здоровье достигает нуля из-за нанесенного им самим урона, то только один раз он может выжить с одним запасом здоровья. Неустанное изучение обновления Рикуру принесло свои плоды, так как теперь он может использовать как свои способности Голодный Волк, так и Климакс Буст. Тело Рикура излучает невероятное количество энергии, и он готовится к ясному небу метеоролога. Метеоролог снова и снова повторял, что он никогда не сдастся, но Ракель заявляет, что в конце концов он его отпустит. Метеоролог запускает свою атаку «Чистое небо», и Ракель идеально отбивает атаку под названием Crescent Warpal. Их атаки сталкиваются в грандиозной демонстрации силы, и Макэрл толкает достаточно сильно, чтобы выбить оружие метеоролога. Броня метеоролога тоже разбита вдребезги, и Рикрел заявляет, что он насмотрелся на атаки метеоролога за всю свою жизнь. Все ошеломлены, увидев, что Рёкл действительно сделал это, и он заявляет, что окончательный удар метеоролога наконец-то разгадан. Меч метеоролога уничтожен, а его тело медленно разваливается на части. Метеоролог признает, что Ракура справился со своим последним ударом и называет его блестящим. Метеоролог восхищается талантом Ракура к преобразованию и сравнивает его с ясностью безоблачного неба. Метеоролог спокойно достает свой меч, чтобы Ракура приготовился. Метеоролог приближается так, что остальные задаются вопросом, действительно ли бой еще не окончен, но Пёнкилган может сказать, что он на пределе своих возможностей. Метеоролог просто проходит мимо нашего героя с птичьим лицом, и Ракура понимает, что бой наконец окончен. Метеоролог направляется к могиле Сёцуны, и его тело начинает отказывать. Он заявляет, что ему пора спать, а в его последних словах говорится, что он скоро будет с Сёцуной. Тело метеоролога разваливается на части, и наша группа просто наблюдает, как все, что осталось, это его меч. Они задаются вопросом, действительно ли все закончилось, но Пентагон проверяет и обнаруживает, что они все еще не выполнили четких условий для битвы. Вишневое дерево, к моему удивлению, начинает отмирать, и территория начинает возвращаться к нормальному состоянию. Как только все закончится, Пентагон будет потрясен, обнаружив там Сацуну. Она обращается к нашим героям и благодарит их за то, что они отправили Уизермонта на покой. Сацуна утверждает, что ее желание стать прежней наконец-то исполнилось. Остальные задаются вопросом, означает ли это, что она не настоящая Сицуна, поэтому она показывает, что она всего лишь ее остаток. Последним желанием настоящей Сицуны было освободить Уизермана после того, как он был связан ее смертью. Этот остаток, который они видят сейчас, был всего лишь результатом этих чувств. В таком случае она должна исчезнуть, как только ее роль будет выполнена. Это сильно расстраивает Пенелопию, но Сацуна говорит ей, чтобы она не волновалась. Это всегда должно было случиться, как только мир исполнит ее желание. Она называет наших героев первопроходцами и говорит, что если они хотят узнать правду об этом мире, им нужно найти Богомута. Рикура объясняет, что Богомут – это по сути большая рыба, к которой люди относятся как к дракону. Кацу быстро замечает, что он не идиот и знает, что такое Богомут, но чего он не знает, так это того, что это означает в контексте этой игры. Пентагон уверен, что в Эльф нет монстра по имени Богомут и хотел бы узнать больше. К сожалению, Сицуна не собирается просто давать им ответы на все вопросы, так как считает, что это то, на что они должны найти ответ самостоятельно. Этот остаток решает говорить от своего имени, а не от имени Сицуны, и прощается с Пеналгоном. Пентагон был потрясен, узнав, что этот остаток любил ее, и она попрощалась с ним в ответ. Пенсилон быстро сказала остальным, что она не плачет, но Ракель заметила, что он еще даже ничего не сказал. Мальчики насмехаются над ней, потому что она явно плачет, и Ракель даже говорит, что он удивлен, увидев, что в ее бесчувственном и роботизированном теле установлены слезные протоки. Пентагон возвращается к своему прежнему «я», чтобы угрожать их жизням, но Кацу через многое прошла и говорит Ракура, чтобы он прекратил это делать. Возьми один для команды. Как раз в этот момент они все получают сообщение о том, что они разобрались с уникальным сценарием. Это большое достижение, так что Пентагон благодарит ребят за их помощь. Это первая победа над уникальным монстром с момента создания Shangri-La Frontier, так что Рикроу не терпится узнать, какую добычу они получат в награду. Они все готовятся к обзору добычи, но их прерывает объявление для всех игроков. Все участники игры с изумлением слушают объявление о том, что уникальный монстр, страж гробницы Лимон, был побежден. На этом объявление не заканчивается, так как в нем рассказывается об игроках, которые его победили. Пентагон, Кацу и Санраку. Как будто этого было недостаточно, в объявлении говорится, что с поражением метеоролога мировая история Shangri-La Frontier официально продвинулась вперед.
В штаб-квартире игры мы можем увидеть, насколько сильно продвинулись игроки в мировой истории, и поражение Синоптик всего лишь увеличивает его с 11 до 12%. В какой-то библиотеке где-то на границе Шангри-Ла группа людей пришла в неистовство, услышав эту новость. Они уверены, что их профессор скоро войдет в систему, поскольку победа над уникальным монстром – это огромное событие. Эти ботаники много чего знают, но они никогда раньше не слышали о термине «мировая история». Тем не менее, они пришли к выводу, что она должна отличаться от обычной истории игры. Обычная история предполагает работу с НПК для изучения мира, поэтому они предполагают, что история мира должна означать, что сам мир переходит на новый этап. В игре могут произойти некоторые серьезные изменения, поэтому они хотят узнать как можно больше о том, что произошло. Они начнут с изучения Уэзермона, поскольку до сих пор не было подтвержденных доказательств того, что он действительно существовал. Теперь им известно о 5 уникальных монстрах, а это значит, что осталось только 2 неизвестных. Их следующий план действий – вступить в контакт с игроками, которые победили Уэзермона. Эта группа не единственная, кто интересуется нашими героями, так как клан Шварц расстроен тем, что они были первой группой, победившей уникального монстра. Сестра Рэй, Сагер 100, является их лидером, и ей стыдно, что они считают себя лучшим кланом. Один маленький ботаник отмечает, как странно было не видеть Пентагон во время рейда Шуракаев. И теперь понимает, что это произошло потому, что она была занята уничтожением уникального монстра. В Саге 100 установлено, что именно Карандаш Гон слил информацию об убежище Сюрикена. Она просто использовала всех, чтобы отвлечь внимание, чтобы она могла отправиться за уникальным монстром. Это невероятно расстраивает, и они решили, что она доставляет еще больше хлопот, чем Нарсилот, которому удалось сбежать. Что касается партнеров Пинкилгона, то они никогда не слышали о Кацу. С другой стороны, Сунраку хорошо известен как игрок, который сражался против Леона. Она тоже выросла там, и ей интересно, насколько близки Куро и Пенкилгон. У этого клана есть важная миссия, которую нужно выполнить. Но Сага 100 решила остаться с несколькими другими членами. Сунраку был новичком, которого в последний раз видели в Третьей Риме, поэтому удивительно слышать, что он совершил немыслимое и стал уникальным монстром. Сайгер 100 невероятно заинтересовалась им и заявила, что ей придется его найти. Как раз в этот момент они замечают, что Сайгер Зеро пропал, и Сайгер 100 вспоминает, что ее сестра подружилась с мальчиком, который ей нравился. Вернувшись к нашим героям, они выходят из пещеры и обнаруживают, что их поджидает очень злой оцелот. Ребята издеваются над этим парнем и называют его оцелотом, чтобы он потерпел неудачу. Пенелопа сыплет оскорблениями, а также указывает на то, что ее младший брат даже не достоин этого прозвища. Оцелот знает, что именно Пенелопа слила их информацию, и она указывает, что у нее не было другого выбора. Оцелот превратился в цыпленка, который слишком боялся делать какие-либо шаги, опасаясь потерять все. Оцелот отказывается смириться с этим и готовится напасть на них, так как уверен, что они устали от борьбы с Уэзермонтом. Он планирует уничтожить их и забрать всю добычу, которую они получили в битве, но они были шокированы какими-то магическими кругами. Это сигнал бедствия с воздуха против ПК, который был подготовлен нашей группой. При нападении ПК с воздуха игрок может послать призыв о помощи своим друзьям. Если у этого игрока есть навык деформация друзей, то его можно вызвать на месте. Друг, которого они вызвали, поразительно похож на Сайгера Зеро. Она дает Ашура Каю последний шанс сбежать, но Урсула требует, чтобы они начали проявлять к нему хоть какое-то уважение. Он планирует добиться этого уважения с помощью драки, но Ашура Каи уничтожаются за 50 секунд. Оцелот в ярости от того, что все, ради чего он так усердно трудился, разрушается, но Карандаш Гон просто лишает его жизни. Рикура рекомендует ему вместо этого поиграть в Feria Chronicle Online, но Козел называет его монстром за то, что он порекомендовал мусорную игру. Пентагон был поражен, когда они получили все товары, которые перевозил Ширикой, так как, похоже, они пытались сбежать из города со всем этим. Рикура благодарит Тайгера Зеро за помощь и поздравляет его с победой. Рику помнит, что объявление было сделано, и понимает, что из-за этого ему будет намного труднее остаться незамеченным на публике. Но что еще более важно, так это то, что делать с Сайгером Зеро. Он звонил ей всю дорогу, так что он не думает, что может просто отослать ее сейчас. Он просто неловко смотрит на нее, но Рэй не может быть счастливее. Пентагон никогда не позволяет себе скучать, когда она неожиданно просит Сигера Зеро убить ее. Она предлагает все, что у нее есть, в качестве оплаты, но ее друзья обеспокоены. Смерть Пентагона, как и ее, приведет к штрафу РПК, а это значит, что ей придется заплатить штраф пропорциональный ее преступлениям. Ракура хорошо знает Пенсилон и предсказывает, что это будет огромный гонорар. Пентагон готова пойти на такой риск, так как ей надоело быть пиквайром, и она хочет начать все с чистого листа. Пентагон по-прежнему остается пиквайром и заявляет, что так просто она не сдастся. Она всегда хотела сразиться с мастером битв и требует, чтобы они сражались. Сигер Зеро бросает один взгляд на Рикуры и принимает вызов. Она достает печально известный уникальный меч мастера атаки и использует его умение, называемое разворот. Сигер Зеро знает, что Пенсилона называют убийцей гигантов,
поэтому она решила отдать этому бою все, на что способна. Ракра переходит в режим диктора и показывает, как Сигер Зеро только что использовала на себе кучу бафов. Пенсилон достает свое собственное жуткое оружие, одновременно полируя себя, и битва начинается. Рикро очень взволнован, а Кацу удивляется, как у него все еще остается столько энергии. Первая атака Пентагона заблокирована, и она потрясена, обнаружив, что ее меч застрял. Сейджер Зеро наносит прямой удар, но Пентагон снова появляется из дыма, чтобы забрать ее руку и меч обратно. Она еще яснее дает понять, что это тотальный бой, и атакует своим ручным мечом. Сейджер Зеро получает сообщение громко и ясно и готовит мощную атаку. После долгого произнесения заклинания она выпускает свою атаку пустоты хаоса, вызывая массовые разрушения.